Влада Ольховская. Черный город. Читает Вячеслав Булавин. Глава 1. Смерть пришла с севера в день, когда все радовались дождю. Дождя, в отличие от смерти, очень ждали, потому что только он мог победить пыль. Но пыль на объекте 803 была всегда. Мелкая, никогда по-настоящему не оседающая, способная оказаться везде. Она покрывала кожу, путалась в волосах, скрипела на зубах и до слез раздражала глаза. Укрыться от нее было невозможно. В ярком солнце она велась плотными клубами, и сквозь нее проходил каждый, сначала с непривычки гневаясь, потом привыкая. Новички допускали и еще одну ошибку. Верили, что если за хорошую работу получат столь редкое поощрение, как 5 минут в душе, это им поможет. Рано или поздно им предстояло добиться этого бонуса и разочароваться в нем. 5 минут под слабыми струями мутной воды превращали пыль на коже в плотную корку грязи, и становилось только хуже. Так что по-настоящему мог помочь лишь дождь. Но дожди объекту 803 доставались редко. По крайней мере, безопасные, а не те, что снимают с тебя кожу заживо. Но сегодня вот повезло. Часов в 5 утра в небе пролетела одна из птиц. Кажется, еще и серая. Черный город расщедрился на ливень, которого с нетерпением ждали все, кто видел птицу или слышал о ней. Марк видел. Он и сам не знал, почему проснулся так рано. Нужды не было, само получилось. Ему снова снилась дорога. В последнее время такие сны накрывали его все реже, но уж если наведывались, постоянно оставляли после себя тягучее чувство тревоги. Марк был недостаточно суеверен, чтобы принимать их за мистическое предупреждение, особенно при том, что после таких снов обычно ничего особенно плохого не происходило. Не хуже, чем любой другой день в объекте 803. Просто Марк знал, если остаться в постели, вроде как давая себе время успокоиться, сон проползет в реальность, запомнится, а помнить такое он точно не хотел. Поэтому он сразу же поднимался, цеплялся за рутину, отправлялся на кухню, по-прежнему бодренько цветочную, предназначенную для большой семьи, но удачно выжженную солнцем, которое будто хотело поубавить градус радости и сделать это место куда более подходящим для Марка с его невозмутимым одиночеством. Он никогда не тяготился тем, что живет в чужом доме, потому что мертвецам дома не нужны, а значит, дом был ничьим до прихода Марка. Такое уточнять не приходилось. Кости прежних обитателей он нашел лично и сдал представителям Черного города. Не достал только из дальней комнаты, розово-белой. Кости там были совсем мелкие и нашлись под кроватью, прикрытые потерявшей цвет тряпкой. Марк велел чистильщикам разбираться самостоятельно. С тех пор и кухня, и дом принадлежали ему. Он стоял у окна и потягивал кофе из кружки с неровно нанесенной надписью «Лучшему папе на земле». Тогда он увидел птицу. Бурного восторга не почувствовал, просто потому что никогда не был на него способен, но про себя отметил: будет дождь. Наконец-то. В первую половину дня небо оставалось обманчиво ясным, но это никого не смущало. Птицы не лгут и не допускают ошибок. Вот и теперь, после полудня, стремительно налетели тучи, образованные той дрянью, которую посланница Черного города распылила в воздухе. Марк взял паузу. Работы все равно не было. Халат он оставил в кабинете, в собственной одежде вышел на площадку перед больницей, когда с неба уже хлестали тугие струи ливня. Прикрыл глаза, поднял лицо к небу, даже улыбнулся, хотя не собирался. День оказался неожиданно хорошим. А потом стал очень, очень плохим. Взвыла сирена, низкая, гулкая, как одинокий зверь, потерявшийся в водной мгле. Марк, не ожидавший подобного, невольно вздрогнул, открыл глаза и обнаружил, что и он, и поселок утонули в густом жарком тумане. В этом тоже не было ничего необычного. Туман столпами поднимался с панелей солнечной фермы, а потом, прибитый дождем, расползался во все стороны, накрывая и близкий поселок. Дождь ведь изначально послали сюда не ради людей. На людей Черному городу плевать. У него этого добра и так хватает. Просто порой панели раскалялись слишком сильно. Система отсылала предупреждение, куда следует, и прилетала птица. Ливень выполнял свою роль, охлаждал оборудование,
а заодно и очищал людей, давал силы, внушал надежду, что все на самом деле не так уж плохо. Да и туман в иное время помогал. Он не давал пыли подняться слишком быстро и даже обеспечивал хоть какую-то иллюзию прохлады, по крайней мере, по сравнению с обычной жарой объекта 803. Ну а то, что в нем ни черта не видно, и дышать этой жаркой водянистой массой тяжеловато, к такому все привыкли. Смирились, потому что иначе нельзя. Приучили себя, что не нужно бояться, потому что здесь безопасно. Это ведь не дорога и не пустоши какие-нибудь. Черный город рядом, он не допустит беды. И вот теперь в жаркой мгле завывал одинокий зверь сирены. И стало ясно. Беда все-таки подкралась. Наблюдает за ними из-за завесы, готовится напасть. И когда она нападет, ничего они не сделают, потому что попросту не смогут. Марк отогнал эти мысли, толку от них все равно не было. Он заставил инстинкты замолчать. Он цеплялся за доводы разума, они как раз играли на его стороне. Ну, сработала сирена и сработала, подумаешь. Какая-нибудь одинокая тварь, вроде бродяги или отступника, прокралась слишком близко под покровом водной завесы. Скоро офицеры с ней разберутся, и все пойдет своим чередом, первый раз, что ли. А серьезная угроза сюда не доберется. Объект 803 не на границе даже. Он слишком близко к черному городу. Так близко, что в ясные ночи в небе отражаются столпы света оттуда. Они за несколькими линиями защиты. Они в безопасности. Успокоив себя этим, Марк просто следовал протоколу. Вернулся в больницу, снова надел халат, приготовился помочь на случай, если среди операторов будут раненые. Скоро сирена замолчала, будто зверь захлебнулся туманом. Обычно это означало финал. А теперь стало началом. Поселок содрогнулся от взрывов. Пока что на окраине, среди первой линии домов, но полыхнуло так, что Марк даже из окна больницы увидел. Дома так взрываться не могут. Не сами так точно. Но их заставили разлететься на части, вместе с жителями, которые тоже укрылись внутри, по протоколу. Там, где совсем недавно жили люди, один за другим вспыхивали гигантские факелы. Они делали туман ярко-оранжевым, будто наполняли его, привлекали внимание и позволяли увидеть смерть, пришедшую в поселок. Их было 5. По крайней мере, стольких насчитал Марк. Тут сложно ошибиться. Слишком уж огромные силуэты, резко очерченные пламенем. Сколько в каждой твари? 10 метров, если она поднимется. И одной бы хватило, чтобы уничтожить весь объект, а сюда доползла целая стая. Больше всего они напоминали гигантских скалопендр. Эти насекомые, в отличие от многих других, пережили все перезагрузки, размножились, увеличились. Они частенько нападали и на дорогах, и в лагерях, жалили с такой силой, что дети и старики не всегда выживали, да и молодым приходилось непросто. Но настоящих скалопендр хотя бы можно было раздавить, а те гиганты, что явились в поселок, давили сами. Они двигались на зазубренных лезвиях, способных извернуться в любую сторону. Их суставчатые тела, покрытые бронированными пластинами, изгибались под немыслимыми углами, бросались в атаку на скорости, которая оказалась невозможной для таких огромных машин. Но у них получалось, а когда они приподнимались, вытягивали свои грандиозные туши к небу, становилось видно, что на нижней части укрыта опасная коллекция оружия. От бронебойных пушек, разрушавших стены городов, до крутящихся с доводящим до безумия воем лезвий, способных мгновенно перемолоть любое живое существо. Они всегда приходили стаями, от 3 до 15 машин в каждой. 5 — это вроде как немного, но для объекта 803 будет больше, чем достаточно. Он был защищен приграничными линиями обороны, однако именно это сделало его уязвимым сейчас. Здесь никогда не строили ни внешние стены, ни укрепления, да и запас офицеров был убогим, символическим скорее, не предназначенным для такой угрозы, потому что ее не могло быть. Но кому сказать об этом? Кому обиженно доказывать, что они так не договаривались? В новом мире нет правил. Хазары уже прорвались, и переговоры они не ведут. Марк ведь знал, что это хазары, в отличие от многих людей, сейчас с криками покидавших свои дома. Он видел такие машины раньше.
видел, что они могут сделать. Если хазары нападали на дороге, от каравана оставалась абсолютно однородная багровая масса, плотно заполняющая колеи в земле. Если добирались до поселка, поселок переставал существовать, и выжившие могли разве что залить его строительной смесью. Тела жителей оказывались слишком плотно перемешаны с дробленными камнями для отдельных похорон и уж тем более опознания. Многие считали, что хазарами эти механические твари зовутся по аналогии с чем-то там древним, кочевниками, тоже приносившими смерть. В принципе, разумно и понятно, почему убеждение прижилось, но Марк когда-то узнал, что их появление было вызвано вирусом Хазар, образовавшимся при третьей перезагрузке. Тогда были созданы целые полчища убийц, охотящихся до сих пор. Их задача — уничтожить. Без смысла, без выгоды, без более сложной цели, просто уничтожить и все. Сделать живое мертвым. Но именно из-за простоты своей миссии хазары не останавливались никогда, не знали ни страха, ни жалости, не поддавались перепрограммированию. Они, может, и преуспели бы в уничтожении людей, если бы их изготовление не прекратилось после четвертой перезагрузки. Это давало органической жизни хоть какой-то шанс. Даже при том, что всех хазаров, сконструированных тогда, не удалось уничтожить до сих пор. И сегодня не удастся. Не в объекте 803 так точно. Неважно, как хазары сюда добрались, это выяснят потом, и уж совсем другие люди. Для Марка и остальных имело значение лишь то, что от поселка скоро ничего не останется. Здесь просто нет оружия, способного противостоять такой сокрушительной силе. Нет, офицеры еще пытались. Марк видел это в мутных от тумана всполохах взрывов. Операторы не отступили, однако они всего лишь выигрывали время, ничего по-настоящему не меняя. Когда последние роботы будут разгромлены, их операторы побегут вместе с остальными, и все закончится. Словно в подтверждение догадок Марка, из динамиков, развешанных по городу, прозвучало автоматическое оповещение. «Внимание населению! Приступить к немедленной эвакуации! Двигайтесь заранее согласованными маршрутами!» Только запись в нынешних обстоятельствах могла звучать настолько четко и спокойно. Марк не сомневался. Среди немногочисленного руководства объекта сейчас паника. Никто не знает, что делать, и не представляет, какую плату возьмет за потерю солнечной фермы черный город. Возможно, такую, что уж проще умереть здесь и сейчас. Ничего не делать, замереть, закрыть глаза, дождаться. Но люди такое принимают редко, и они бежали, даже рискуя сменить одну смерть на другую. Хазары вряд ли поняли текст сообщения, они на человеческую речь никогда не реагировали, но они успели просканировать поселок, представляли его размеры и по-прежнему следовали основной цели. Они перемалывали лезвиями те дома, которые оказались прямо перед ними, а по остальным стреляли. Зажигательные снаряды проносились через пространство огненными кометами, взрывали стены, обваливали крыши, испепеляли, давили, разрывали, никому не оставляя шанса, потому что шанс противоречит миссии. Многие уже погибли, многие оказались в клетках собственных домов, и эти люди кричали, потому что погибали под наваливающимся на них весом, сгорали в пламени пожаров. Остальные бежали, прочь бежали, в туман и дождь, и даже от тех, кто еще вчера был дорог, а завтра будет оплакан, но только теми, кому очень повезет сегодня. Хотя такое ли это везение, если они будут слышать полные ужаса последние проклятия до конца своих дней? Марк в таком не сомневался, потому что проклятия погибших на дороге так его и не покинули. Он тоже бежал, просто потому что ничего больше сделать не мог. Оставаться в больнице глупо, она слишком близко к месту атаки, люди туда не придут, и он никому не поможет. Он поступал по протоколу. Снова это было правильнее всего. Но вот ведь какое дело. Он не чувствовал того страха, который полагается чувствовать в такой ситуации. Почему-то. Он и сам не представлял, почему. Люди, бежавшие рядом с ним, вели себя правильно. Они рыдали, задыхались, умоляли кого-то о чем-то. Марк просто двигался. Внутри будто поселилась пустота, похожая на серый водоворот холодного моря. Нет, страх все же был, и было нежелание умирать. Однако и то, и другое водоворот стремительно утягивал внутрь, оставляя лишь безразличие. Может, это и есть та самая апатия,
о которой многих предупреждают, лишающая надежды и желания сопротивляться. Очень похоже на то. И если сравнить ее с болезнью, то для Марка она стала не приступом, а постепенно развивающимся недугом. Он много лет жил один, он чувствовал все меньше, да и последние чувства становились все тусклее. Он думал, что это усталость, само пройдет, он ведь не потерял способность работать и все еще мог быть полезным. Ну а потом случилось это. За ними всеми пришла смерть. Если он не способен испугаться даже ее, есть ли смысл бежать? И все же пустота не обрела над ним достаточную власть, чтобы заставить остановиться, и он бежал, прорывался через раскаленные руины поселка, пытался найти среди измазанных кровью, сажей и грязью людей знакомые лица, тех, за кого он сможет бороться, раз за себя уже не хочется. Нашел, но стало только хуже. Марк остановился так резко, что чуть не упал. Люди, бежавшие сзади, с трудом его обогнули, они кричали ему что-то, но он не слушал. Они перестали существовать, да и весь мир тоже. Даже хазары и те куда-то исчезли. Остались только Марк и человек, на которого он смотрел. «Костя?» — зачем-то спросил он, и тут же закашлялся, когда раскаленный влажный воздух ударил по пересохшему горлу. Глупый вопрос, бессмысленный, не имеющий ответа, потому что подходит любой ответ. Да, Костя. Марк давным-давно не стремился заводить друзей и вообще хоть какие-то связи с людьми строить. Ничего хорошего это не приносило, но от тех связей, что есть, даже он избавиться не мог. Они в него годами прорастали. Если и вырвешь, то с частью себя. Вот и зачем? Поэтому он узнал бы человека, которого помнил с детства, даже в таком аду. И одновременно нет, не Костя, потому что Кости больше нет. Есть тело, когда-то принадлежавшее Косте, а теперь замершее у стены точно так же, как разбросанный во все стороны мусор. О причинах гадать не нужно. Кровавый провал в груди все объясняет без слов. Одежда пропиталась алым, лицо уже посерело. Глупо даже пытаться что-то менять, хотя с опытом работы Марка почти не осталось ран, которые он не мог вылечить, а смерть вот вылечить нельзя. От смерти можно только уйти, и он должен был, потому что Костю не вернуть, а Марк по-прежнему нужен людям, потому что обученные и опытные хирурги всегда в дефиците. Понятно, что кто-то будет наказан за гибель объекта 803, но точно не Марк. Его примут где угодно, возможно, даже пустят в черный город, и для того, чтобы снова жить, если не счастливо, то хотя бы спокойно, нужно просто сбежать отсюда. А он вдруг понял, что не может. Не хочет. Не из-за причин, которые способен объяснить, таких не было. К ним даже смерть друга не относилась, потому что друга этим не вернуть, и Костя уж точно такого бы не хотел. Это было не столько понимание, сколько ощущение. Нужно остаться. Эту правду принесла не пустота, нет. Она как раз отступила, сменившись чем-то другим, не затянутым в ледяной водоворот, а вырвавшимся оттуда. Пока еще непонятным, но с каждой секундой обретающим все большую власть. Люди уже убежали, все, кто еще мог двигаться. Марк остался с телом Кости наедине, однако на него больше не смотрел. Он отошел от мертвеца, замер в центре полуразрушенной полыхающей улицы, расправил плечи и вдруг рассмеялся. Неожиданно для самого себя, одиноким смехом, который в опустевшем поселке звучал страшнее любых криков. Просто Марк вдруг понял кое-что важное, казавшееся верным признаком безумия, но безумия нужного, спасительного даже. Сегодня я остаюсь. Марк прекрасно понимал, что для него это означает смерть. Он не боялся. Ледяная воронка забрала страх, выпустив на его место ярость, а главное — дьявольское непобедимое упрямство. Он бегал всю свою жизнь, и к чему это его привело? А остальных? Спасло кого-то? Нет, не по-настоящему так точно, потому что все привыкли бежать и забыли о том, что некуда тут бежать. За спиной только черный город, который уверенно пожирает собственных детей, а в других сторонах, справа, слева, впереди — ничего.
Сотни тысяч километров пустынного и безжизненного ничего. Дальше, за десятками горизонтов, можно найти разве что хищную тварь уровня черного города. Так разве ж это лучше? Смерть везде. Ее эта игра как раз забавляет, и победить можно только одним способом — остаться. Умереть, но на своих условиях. Марк никогда не чувствовал истинной связи с объектом 803. Вырос он не здесь, и за вполне долгую по нынешним меркам жизнь научился не привыкать к месту, которое все равно рано или поздно придется покинуть, когда наведается смерть. Да ему и не нужна была эта земля, мертвая, пыльная, прогоревшая насквозь, теперь еще и пропитанная кровью. Но сейчас, глядя на приближающихся тварей, он каждой клеткой, каждой каплей крови чувствовал: больше ни шагу назад. Даже если это не его земля, все равно его больше, чем уничтожающих все на своем пути уродцев, и какая бы она ни была, и даже если она будет уходить у него из-под ног, отказываясь от защиты, она достаточно твердая, чтобы упереться в нее и не отступать. Этого хватит. Впрочем, то, что Марк решился умереть, не означало, что он принимал смерть покорно. Чёрта с два! Нет, план был как раз в том, чтобы заставить хазаров заплатить подороже, утянуть их за собой, если не всех, то кого получится, зарыть их в эту землю. И плевать, что они машины и не поймут этого, он остается не ради них, не ради мести, не ради тех, кто уже убежал, он остается ради себя, и понимание этого, наконец, разбивало пустоту у него внутри, дополняя ярость и упрямство незнакомой, ни на что не похожей радостью человека, который по-настоящему свободен, даже если ненадолго. Когда он принял решение, мысли стали четкими и ясными, а полыхающие в груди эмоции давали сил, позволяя отстраниться от жара, усталости и боли. Две задачи — не сделать больше ни шагу назад и убить хазаров. Обе будут исполнены. Марк настроился на нейромодуль, так, как делал не единожды, как запускал машину внутри себя годами. Ему, как и другим врачам, позволялось использовать только то оборудование, на которое им выдавали лицензию. Да многие так и делали, опасаясь гнева черного города, но Марк давно уже заметил. Коды управления другими машинами не так уж сильно отличаются. Основа везде одна, и если наловчиться, можно увидеть их все, причудливыми неоновыми линиями, сияющими в воздухе. Они указывали ему путь к тем машинам, которые были достаточно близко и могли подчиниться его нейромодулю. Он потянулся к кодам, и он увидел их, целая сеть, вспыхнувшая перед ним, перекрывшая даже пожар на руинах поселка. Так много. Да и понятно почему. Машины оказались погребены под обломками, но не уничтожены. Они выдерживали атаку хазаров куда лучше, чем дома, построенные еще до третьей перезагрузки. Эти машины могли бы работать, если бы не сбежали люди. Без операторов они становились бесполезным хламом. Но Марк готов был это изменить. Все равно они больше никому не понадобятся. Первым он подчинил робота класса «Спасатель» под тип антипламя. Не потому, что надеялся потушить пожар, это еще зачем. Нет, куда больше Марка интересовало то, что «Спасатель» был крупной, мощной, отлично укрепленной машиной, и теперь она, вдруг вырвавшаяся из руин, крепкая, как древнее пушечное ядро, устремилась навстречу извивающимся тушам хазаров. Они были более совершенными, более гибкими и более хрупкими, а мощный спасатель, предназначенный для сохранения солнечной фермы, давил их, как валун, сорвавшийся с горы, давит кишащих в траве насекомых. Хазары пытались уклониться, резали его лезвиями так же, как резали офицеров, но офицеры поддавались быстро. Сложные орудия делали их уязвимыми. Спасатель же исходил огненными искрами и вязкой пеной, но терпел, как живое существо. И что-то ведь получалось. Хазары, легко преодолевшие сопротивление офицеров, впервые прекратили движение вперед. Один и вовсе замер, передавленный пополам. Другие продолжали атаковать спасателя, однако больше не стреляли, и шансы на выживание людей, которые успели сбежать, резко повышались. Но идея ведь была не в этом. Идея была в том, чтобы уничтожить всех роботов, пусть и умереть, однако показать при этом, что победа возможна. А одного спасателя для такого недостаточно, и Марк, не отпуская первую машину, снова сосредоточился на сияющих в воздухе кодах, проверяя, что еще находится рядом.
Это тоже было безумием. Управлять несколькими машинами сразу не то что запрещено, невозможно. Нет, кто-то умеет, те же мастера контроля, не говоря уже о воплощениях черного города, но откуда бы им, редким, гениальным, взяться в такой дыре, как объект 803? Сюда всегда добирались разве что операторы, такие как Марк. Ну, а операторы с их скромными базовыми нейромодулями способны на управление только одной машиной. Той, на которую есть лицензия, потому что иначе их ждет не наказание даже, а смерть. Долгая и мучительная. Опытный хирург прекрасно это понимал и все равно не остановился. Он выбрал бытового робота класса «Универсал», находившегося достаточно близко к беснующимся в ловушке пены тварям. Кажется, это 16-я модель или 15-я. Хотя какая нахрен разница? Важно лишь то, что это один из роботов-настройщиков, оснащенный лазерами разной мощности, способный подавать ощутимые электрические разряды, а главное, очень быстрый. Достаточно быстрый, чтобы сравниться с хазарами. Он влетел в облака серой пены ловко, такой смехотворно маленький по сравнению с пришлыми гигантами, но достаточно активный для того, чтобы доставить им проблемы. Их ведь по-прежнему давил спасатель, Марк позаботился об этом. Так что «Универсал» становился для них не главным противником, а отвлекающим фактором. Зато каким? Ему удалось вывести из строя несколько орудий, он как будто злил их. Выглядело так, хотя вряд ли машины были по-настоящему способны на злость. Он просто сбивал им привычные схемы действия. Но главной победой «Универсала» неожиданно стало не это. Ему помогло то, что изначально казалось уязвимостью — маленький размер. Этот робот не мог двигаться быстрее хазаров, скорость они выдавали одинаковую, однако Марк сумел использовать эффект скольжения, пуская «Универсала» по покрытым пеной металлическим изгибам машин. И в какой-то момент один гигант, пытаясь достать противника, пробил 4 длинными ногами лезвиями союзника. Насквозь пробил, одним ударом. Поврежденный хазар изошел электрическим треском и рухнул в болото, образованное пеной и грязью. -2, осталось 3. Больше, чем казалось возможным, но меньше, чем рассчитывал Марк. Пока меньше. Если бы кто-то сейчас наблюдал за ним со стороны, этот человек мог наивно поверить, что Марк побеждает, потому что хазаров уже почти вдвое меньше, а он даже не ранен. Они забыли о нем, отвлеченные его машинами, и потому что в этом есть какая-то высшая, позабытая после всех перезагрузок справедливость. Да, никто никогда не выживает. Но почему не может выжить тот, кто первым за много-много лет не убежал? Ведь уйти проще, чем остаться, а если так, разве не положена награда? Но Марк слишком хорошо понимал, что награды не будет. Чувствовал. Может, он и смотрелся каким-нибудь легендарным героем. Человек, который среди пламени расправил плечи. Однако опытный хирург чувствовал, что умирает. Боль появилась сразу после того, как он взял под контроль вторую машину, и с тех пор лишь нарастала. Казалось, что она полыхает везде и сразу, наполняет раскаленным свинцом его вены, расползается шипастыми щупальцами по мышцам. Нейромодуль сделался пугающе горячим, впервые за много лет ощутимым. При общем уровне боли вспышки в голове все равно выделялись. Били в виски, в лоб, хлестали по черепу так, что Марк едва чувствовал, где вверх, где низ. Ему казалось, что мир вокруг него кружится все сильнее, а он не стоит, он падает. Или скоро упадет. По лицу текло что-то горячее, вырывалось из носа, потоками стекало по горлу, уже не стремясь наружу. Нервная система поражена, сосуды лопаются, кровь густеет. Перед глазами теперь не только настоящий туман, но и тот, что существует лишь для Марка, красный в начале, стремительно темнеющий, застилающий все вокруг и все пожирающий. На миг страх все же поднял голову, вырвался из клетки, потому что у страха перед смертью особое положение. Он рождается вместе со своим носителем и передается от поколения к поколению. Страх шептал, что Марк уже сделал больше, чем достаточно, и хотя травмы его велики, он может спастись. Вероятность не так уж низка. А потом упрямство снова победило страх, шугануло, загнало в пустоту. Если решил, что ни шагу назад, нужно выполнять, не выискивая для себя оправданий. К тому же, та радость, которую подарила ему последняя свобода, значила для Марка больше, чем долгие годы тихого ожидания очередного бегства.
Обратный отсчет начался. Он знал об этом. Он умирал. Но нужно ведь уйти красиво, и уж точно не одному. Поэтому, не отпуская 2 первых роботов, Марк потянулся к 3-му. План сложился. Все, наконец, стало на свои места. Нейромодуль посылал по телу волны такой боли, что хотелось кричать, и, возможно, Марк кричал. Он не знал наверняка, потому что страдание поглощало не только зрение, слух тоже, и все остальные ощущения. А упрямство держалось. Именно оно выискало в мире, который стал мутным и едва различимым, последние неоновые нити кода. Марк взял под контроль строителя, гигантскую дорогущую бандуру, посланную в объект 803 временно, чтобы возвести новую вышку связи. Теперь уже не будет ни вышки, ни объекта, но Марк признавал это давно, а строителя не трогал лишь потому, что думал, не получится. Нет смысла тратить силы, слишком масштабная и сложная машина, он все равно не сможет. А теперь смог. Да, заплатил за это. Болью, криком, звуком костей, трескающихся от предельного напряжения, но он взял эту нагрузку и последним отчаянным усилием заставил строителя сначала взлететь в воздух, а потом сокрушительной плитой рухнуть на оставшихся хазаров. Он сделал то, что хотел, не отступил, и он умер. Но умер уже внутри белой вспышки, порожденной гибелью непобедимых тварей. Проводник никогда не сочувствовал жителям этого города. Напротив, он считал, что смерть они вполне заслужили. Потому что они даже не понимали, как им повезло. Они получали воду по первому желанию, катались на машинах, которые не могли переломить им хребет, ныли о том, что не хватает денег на сотое платье и тратили ресурсы на забавы. Да если бы проводник застал кого-то настолько беспечного, он бы сам этого избалованного слизня проучил. Нет, город не для таких вот слабаков. Город для сильных. Для проводников, например, которые заслужили право здесь находиться. Потому что если даже какие-нибудь беженцы чудом переживут дорогу и доберутся до этой точки, дальше они не пройдут. Мертвые города привлекали не только людей. За годы запустения тут накопилось всякого. Эта территория не принадлежала никому и принадлежала сразу всем. Проводник не заблуждался на ее счет, он не сомневался, что убить его может каждая улица, и вполне справедливо было бы бояться с первого шага в зону запустения до последнего. Только вот если все время бояться, можно сойти с ума и однажды поддаться страху последний раз. Поэтому проводнику было куда выгоднее верить, что это его территория. С ним тут ничего плохого не случится. Если он будет соблюдать правила, разумеется, и он соблюдал. Первым и главным было не соваться сюда после наступления темноты. Этого ни один из проводников не делал. Вторым — всегда проверять маршруты. Да, даже знакомые, потому что в мертвых городах постоянно что-то меняется, и прежде чем вести сюда группу истеричных беженцев, которые наверняка в критический момент станут обузой, нужно самому убедиться, что путь по-прежнему безопасен. Именно этим и занимался сегодня проводник. Он двигался по широкому проспекту, разглядывая уже знакомые громады зданий, частично обвалившихся, но все еще величественных. Природа, избавленная от людей, брала свое, медленно, зато неотвратимо. Трава пробивалась через асфальт, кусты умудрялись разрастись в трещинах, покрывавших теперь стены и крыши. Мох и лишайники и вовсе не знали преград, и их остановить могло разве что солнце. Но солнце сюда добиралось редко, в центре правили тени. За грязными окнами стеклянного здания мелькнуло движение, и проводник, до этого расслабленный, даже насвистывающий себе под нос незамысловатую мелодию, замер, насторожившись. Движение повторилось, белое пятно прильнуло к окну. Проводник хмыкнул и двинулся дальше. Оно хочет, чтобы он увидел. Хочет, чтобы вошел, значит, само вылезти не может. Вот и все, что ему нужно знать. Чуть дальше находилось здание, которое проводнику особенно нравилось. Старинный дом, на удивление хорошо выдержавший испытания временем, даже сохранивший редкие вспышки белой декоративной штукатурки. Правда, это сложно разглядеть за одичавшим парком, теперь превратившимся в настоящий лес, но проводник подходил достаточно близко, чтобы увидеть. Раньше. Теперь-то уж нет.
Он еще месяца 2 назад услышал дрожащий девичий голос, доносившийся из разбитого окна. «Помогите! Кто-нибудь, пожалуйста, спасите меня!» Проводник тогда сразу отпрянул и больше уже не возвращался. Наиболее вероятным вариантом было то, что дом облюбовала какая-нибудь новая тварь, поселившаяся в городе. Наименее, но тоже вероятным, это действительно беспомощная дура решила сэкономить на услугах проводника и вполне закономерно потерялась. Ему не хотелось связываться ни при каком сценарии. Теперь-то ясно, какой вариант был верным. Когда проводник проходил мимо здания, он снова услышал тот же голос, произносивший те же слова, да еще заметил засохшую кровь на остатках дорожек, чудом сохранившихся среди высокой травы. Похоже, кто-то все-таки повелся на этот дешевый трюк. Проводник сочувствия не ощутил, он просто по пятнам отметил, как далеко способно дотягиваться это нечто. А раньше оно и возле дома не нападало, значит, либо атакует ночью, либо увеличилось. Но с самим проводником и с теми, кто готов платить, такого не случится. Да и вообще, ничего плохого не случится. Он прошел большую часть маршрута и убедился, что никаких неприятных сюрпризов город не подготовил. Из-за жары хотелось даже повернуть обратно, однако проводник себя пересилил. Правила сохраняют жизни. Он знал привычные опасности мертвого города и знал признаки новых. Проводник успел поверить, что если негласные условия соблюдались годами, ничего уже не изменится. Он ошибся. И понял это, когда свернул на крупном перекрестке, но было уже поздно. Дорога оказалась перекрыта, потому что между старыми небоскребами, полуразрушенными и оплетенными лианами, появился новый. Этот причудливый, лишенный углов, тянулся вверх на высоту примерно 15 этажей, а то и больше. Но непригодных для жизни, вообще не предназначенных для людей, а ощетинившихся частично обломанными лезвиями, покрытых копотью и запеченных кровью. Чудовищная башня была сложена из хазаров. Уже полностью отключенных, уничтоженных, но от этого становилось лишь страшнее, потому что хазары, каждый из них, были смертельной угрозой для целых поселений. Ну а тот, кто не только победил этих тварей, но и мог себе позволить неторопливую игру с их искореженными тушами, был намного опасней. Проводник вроде как не должен был понять, что это означает, но почему-то понял сразу. И осознание отозвалось в душе ледяным ужасом того, кто уже обречен. Он ведь говорил, что не нужно связываться, давно уже говорил, с самого начала, как только до него дошел слух, что кто-то подбросил проводникам очень щедрое предложение. За каждый маршрут, по которому стая хазаров сможет добраться до территории Черного города, платят продовольствием высшего качества, оружием, лекарствами, а главное, контролируемыми машинами, совсем новыми. Такое нигде больше не получишь, и многие прельстились, согласились, отработали. А он отказался сразу. Во-первых, потому что связываться с хазарами — сомнительная затея. Во-вторых, потому что хазары не способны на переговоры, и если у них появился представитель, управляющий ими, держаться от него нужно даже дальше, чем от самих механических ублюдков. Ну а в-третьих, составление такого маршрута — это вызов Черному городу, и неважно, что косвенный. Черный город такое не прощает. Теперь пришел час расплаты. Проводник замер перед грудой уничтоженных роботов, не зная, как поступить, что делать. Он не участвовал в переправке хазаров, но не сумел бы доказать этого. Он работал на этой территории, он мог быть виновен, так что никто не будет разбираться, виновен он на самом деле или нет. Путь к спасению оставался только один — бежать. Убраться отсюда как можно скорее, затаиться, сменить маршруты, объяснить тем придуркам, которые приняли награду, что они навлекли на всех. Начинать чуть ли не с нуля, но хотя бы выжить. Это он и попытался сделать. Проводник развернулся и бросился прочь, уже проверенным маршрутом, тем, на котором можно не замедляться до убежища. Хотя он с самого начала знал, что спасется, только если груда уничтоженных хазаров была предупреждением, а не ловушкой. Не повезло. Неудивительно. Проводнику очень редко везло, а в его деле все знают, что удача по-настоящему изменяет только один раз. И вот сегодня этот день наступил для него. Не вовремя, слишком рано, нечестно.
и неотвратимо. Сначала он уловил движение на крыше, справа от него. Одинокое движение, вроде как не опасное, но чем менее опасным выглядит любое существо в мертвом городе, тем оно смертоноснее. Проводник остановился, чтобы рассмотреть, кого прислали за ним. Оно не хотело, чтобы он видел, оно двинулось дальше, и он успел заметить лишь тонкий силуэт, укутанный в черный походный плащ с капюшоном. Слишком тонкий для мужчины. Если бы с ним были беженцы, дилетанты эти, они бы уже вздохнули с облегчением, решили бы, что это хорошо, они обязательно справятся. Всего один человек, да еще и девица. Но проводник знал. Даже мастера контроля не ходят по одному и не одеваются вот так, не отказываются от личной брони. Если оно выглядит как человек из прошлого, это нечто несравненно худшее. Так что выжить он действительно не мог, но все равно побежал, надеясь лишь на чудо. Может, сейчас какой-нибудь из уродцев проявит себя, нападет, вмешается, и в возникшей суете проводник сумеет скрыться. Хоть бы один отвлекающий маневр, один шанс. Но местные монстры дураками не были, они и сами затаились. Черный силуэт продолжал его преследовать. Быстрым скольжением по крыше, ненормально легким движением по зеркальным стенам небоскребов. Все еще человек, но при этом и гигантское насекомое, и нечто худшее, то, чему нет названия. Проводник видел его, пока оно позволяло видеть. Потом оно наигралось или просто выбрало место, которое ему понравилось. Один из широких перекрестков, открытых всем ветрам. Там оно и настигло проводника. Появилось рядом с ним, и он даже не понял, как, откуда. Это было неважно. Оно могло убить за секунду, но не убило. Просто ударило по ноге. Легко так, будто в шутку пнуло. Однако этого оказалось достаточно, чтобы проводник повалился на серо-белый от времени асфальт и с криком уставился на рубиново-блестящий осколок кости, появившийся из точки перелома. «Не ори», — невозмутимо велело существо. Голос был издевательски приятный, женский, не высокий, не громкий. От этого почему-то становилось только хуже. «Не люблю». Проводник заставил себя замолчать. Он понятия не имел, каким чудом у него это получилось. Боль и страх разрывали его изнутри. Но нельзя отчаиваться, нельзя. Оно не убило его сразу, вот за что нужно держаться. Существу что-то требуется, и если проводник сумеет это дать, у него еще есть шанс. Хотелось воспользоваться этим шансом немедленно, умолять, доказывать, что он ни в чем не виноват. Он не хотел, плату не брал и других отговаривал. Он вынудил себя молчать и ждать. Существо ему все равно не поверит, а даже если бы поверило, вряд ли ему такое интересно. «У нас наметилась проблема с тем, что ты видел», — продолжило оно. «Слишком глобальная, чтобы быть случайностью. Кто-то водит их мимо наших точек обороны. Мы потеряли 723 формы жизни, в том числе 525 людей. Это плохо. Дороже, чем ты. Не говори, что это твои друзья водят их, мы и так знаем. Не говори, что не ты, это не имеет значения. Если ты не вредоносен, а просто бесполезен, нет причин не раздавить твой череп. У тебя право на одну фразу. Скажи то, что придаст ценность твоей жизни». Сомневаться в том, что существо выполнит угрозу, не приходилось. Его обманчиво спокойный тон ничего не значит, поэтому проводнику пришлось соображать очень быстро, вспоминать всю информацию, которую им дали при поступлении задания, все, о чем болтали, хвастаясь оплатой, те, кто задание принял. Он вспомнил. Через секунду после того, как существо занесло над ним ногу для последнего удара, но до того, как оно этот удар нанесло. «Предатель!» — крикнул проводник, чувствуя, как глаза застилают слезы. Он замер, даже дышать боялся, он ждал боли, но боли не было. Существо снова стало на две ноги, оно было заинтересовано. А проводник, сообразив, что судьба все-таки подкинула ему чудо, заговорил сбивчиво и быстро. «Провести стаю хазаров — не то же самое, что группу беженцев. Беженцы никому не нужны, они маленькие, их не ищут, а хазары огромные. Чтобы их не заметили раньше срока, нужно было точно знать, как работают патрули, куда будут направлены разведчики. Наши все это знали, им передали точные данные, которые никогда не подводили. А это значит, что один из ваших людей давно уже предатель».
Глава 2. То, что его тело переполняли боль и слабость, казалось такой мелочью на фоне того, что он вообще выжил. Не мог ведь. Марк слишком хорошо понимал это, и как человек, который путешествовал по дорогам, и как медик. Он сделал невозможное, он был один в пылающем поселке, его травмы оказались слишком велики, он успел почувствовать это за секунду до того, как отключился. Какое уж тут пробуждение. Поэтому он даже не поверил, что все это происходит по-настоящему. Марк прекрасно знал, что обсуждение любой формы загробной жизни не утихает вообще никогда, теория лишь множится. Да, ну и понятно. Если здесь настолько паршиво, может, там будет лучше. Марку было все равно, во что верят другие, но сам он придуманных кем-то объяснений не искал. Ему казалось, что это способно стать ловушкой. Поверишь, что где-то в ином мире легче, и уже не станешь отчаянно сопротивляться переходу туда. Но если он не растворился в пустоте, может, иная реальность все же существует? Если и так, это тоже какое-то надувательство, потому что там по-прежнему есть боль, онемение, и потому что выглядит эта реальность как одна из палат в его больнице. Сознание постепенно прояснялось, и это хорошо. А плохо то, что происходило это на фоне того, как ослабевало действие обезболивающего. Сердцу совсем не понравилось то, что на него снова свалили такой шок. Сердце ускорилось, захлебнулось в собственном ритме, датчики, подключенные к телу Марка, взвыли о приближающейся беде, и в палату тут же ворвалась медсестра Рита. Еще одно доказательство того, что Марк по-прежнему в мире живых. Если только Рита не погибла при нападении хазаров, так что все по-прежнему зыбко. Впрочем, мертвой или даже обретшей вечный покой юная медсестра не выглядела. Она поспешила к аппарату, который смешивал коктейли лекарств для Марка, и стала возиться с настройками. Рита начала работу только в этом году. Перевелась после обучения из объекта 112. То, что ее швырнули в поселок при солнечной ферме, сразу многое говорило о том, как она показала себя при учебе. Вскоре догадки Марка подтвердились. Рита была неплоха и даже полезна, только если выдать ей точные инструкции. Если же ей приходилось думать самой, она неизменно подвисала, как универсал первой модели. Марку пришлось вмешаться, заговорить, хотя горло болело так, будто он прельстился коктейлем из стекла и песка. «Пятой позиции больше, 7-й меньше. Остальные оставь как есть». Рита, почему-то не ожидавшая от него связной речи, отпрыгнула в сторону и едва не сшибла аппарат. Хотя, может, ее напугал непривычно хриплый голос, будто доносившийся из разрытой могилы. За это Марк ее винить не мог. Он бы и сам шарахнулся от такого скрежета. «Марк Александрович», — смущенно улыбнулась Рита, — «напугали. Я не знала, что вы очнулись». «Открытые глаза считаются верным медицинским признаком пробуждения». «Вы в порядке? Я так рада, вы не представляете. После того, что вы сделали, я так боялась. Я так молилась за вас». «Рита, я не в порядке. Препараты». «Ах, да, простите». Пока она возилась с настройками, Марк позволил себе прикрыть глаза, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Он не надеялся выжить. Это должно было привести его в восторг, но не привело. Расстройства он тоже не чувствовал, он пока застрял в непонятной ему серой зоне. Если он жив, значит, он победил. Он справился. Это хорошо. А плохо то, что бардак на самом-то деле не закончился, просто потому что бардак не заканчивается никогда. Теперь с этим предстояло разбираться, в том числе и Марку. Когда Рита наконец изменила подачу препаратов и стало чуть полегче, Марк уже подготовился к продолжению разговора. Хотелось отложить это, позволить себе еще пару часов блаженного неведения, а он не мог, права не имел. «Расскажи, чем все закончилось?» — попросил он. «Сколько погибших?» Рита, до этого жизнерадостно улыбавшаяся ему, мгновенно помрачнела. Ей этот разговор нравился даже меньше, чем Марку, и все же она не ушла. Она просто придвинула к кровати стул и уселась перед пациентом, как ребенок, ожидающий выговора. «Я лично мало что видела», — признала Рита. «Я на работу еще не пришла, у меня была ночная смена. Я только выходила из дома, когда зазвучала тревога.
потом распоряжение об эвакуации. Мой дом далеко от места нападения, так что я даже не видела хазаров. Я была в первой группе, добравшейся до транспорта. Мы уехали, никто ничего не понимал, все плакали. Когда это было? 5 дней назад. Получается, без сознания он провел 5 дней. Звучит жутковато, но на самом деле это мало. Можно считать, что он легко отделался. «За 5 дней ты должна была все выяснить, даже если не видела сама», — заметил Марк. Я знаю то, что знают другие. «Почему обычные линии защиты не сдержали хазаров?» Потому что не увидели. Эти штуки, хазары, они каким-то образом проползли мимо стандартных линий обороны и проявили себя уже возле нашего поселка. Они напали сразу на нас. Это многое объясняло. Изначально Марк предполагал, что на территорию Черного города прорвалась настолько большая стая, что линии обороны смогли уничтожить лишь часть, а 5 просто доползли до объекта 803. Но если они добрались сюда незамеченными, это все меняет. Поселок не был рассчитан на столкновение с такой угрозой, поэтому поражение было быстрым и неизбежным. По крайней мере, до тех пор, пока Марку не удалось сделать то, что он сделал, но объяснить это он бы и сам не смог. «Это еще не все», — продолжила Рита. «У нас тут болтают, что напали не только на наш объект. Говорят, еще несколько поселков, близких к Черному городу, разгромили. Полностью разгромили, представляете? У нас были вы, а там не было никого. 2 или 3 объекта уничтожили до того, как туда добралось подкрепление». «У нас сколько погибших?» «Мало по сравнению с тем, что было там. Многие спаслись. Вы сделали невероятное». «Рита», — прервал Марк, — «сколько?» Она отвела взгляд, но все-таки ответила. 98. «Ясно. Имена знаешь?» «Да, на площади вывесили список. Из нашего персонала никого». «Константин Григорьев там есть?» Марк и сам знал, что есть. Он понятия не имел, почему задал этот вопрос. Пожалуй, сейчас, накачанный препаратами, он еще мог позволить себе надежду, что воспоминания и иллюзии смешались слишком плотно, отличить одно от другого не получится. А значит, Костя вполне может быть жив. Долго держаться за надежду не получилось. «Да, он точно погиб. Это все в полиции знают. Мне очень жаль. Вы ведь дружили?» «А его жена?» — уточнил Марк, игнорируя бесполезный вопрос медсестры. «Неля? Она выжила, она добралась до точки эвакуации. Многие добрались. Потом нас остановили, заставили простоять несколько часов на дороге и вернулись сюда». Вот оно как. И за минувшие дни Неля уж точно узнала о смерти мужа. Скорее всего, увидела его тело, разглядела, что с ним стало. Они с Марком никогда не были друзьями, и все же он, если бы мог, уберег бы ее от такого. Такое не нужно ни одной женщине, а тем более готовящейся к появлению ребенка. Хотя истинной, разъедающей изнутри вины, Марк не чувствовал. Он не помог Нелли не потому, что не хотел. От него ничего не зависело. И он сделает для нее все, что сможет, только для этого нужно разобраться. А что, собственно, он может? «Что будет дальше?» «С вами или с поселком?» — смутилась Рита. «Или с фермой?» «Совсем сразу». Да, конечно. Ладно, начнем с хорошего. Ферма вообще не пострадала. Эти штуки, как их там, они пришли другим путем, не со стороны фермы». Рита преподносила это как большую удачу. Марк же подозревал, что все вполне объяснимо. Главной ценностью объекта 803 была именно солнечная ферма, а не люди, обслуживающие ее. Никто толком не знал, какие дополнительные меры безопасности там установил Черный город. Да и потом, хазаров всегда привлекало уничтожение жизни. Даже если они каким-то образом поумнели настолько, что сумели забраться вглубь территории Черного города незамеченными, вряд ли они при этом отказались от основной цели. Они пришли убивать, и они убили. Рита печально это подтвердила. Разрушена примерно треть поселка, о погибших я уже сказала, но все, кто эвакуировался, уже вернулись. Из Черного города сообщили, что поселок будет восстановлен. Скоро нам пришлют материалы и новых строителей». «Это все, что они пришлют?» «Марк Александрович, как вы все время угадываете?» —
растерялась медсестра. «Мысли читаете, что ли?» Для таких прогнозов Марку мистические способности как раз не требовались. Он уже видел, произошло нечто странное, страшное, уникальное. То, что черный город просто не может проигнорировать. Причем частью аномальной ситуации было и то, что Марк выжил, победив стаю хазаров и взяв под контроль 3 роботов одновременно. То, что для наивных созданий вроде Риты подвиг, для черного города спорный фактор, тоже подлежащий исследованию. «Они сказали, что пришлют дознавателя», — сообщила Рита. «Не к вам лично, если что. Вас все очень хвалят, все понимают, что вы нас спасли. А дознаватель будет разбираться, как сюда добрались мерзкие штуки и что делать теперь. Ну и с вами поговорить хочет, конечно. Наверное, поблагодарить». «Да уж», — усмехнулся Марк. «Поблагодарить. Что по моему состоянию?» «Все почти хорошо». «Звучит не так обнадеживающе, как тебе кажется». «Ну, могло быть и хуже». Судя по виноватому виду, Рита боялась расстроить его или шокировать, но тоже напрасно. Все, о чем она говорила, вполне соответствовало его прогнозам. Он не был ранен хазарами, и пламя до него не добралось, тут ему повезло. Но он надышался токсичным дымом, а главное, он слишком сильно перегрузил нейромодуль. Это обернулось множественными внутренними травмами, частично поврежденной нервной системой, инфарктом и тромбом, застрявшим где-то в сосудах мозга. Марк не выжил бы без помощи, но помощь пришла. Вспышку, с которой были уничтожены хазары, заметили. Первые группы людей начали возвращаться в поселок быстро. Марка нашли и доставили в больницу, по большей части уцелевшую при атаке. Поскольку выживших было немного, не возникло нужды экономить средства, и Марк сразу получил лучшее. Его лечением занималась Ольга Сурнина. Она справилась с большей частью травм, но вот трогать тромб не рискнула. Да и понятно почему. Марку хватило одного взгляда на скан, чтобы понять, насколько нехорошее положение у этой дряни. Тут автомат не справится, нужен контроль оператором. А единственным оператором в поселке, способным на такое, был сам Марк. «Но мы уже сообщили об этом», — поспешила успокоить его Рита. «Когда был сеанс связи, Эдуард Яковлевич сказал, в каком вы положении, и нам пообещали прислать очень хорошего хирурга. Он прибудет вместе с дознавателем». «Когда?» «Ориентировочно через 3 дня. Сейчас идет большая проверка дорог, чтобы все точно было безопасно. Но это нормально. Никто не сомневается, что вы выживете. Насколько я поняла, даже лучше, что вы еще больше восстановитесь перед операцией». «Наш хирург уцелел или они привезут нового?» «Он в порядке. Склад с оборудованием вообще не пострадал». «Тогда вези его сюда». Рита, как и следовало ожидать, опять зависла. Чего?» «Привези сюда моего хирурга. Я сам проведу операцию», — терпеливо пояснил Марк. «На себе?» «Других пациентов я здесь не вижу». «Марк Александрович, вы что, с ума сошли?» Думаю, это стало очевидно еще 5 дней назад. Марк и правда не мог отрицать, что распрощался с рассудком, но вот решение об операции было вполне логичным и необходимым, или, по крайней мере, желательным. Такие, как Рита, искренне им восхищаются, это понятно, но они не играют в жизни поселка никакой роли. Руководство наверняка встревожено тем, что он сделал. Спас всех? Замечательно, но способом, который теоретически может вызвать недовольство черного города, и тогда люди все равно погибнут. Да еще и так, что будут сожалеть об ускользнувшей быстрой смерти в лезвиях хазаров. Поэтому судьба самого Марка и многих других людей зависела от того, как пройдет допрос. И если в этот момент у него в мозгу будет по-прежнему маячить сгусток крови, или того хуже, мозг окажется поврежден неудачной операцией, выполненной непонятно кем, последствия никого не обрадуют. Только вот Рита всего этого не понимала. Она мыслила так, как и полагалось вчерашней студентке. «Исключено! Вам нельзя двигаться!» «Для того, чтобы управлять хирургом, мне и не нужно плясать тут, а нейромодуль работает». «Кое-как! Кое-как он работает, и проверить его пока невозможно. У нас нет нормального оборудования». «Он либо работает, либо нет», — спокойно возразил Марк. «И я чувствую, что работает. Тогда он перегрелся, но сейчас пришел в норму». «Ага, еще скажите, что зажил». «Рита, пытаясь умничать, постарайся произносить нечто действительно умное, иначе смысл слова теряется».
Если бы нейромодули нужно было доставать для починки, многие долго бы не прожили. Это оборудование настроено на самовосстановление, а еще у него сложная система предохранителей. Именно предохранители меня травмировали, но они же уберегли сам модуль на случай, если я выживу. Он не пытался ее обмануть. Нужды не было. Марк уже попробовал коснуться возможностей нейромодуля, сначала осторожно, а потом уверенно, совсем как раньше. Неоновые линии вернулись, они теперь пронизывали все вокруг. Пожалуй, если бы Марк решился на такую проверку сразу после пробуждения, он бы и подачу препаратов сам отрегулировал, но поговорить с Ритой в любом случае следовало, так что он ни о чем не жалел. «Вы слишком слабы для такой операции», — настаивала Рита. «Физические усилия тут нужны минимальные. Всего лишь ввести иглу с манипулятором внутрь черепа. Это могу сделать я. А можешь сделать и ты, если тебе так спокойней. Ты уже ассистировала мне на операциях, должна справиться». «Я ассистировала на операциях, а не проводила их. Что я буду делать, если вы отключитесь, не завершив работу?» «Не отключусь. Это простая операция, отнимающая 10 минут от силы. Рита, мне это нужно. Что бы ты там себе не придумала, дознаватель не друг нам. И я не хочу беседовать с ним в состоянии, когда мне можно внушить что угодно». На этот раз Рита спорить не спешила. Она нервно прикусила губу, раздумывая о чем-то. Ирония заключалась в том, что девчонка это искренне хотела его уберечь, но из-за этого рисковала подставить под удар. Наконец она придумала то, что ей самой наверняка казалось идеальным компромиссом. «Хорошо, я привезу сюда ваш хирург. Но только если прямо сейчас вы позволите мне ввести вам повышенную дозу препарата номер 6. Успокоительного, который отключит меня еще на сутки. До сих пор не веришь, что время работает против нас?» «Допускаю это», — кивнула Рита. «Но дознаватель точно не прибудет раньше. Эдуард Яковлевич четко сказал 3 дня. А вы проспите всего день. Это не изменит ничего в общем раскладе, но вы в таком состоянии восстановитесь намного лучше. Я все равно считаю, что вам не нужно проводить операцию на самом себе. Но вы ведь такой упрямый. Я знаю, что не сумею вас переубедить, так хоть немного вам помогу». «Еще большой вопрос, кто из нас более упрямый», — вздохнул Марк. «Я ведь могу тебе доверять? Нам еще работать вместе, не забывай об этом». «Я как раз не забываю. Я делаю все, чтобы мы и правда продолжили работать». С лекарствами она бы его не обманула. Теперь, когда нейромодуль снова заработал, Марк мог проконтролировать дозу, которую медсестра задала аппарату. А вот убедиться, что она действительно прикатит в палату хирурга, он не сумел бы. Это оставалось на совести Риты. Впрочем, это был не самый грандиозный риск в его жизни, и в глубине души он даже признавал, что медсестра в чем-то права. Ему и правда не мешало бы окрепнуть перед операцией, так что отключать аппарат подачи лекарств Марк не стал и с готовностью поддался сну. Следующее пробуждение прошло спокойнее, потому что было именно пробуждением, а не внезапным возвращением из мертвых. Марк прекрасно помнил, где находится, боль заметно уменьшилась. Правда, оставалось легкое головокружение и дезориентация, но это норма после суточного искусственного сна. Марк не раз объяснял такое пациентам. Он советовал им не торопиться и теперь не торопился сам. Пару минут он полежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к собственным ощущениям, осторожно разминая мышцы. Если бы не тромб, он бы немедленно покинул палату, но такая проблема не могла решиться сама собой, и пока что Марку следовало избегать резких движений. Это он планировал исправить в ближайшее время. Он активировал вызов медсестры. Рита не пришла. Это было странно. Нет, понятно, что может быть не ее смена, но теоретически сутки спустя на дежурство снова должна была заступить она. А даже если нет, она и сама бы захотела остаться рядом. Она ответственная. Одно из достоинств, искупающих многие ее недостатки. Так почему же она не пришла? Обмануть его она не могла. Возле его кровати уже стоял подготовленный хирург. Рита сдержала свое слово. У нее нет причин сторониться Марка. Он продублировал стандартный вызов, потом включил громкую связь. «Рита, можешь пройти в мою палату? Или это может сделать тот, кто дежурит вместо Риты?» Снова никакой реакции. Странно.
Да, он сейчас на этаже хирургии. Ольга Сурнина работает ниже, если она вообще в здании, но медсестра должна оставаться рядом всегда, хоть какая-то. Почему тогда ему не отвечают? Обычный пациент в таких обстоятельствах наверняка растерялся бы, не зная, что делать, но Марк работал в этой больнице, да и другой врач разобрался бы, как устроена система. Стена, отделявшая палату от коридора, представляла собой большое зеркало. Это было нужно, чтобы пациент наблюдал за лечением и помогало распределить в пространстве солнечный свет, проникавший в окно. Однако все медики знали, что главная функция стекла — наблюдение, в первую очередь из коридора за палатой. Обратное предполагается не всегда. Иногда врачам как раз нужно, чтобы пациент их не видел. Тот, кто умеет менять настройки, сам способен регулировать прозрачность стекла. Вот и Марк задействовал нейромодуль, с удовольствием убедившись, что это больше не доставляет ему неудобств, и вскоре получил возможность выглянуть в коридор. Риту он увидел сразу. И сразу понял, что что-то не так. Просто в первые секунды понимание было скорее интуитивным, чем осознанным. Истина оказалась настолько чудовищной, что разум Марка противился ей, отталкивал, отказывался принимать. А пришлось, потому что отменить он уже ничего не мог. Девушка, которая только вчера говорила с ним, которая согласилась ему помочь, была мертва. Да, он увидел Риту, сделав стекло прозрачным. Ее голова была на том же уровне, что и раньше. Длинные рыжие волосы позволяли легко ее узнать. Поэтому Марк на пару мгновений позволил себе не признавать, что только голова от нее и осталась. Но долго от истины бегать нельзя. Голову отделили на уровне соприкосновения верхней и нижней челюсти, поставили на шкаф с оборудованием у стены, поэтому она и осталась на том же уровне по высоте. А вот тела, раньше удерживавшего голову, больше не было. И сразу за длинными волосами тянулись багровые потеки. Верить в это по-прежнему не хотелось, однако выбор у Марка оказался невелик. Либо тратить время на неверие, либо сразу признать проблему и искать решение. Ничего ведь еще не закончилось. Несчастной девушке оторвали половину головы, и если Марк не придумает, что делать, его постигнет точно такая же участь. Да, его первой мыслью было, что голову отсекли. Так подумал бы кто угодно на его месте, но потом Марк понял, что голову именно оторвали, потому что тот, кто это сделал, инструментами попросту не пользовался. Он все еще был здесь. Марк не видел его напрямую, однако разглядел его отражение в металлической поверхности шкафа. Крупная, замотанная в лохмотья туша, навалившаяся на то, что осталось от тела медсестры. Оно занято, пока что жрет, а потом покончит с этой жертвой и отправится искать новую, потому что так уж устроены прокаженные. То, что происходило сейчас в больнице, было чуть более вероятным, чем появление хазаров, и вместе с тем совсем невероятным. Прокаженные порой пробираются вглубь защищенной территории. Они держатся сами по себе, их сложнее обнаружить роботом-разведчиком, да и не представляют они настоящей угрозы для черного города, поэтому он не прилагает особых усилий, чтобы их убить. Уничтожает, если под руку подвернуться, а в остальное время они становятся проблемой тех, кто имел несчастье с ними столкнуться. Так что сам по себе прокаженный мог пробраться в объект 803. Такое прежде случалось. И даже то, что это совпало с появлением хазаров, можно объяснить. Вероятно, он притащился по их следу, а они его не заметили. Они прокаженных игнорируют. Но каковы шансы, что он оказался сразу в центре города, в больнице, да еще и на этаже хирургии? Как это вообще понимать? Весь город мертв и никого больше не осталось? Да нет же, если бы такое произошло, Рита успела бы услышать шум атаки и спрятаться. Пока что все выглядит так, будто кто-то намеренно подослал сюда это отродье, чтобы избавиться от Марка. И этот кто-то побеждает. Рита пациента больше не защитит, никаких средств связи с внешним миром в палате нет, не положено. А до коммуникаторов в коридоре Марк не доберется и уж точно не сбежит. Ему вообще с кровати вставать нельзя. Ему оставалось лишь надеяться на то, что прокаженный присытится и уйдет, но очень вряд ли. Эти выродки чуют живых каким-то немыслимым, одним им понятным образом. Прокаженные не отличаются умом, но они быстрые и сильные, намного сильнее обычного человека. А дверь в палату не заперта.
В миг, когда существо повернет ручку, все будет кончено. Оно ведь сделает это очень скоро. Марк видел, что от тела несчастной медсестры осталось не так уж много, а прокаженный увеличился в размере, но не слишком сильно. Он теперь напоминал плотно сложенного мужчину. Не похоже, что ему доводилось убивать кого-то на пути сюда. Напротив, выглядит так, будто его намеренно морили голодом. Ожидание не спасло бы Марка. Отчаяние, тем более, оставалось единственное, что еще доступно. Рита подкатила хирург достаточно близко к кровати. Тянуться к оборудованию не пришлось. С помощью нейромодуля Марк запустил сканер, который тут же вывел на экран нужную зону мозга, застрявшим внутри тромбом. Далековато все-таки, паршиво. Рита была права в том, что не следовало проводить такую операцию самому, да еще без ассистента. Но выбора у Марка просто не осталось. Он взял с подставки иглу, запустил программу стерилизации. Инстинкты требовали и дальше смотреть в окно, наблюдать за прокаженным, подготовиться к моменту, когда уродец ворвется в палату. Марк запретил себе это. Подготовиться можно только через операцию, отвлекаться бесполезно, опасно даже, как и смотреть в сторону. В иных обстоятельствах он предпочел бы просверлить в черепе отверстие и сразу ввести иглу максимально близко к тромбу. Это снизило бы угрозу жизни до минимума, но самостоятельно Марк рисковал не справиться. И приходилось довольствоваться иным методом, тем, которому будущих хирургов обучали сразу с оговоркой «только если иначе нельзя». Сейчас иначе было нельзя. И он ввел иглу в собственный глаз. Он разместил монитор так, чтобы постоянно видеть движение инструмента, даже если теперь он не видел окно. Это к лучшему, глаза ни в коем случае не должны двигаться. Не только тот, возле которого игла, глаза всегда двигаются одновременно. Ему повезло, что рука не дрогнула, что игла прошла ровно так, как надо, между глазным яблоком и костью. Но это не означало финальный успех, потому что Марк, находясь в прекрасно оснащенной больнице, действовал чуть ли не в полевых условиях. Никакого обезболивающего, никаких фиксаторов для век, никакой смазки для поверхности глаза, никакого права на ошибку. Он заставил себя поверить, что это на самом деле происходит не с ним. То, что он сейчас видит на экране, не его мозг, не его череп, не его глаз. Он приехал в академию, ему нужно объяснить студентам, как действовать в нестандартной ситуации. Это всего лишь симуляция, которая существует только на экране. Он поверил себе. Тому, кто хочет обмануться, это дается легко. Решение оказалось верным. Сердцебиение выровнялось, дыхание стало стабильным и не слишком глубоким. Боль отошла на второй план, уступив место концентрации. Игла введена в мозг. Первая фаза завершена. Мозг, как таковой, боли не чувствует, так что нынешнее пульсирующее на месте прокола — все, что есть, и все, что будет. Но навредить все еще можно, а цель совсем в другом. Так что глубже ввести иглу нельзя, она ведь всего лишь носитель. Пора выпускать тончайшие манипуляторы, скрытые у нее внутри. Сзади слышится резкий громкий стук по стеклу, который почти заставляет вздрогнуть. Почти. Марк и сам не может объяснить, как ему удается не обернуться. Видно, очень хочется жить. Тому, кто недавно был готов к смерти. Но тогда она была неминуемой, а сейчас нужно бороться. Стекло пока держит, но существо уже колотит по нему. Заметило новую жертву, значит. Окно оно не выбьет даже со своей звериной силой, но оно будет искать другие пути. Оно упертое, а дверь совсем близко. Нет, нельзя думать об этом, потому что сердце снова разгоняется, а мозг начинает рисовать картины того, что способен сотворить прокаженный. Нельзя умирать так бездарно. Ни здесь и не сейчас. Вот и все, что важно. Поэтому Марк подавляет желание ускорить процесс. Смерть от разрыва мозга своими же, по сути, руками еще более бездарна, чем смерть в зубах прокаженного. Нужно делать так, как надо, даже если кажется, что манипуляторы застряли. Тромб же вот, так близко, а они движутся к нему так издевательски медленно. Но движутся. И достают. Манипуляторы обхватывают сгусток со всех сторон, закрепляются на нем, пропускают идеально выверенный заряд, чтобы снова сделать кровь жидкой, не дают ей растечься, забирают, разделяют, запускают в иглу. И темное пятно наконец-то исчезает с экрана.
И это тоже не финал. Человеческая природа требует поскорее вырвать из тела чужеродную дрянь, но нельзя. Манипуляторы должны вернуться в иглу, иначе инструмент выйдет с сувениром в виде кусочка мозга. Еще и лобной доли. От прокаженного это не спасет, разве что подарит безразличие к смерти. Потому нужно держаться. И все-таки как это тяжело. Когда активная фаза операции завершена, экран становится чуть темнее. Безобидно в иных условиях новый удар сейчас, потому что экран способен отразить окно за спиной и уродца, прильнувшего к стеклу. Стоя за спиной у прокаженного, его очень легко принять за человека, особенно если он выпрямится и не будет двигаться, без этих своих звериных рывков. Тогда разницы в фигуре, голове и даже волосах, если они сохранились, и правда нет. Разве что одежда покрыта плотной коркой грязи и изодрана, но у тех, кто пережил долгую дорогу, бывает и хуже. Однако стоит существу обернуться, и становится видно, что это не человек. Давно уже нет. Для большинства людей это монстр, одно из загадочных порождений перезагрузок. Студенты-медики в свой черед узнают, что это результат насильного паразитического заражения, хотя какой толк от этого знания? Только хуже делает, потому что после размещения паразита ничего исправить уже нельзя. А осознание того, что такое может произойти с кем угодно, с тобой тоже, усиливает страх. Кожа прокаженных покрывается скользкой прозрачной пленкой, напоминающей муцин улитки. Челюсти остаются теми же, но зубы быстро обламываются из-за противоестественной необходимости пожирать кости. Но не ломаются окончательно никогда, а у прокаженных постарше еще и слюна становится кислотной, размягчающей ткани жертв. Тот уродец, которого привели сюда, относительный новичок. У него сохранилась большая часть зубов, а вся нижняя часть лица и шея покрыты кровью. Не его кровью, разумеется. Однако самое страшное в его случае не это, нет. Челюсть не меняется, и только из-за крови на лице он сошел бы за психа, не дотянув до монстра. Чудовищем его делают глаза, или то, что появляется на их месте. Вместо глазных яблок человека из глазниц тянутся плотные полупрозрачные отростки, длинные, постоянно двигающиеся в разных направлениях, наполненные чем-то ярким, пульсирующим. Наследие того самого плоского червя, который запускает мутацию. От человеческого мозга тоже ничего не осталось. Он поражен, уничтожен той же пульсирующей тканью, которая лезет теперь из глазниц. Но это не делает прокаженного безобидным, если бы. Перемены отнимают у него интеллект, лишая при этом страха и жалости, оставляя голод и ничего больше. А уже голод не дает ему остановиться. У Марка не получается вспомнить, способна ли эта тварь заразить кого-то, превратить в нового прокаженного. Он не хочет проверять. Манипуляторы вернулись в иглу, все закончилось. Почти. Но этого почти как раз и не хватает. Щелчок дверной ручки предупреждает о грядущем поражении, и время резко ускоряется. Отражение в мониторе показывает, как открывается дверь, как покрытый слизью и кровью уродец бросается вперед. Марку остается лишь соскочить с кровати, одновременно вырывая из себя иглу. Глаз отзывается резкой болью, и пока сложно сказать, насколько излечима травма, но покойникам глаза точно не нужны. Ситуация стала паршивой и все равно не критичной. Без тромба двигаться снова можно быстро и уверенно. Тело, переполненное адреналином, позволяет это. Прокаженный надеется получить вторую жертву так же легко и быстро, как первую, но это он зря. Марку удается подхватить подставку для препаратов и ударить металлическим шестом по распахнутой пасти. Слышен треск кости, челюсть существа ломается, оно отступает. Ненадолго, однако ровно настолько, чтобы Марк успел открыть окно и выскочить наружу. Прыгать нельзя, не следовало бы, но другого пути просто нет. Остается лишь надеяться, что навес, который Ольга потребовала установить над окнами от солнца и пыли, все еще на месте. Мог и сгореть, и тогда сопротивление Марка закончится. Но навес сохранился. По крайней мере, до сегодняшнего дня дотянул. Он падает вместе с Марком, однако удар смягчает. Все равно больно. Земля безжалостно выбивает воздух из легких, отзывается новой болью в плече. Рядом уже кричат люди, однако все это не имеет значения. Жалеть себя нельзя, просить о помощи нет времени, никто не успеет разобраться в происходящем. Рассчитывать можно только на себя. Но так ведь было всегда.
Поэтому Марк ищет не людей, он ищет машины, неоновые нити, рассекающие воздух. Должно быть что-то, поддающееся контролю. Должно. Это центр города. Оно есть и подчиняется быстро. Поэтому в миг, когда прокаженный с воем выскакивает из окна, Марк уже готов к встрече с ним. До того, как хищный выродок успевает прыгнуть на жертву, его ловко перехватывают металлические манипуляторы. Прокаженный извивается, рвется на свободу, и против человека его силы бы хватило, а против машины не хватит никогда. Робот класса «Чистильщик» так же безжалостен, как мутант. Ему поставили задачу, он выполняет. Да все, в общем-то, как всегда. Подхватить мусор, запустить пресс, поместить объект внутрь, закрепить металлическими крючьями, чтобы случайно не вывалился или ветром не унесло. А то, что объект на этот раз воет и вырывается, просто погрешность для программы. Лишь когда плиты пресса сомкнулись и на сухую землю хлынула кровавая река, Марк позволил себе расслабиться, отпустить контроль, устало откинуться на горячий песок, не слыша обращенных к нему вопросов за грохотом собственного сердца. Надо же, выжил. Опять выжил. Хотя сегодня кто-то определенно очень этого не хотел. Черный город не отдает своих мертвых. Так было и будет, кто бы ни приходил на его территорию. Поэтому все, кто погиб при атаках хазаров и позже, прибывают сюда. Просто когда смертей много, город забирает их не сразу, однако исключений нет ни для кого. Так что в эти дни капсулы с покойниками, порой собранными по частям, тянутся по улицам, как гротескные черные реки. Из окна центральной башни видно поток, но не видно, где он начинается и завершается. Это не имеет большого значения, правду здесь и так знают. Многие вообще не смотрят на последнее путешествие мертвецов. Те, кто все-таки подошел к окну, наблюдают скорее ради успокоения. Можно бесконечно смотреть, как течет вода, только это не вода. Как бы то ни было, зрелище за окном имеет куда меньшее значение, чем слова, которые звучат сегодня в башне. Новое нападение в объекте 803. Вторая странность там, не так ли? Первая странность была условна, некоторые предполагают, что вымышлена. Да, но случилась вторая, разве это не показатель? Третья даже, если уж быть совсем объективным. Первая странность — сам объект 803. Вторая — то, как он был спасен. Третья — попытка убить того, кто его спас. Так уж и попытка. Может, совпадение? Нет, местная полиция сообщила, что прокаженный оказался сразу в больнице, голодный, минуя полные людей улицы. Он бы не додумался, его привезли. Полиция могла соврать нам? Смысла нет, да и страх не позволит. Значит, все-таки против него. Так кто он такой? На центральном экране появляется изображение, и теперь даже те, кто наблюдал за потоком капсул с трупами на улицах, переводят взгляд на него. Мужчина. Подтянутый, не прошедший специальную подготовку, но все равно сильный. Другие в таких местах редко выживают. Кожа светлая от природы, теперь смуглая. Он живет возле солнечной фермы не первый год. Волосы тоже сильно выгорели и стали куда светлее, чем на снимках времен Академии. В ту пору они были русыми. Глаза зеленые, взгляд спокойный. Все признаки здоровья. Нет признаков болезней. Не покалечен. Биометрические данные указывают на высокий рост и вес в пределах нормы. Фактический возраст 35, биологический возраст на 5 лет меньше, что несколько необычно в таких условиях, однако не аномально. Уровень интеллекта стабильно средний или чуть ниже. Оценка не менялась с детства. Обычный человек. Никто. Или был никем до недавних пор. Марк Александрович Вергер, значит, полевой хирург, стандартный оператор такого уровня. В документах сказано, что он родился в пригороде 4. За что его выслали? При средних показателях для этого нет оснований. Понижающий коэффициент присвоен из-за генетики. У матери диагностировано психическое расстройство. Умерщвлена? Не было необходимости. Частично сохранила функциональность. Позже умерла сама. В случае сына не было оснований для возвращения в пригород. Что по отцу? Погиб еще на дороге. Семья не из наших изначально, из беженцев. Марк Вергер прибыл в 5-летнем возрасте. Значит, нейромодуль установлен уже наш? Получается так.
Стандартный? А какой еще? И вы хотите сказать, что он стандартным модулем управлял 3 роботами, и при этом ему не разнесло башку? Не поверю никогда. Но даже если он без башки теперь, это не помешало ему удрать от прокаженного. Контроль над 3 роботами мог быть обусловлен состоянием аффекта. Прежде такое случалось. Люди демонстрировали то, на что не были способны раньше. В дальнейшем они не могли повторить те же действия. Достижения Вергера сочли недостаточно важными для специализированной проверки. В объект 803 решили послать обычного дознавателя. Она вот-вот будет там. Да, но это было до того, как кто-то озадачился тем, чтобы подослать к нему прокаженного. Вы понимаете, что это значит? С учетом сведений, которые мы добыли у проводников. Что это может значить? Не факт, что значит. Это по-прежнему может быть совпадением, с учетом прошлого Вергера и не единожды подтвержденного отсутствия выдающихся способностей. Правильно, давайте сидеть и гадать, пока новую партию хазаров не подвезут. Голоса, звучавшие в этот день в башне, были разными. Мужские и женские, совсем юные, будто еще не обретшие свое истинное звучание, и чуть охрипшие от времени, будто придавленные им. Тихие и громкие, безразличные ко всему и кипящие страстями. При этом все они имели одинаковое значение, все, кроме одного. Он до сих пор не звучал, его обладатель слушал, анализировал, искал решение, которое должно было стать окончательным, по крайней мере, пока. И когда этот голос зазвучал, все остальные мгновенно затихли, готовые принять его волю. «Статус Марка Вергера изменен на спорный», — бесстрастно объявил голос. «Все показатели под вопросом до вынесения окончательного решения. Дознавателя, направленного в объект 803, оставить при исполнении. Мнение дознавателя учесть. Для составления параллельного мнения по всем вопросам, охарактеризованным как странности, направить в объект 803 воплощение черного города со всеми соответствующими привилегиями. Решение считать окончательным до поступления новых критических данных». Прозвучало лишь это, но когда голос затих, разговор не продолжился, уступив место напряженной тишине. Многие ожидали, что вместе с дознавателем пошлют кого-нибудь из мастеров контроля, и никто, что это будет воплощение черного города. Потому что только у воплощения было право без получения особых разрешений убить не только Марка Вергера, но и всех людей, населявших объект 803, а потом забыть о них навсегда. Глава 3. Нужно было возвращаться к прежней жизни, но Марк пока слабо представлял, как это сделать. У него не получалось убедить себя, что ничего не было. Сложно забыть о случившемся, когда треть поселка в руинах лежит, и еще не все тела закончили собирать, что на неизменной жаре становилось проблемой. Марку хотелось не принимать это, а реагировать. Может и не мстить, но разобраться в случившемся, чтобы быть готовым к возможному повторению. А разобраться никак не получалось, да и не только у него. Ни у кого в поселке не было шансов выяснить, как сюда добрались хазары. Это уже проблема черного города. Но можно ведь вычислить, кто притащил прокаженного. Это уродство не могло пройти через поселок незамеченным, причем не ночью, а в разгар дня. Кто-то должен был видеть. Видеонаблюдение давно восстановили, и в первое время Марку казалось, что виновного найдут очень быстро. Облом. Вообще не нашли. Свидетелей не было. Люди, подавленные недавней трагедией, спешили по своим делам и не смотрели ни по сторонам, ни друг на друга. Каждому казалось, если снова случится нечто подозрительное, это обязательно заметят другие. Вот же целая толпа вокруг. Беда в том, что так думали все без исключения. Но если реакцию людей еще можно понять, то сбой системы видеонаблюдения на случайность не спишешь. Камеры не отключились. Это был бы не худший вариант, потому что отключение сразу заметили бы. Однако вместо этого система продолжала показывать картинку вполне мирной жизни. Ну и что в сухом остатке? Они не знали, кто притащил прокаженного и каким образом. На фоне этого невозможно было догадаться, где он взял отродье. Прокаженные ведь по округе не бегают. Марка не покидало ощущение, что над поселком по-прежнему висит невидимая угроза. Им сказали, что ситуация под контролем, меры предприняты, бла-бла-бла.
В общем, то сказали, что и положено говорить в таких ситуациях. Люди поверили, потому что только вера могла защитить их от выгрызающего изнутри страха. Ну а Марк поверить не мог, как не мог и ни на что повлиять. Тупиковая какая-то ситуация. Ему стало бы чуть легче, если бы ему разрешили вернуться к работе. Она всегда спасала от тяжелых мыслей и скверного настроения. Увы, и это оказалось недоступно. Он вроде как был героем поселка, который спас сотни жизней, который не позволил прокаженному порвать еще нескольких человек, а в итоге что? «Я под подозрением?» — холодно уточнил он при встрече с главой поселка. «Конечно нет», — возразил Эдуард Сурнин, отводя при этом взгляд, так что «конечно да» буквально висело в воздухе. «Серьезно? После всего, что случилось?» «Марк, я сказал, что тебя никто ни в чем не подозревает. Просто тебе необходимо отдохнуть. Помощь хирурга прямо сейчас никому не нужна, с остальным справится Оля». Говорить с ним и дальше было бесполезно, все равно ничего не выдаст. Сурнин, бывший военный, молчать он умеет. Но как это все нелепо. Марк прекрасно понимал, его назначили подозреваемым просто потому, что других нет. Вот и выходит, что он сам на себя прокаженного натравил. Его дальнейшая судьба зависела от того, сколько мозгов уместилось в черепушке выбранного дознавателя. Из всех жителей поселка только Костя, пожалуй, мог бы в чем-то разобраться, но Кости больше нет. И это тоже не давало Марку покоя. Да, среди погибших было много операторов-офицеров и инспекторов. Именно они пытались сдержать хазаров, чтобы выиграть своим семьям время на побег. Но Костя-то погиб не при исполнении, вот в чем подвох. Он был далеко от своего робота, в домашней одежде, он как будто готовился к эвакуации. Хотя это на него совсем не похоже. Бросить товарищей по оружию и бежать, сверкая пятками в сторону ближайшего транспорта. Быть может, он хотел довести до транспорта беременную жену, а потом вернуться к битве. В таком случае у него получилось, Нелли выжила. Опять же, его тело было не возле площадки эвакуации. Как Неля добралась туда одна? Почему не погибла вместе с мужем? Все эти вопросы логичнее было задать Нелли, но Марк пока не решался к ней подходить. Он плохо разбирался в чужом горе и не представлял, что сейчас нужно сказать, как ее вообще утешить. К тому же, если его все-таки обвинят в случившемся, все сразу станет неважным. В черном городе тюрем нет, для виновных наказание одно. Думать о таком вроде как не было смысла, а отогнать эти мысли не получалось. И Марк был рад, когда в дверь его дома постучали, отвлекая от поиска решения, которого не существует. Хотя рановато постучали, если задуматься. Дознаватель вроде как должен был явиться только завтра. На пороге и правда обнаружился не представитель черного города, а Вен Сычкин, которого никто не звал и не ожидал. Но Вена всю жизнь никуда не звали и нигде не ожидали. Он привык являться сам. Вен, обычно жизнерадостный и шумный, будто у него каждый день праздник, выглядел осунувшимся и каким-то потухшим, что ли. Ну и, конечно, встревоженным, но это не помешало ему броситься на Марка с объятиями, как только тот открыл дверь. «Я так рад, что ты спасся!» — объявил Вен, живым тараном вталкивая хозяина дома обратно в прихожую. «Я был на ферме, когда вся эта история с прокаженным приключилась. Так не поверил даже. Уже Костика потеряли. А если бы и тебя?» «Претензия принята. В следующий раз постараюсь избежать. Тут, видишь, поддался искушению. Дополнительных приключений захотелось», — невозмутимо объявил Марк. Вен тут же побагровел от смущения. «Да я не пытаюсь тебя обвинить, ты что? Просто Костика нет, нас и так только двое осталось». Их даже не двое, они по одному. Но Марку не хотелось объяснять это. И настроения не было, и бесполезно Вену что-либо объяснять, если он что-то вбил себе в голову. Так он уже несколько лет держался за непробиваемую веру в то, что они трое — друзья детства, почти братья, просто не по крови. Раньше Марки еще пытался напоминать ему, что они не могут быть друзьями детства, хотя бы потому, что не ровесники. Вен на 6 лет младше. Они пересекались пару раз в пригороде 4, разъехались и встретились уже тут. Потом стало ясно, что у Вена свой мир со своей историей. Прежде это было смешно, сейчас грустно, ведь при таких искренних убеждениях и боль от потери Кости была сильнее. Поэтому Вен и считал, что им нужно держаться друг за друга. А Марк ни за кого держаться не хотел, да и в поддержке не нуждался.
Кое-как оторвав от себя Вена, он готовился выпроводить гостя вон, говорить им все равно незачем. Однако Вен с неожиданной для человека его комплекцией ловкостью вывернулся и сам прошел дальше в дом, на кухню. «Спасибо за приглашение!» Нарочито громко, так чтобы было слышно на улице, заявил он. «Я и сам рад поговорить про Костика!» Марк только головой покачал. Когда Вен хотел что-нибудь скрыть, получалось настолько очевидно, что проще уж было правду на главной площади проорать, и то меньше внимания бы привлекла. Однако то, что он пытается тут изображать секретность, все-таки интриговало. Он-то что мог узнать? Вен работал специалистом-наладчиком, от полиции был бесконечно далек, да и остротой ума не отличался. Скорее всего, сам придумал тайну, сам в нее поверил. Но проверить стоило, да и делать больше нечего. Он присоединился к гостю на кухне, кивнул на банки с остатками кофе и чая, но Вен лишь отрицательно покачал головой, причем с таким энтузиазмом, будто пытался стряхнуть с макушки паразитического псевдокальмара. Он торопливо достал из поясной сумки личный компьютер и теперь что-то на нем разыскивал. «У тебя тут прослушка не установлена?» — уточнил Вен. «Без понятия. Я бы не стал устанавливать. Сам с собой я не говорю, а людей не пускаю, если сами не ворвутся». «Ты понимаешь, как я из-за тебя рискую?» «Я даже не понимаю, зачем». «Неблагодарный ты человек!» — укоризненно посмотрел на него Вен. «Но в память о Костике я не могу отступить. На, гляди!» Он повернул к Марку монитор компьютера, на котором уже была открыта запись. Похоже, фрагмент видеобеседы. Маленькая камера личного компьютера кое-как захватывала двух людей, даже при том, что они потеснее прижались друг к другу, чтобы точно попасть в кадр. Мужчина и женщина старшего возраста, оба в рабочих комбинезонах. Женщина очень похожа на Вена, точнее, он на нее. Вену не нужно было объяснять, что это его родители. Марк помнил их еще со времен пригорода. Знал он и о том, что с ними случилось позже. В пригороде они считались ценными специалистами, там завели ребенка, там прожили большую часть жизни, так и не дотянув до черного города. Они, вероятнее всего, и мечтать об этом перестали, их вполне устраивал пригород. Проблема заключалась в том, что пригород перестали устраивать они. Один из супругов получил понижающий коэффициент, то ли по возрасту, то ли по еще какой причине. С таким коэффициентом следовало уехать. Остальные члены семьи могли остаться, но они не захотели. Роман и Елена Сычкины сумели многое пережить вместе, и они не собирались разлучаться, поэтому вместе направились на бессрочное дежурство в одну из наблюдательных башен. Марк не помнил точный номер их объекта, да и не имело это такого уж большого значения. Вен, обожавший родителей, хотел поехать с ними, но это запретили как раз они. Они вполне справедливо считали, что подросшему сыну нужно получить профессию и завести семью, а сделать это в объекте, где кроме него только мать и отец, проблематично. Вен неохотно согласился, но после получения профессии выбирал объекты поближе к семье и постоянно выходил с родными на связь, вопреки всем запретам. Он сейчас действительно рисковал, показывая Марку это. После нападения хазаров любая связь по личным нуждам оставалась под запретом. Однако Вен не был бы собой, если бы отказался от ежедневных бесед с родителями, а они неожиданно сообщили кое-что важное. Он запустил видео, и разговор просто возобновился. Похоже, Вен обрезал запись чуть ли не посреди реплики. «Не коснется», — говорила Елена, «но для Марка это будет очень важно. Еще раз, данные неподтвержденные. И все же очень многие люди, которых мы уважаем, верят этим слухам. Есть повод для беспокойства. Говорят, что в ваш объект уже выдвинулся кто-то из воплощений». «Мы не знаем, кто именно», — подхватил Роман, «и никто не утверждает, что будет прямой допрос Марка, но ему не помешало бы подготовиться». На этом запись оборвалась. Вен быстро спрятал компьютер обратно в сумку и с тревогой посмотрел на собеседника. Марку, пожалуй, тоже следовало сейчас чувствовать такую тревогу, но ее почему-то не было. «Откуда твои родители такое знают?» — только и спросил он. Вен, явно ожидавший другой реакции, от удивления даже не стал возмущаться и ответил по делу. «Так они же часть разведывательного сектора. Они в башне работают, много с кем общаются. Подожди, это все ерунда. Ты почему не в ужасе?»
Лимит за месяц исчерпал. Ты что, не знаешь, что такое воплощение? Нет. И ты не знаешь. Ну, не знаю, Еще больше смутился Вен. но догадываюсь. Точнее, воображаешь. Наверняка ты сказать не можешь, а даже если бы мог, что я тут сделаю? Как и все жители территории Черного города, Марк слышал о воплощениях. В основном домыслы, густо замешанные на ужасе и восторге. Близкий круг, элитная охрана, последняя линия обороны и прочие громкие эпитеты. Если же нужно было дать четкое описание того, что представляют собой воплощения Черного города и на что они способны, разговор либо сворачивался, либо сводился к многозначительным ну и Такое вслух не говорят, понимать надо. А без толковой информации вдвойне справедливым становился вопрос, который задал Марк: делать-то что с этим? Даже если это воплощение демон, идеальная машина или истинный правитель Черного города, как к такому подготовиться? А только продуманные действия Марка и интересовали, бегать кругами и причитать он был не склонен. Вен явно не заглядывал в своих прогнозах так далеко, но и отступать не собирался. Подготовиться к разговору как-нибудь. Как? Переодеться во все чистое и оформить завещание? Как ты можешь относиться к этому так несерьезно? А не к чему пока относиться. Да уже того, что известно о воплощениях, достаточно, чтобы подбирать слова заранее. Для любого из них такую стаю хазаров разделать все равно, что пальцами щелкнуть. Они сносят города. Они могут уничтожить любого колосса. «Ты это лично видел?» — прервал его восхищенную песнь Марк. Нет, но... «Так давай сначала посмотрим, а потом будем действовать по ситуации». На сей раз Вену возразить оказалось нечего. Он попробовал возмущенно сопеть и скорбно поджимать губы, однако на собеседника это должного эффекта не произвело. Пробормотав что-то про дьявольскую неблагодарность, Вен все-таки рванул к выходу, да на такой скорости, будто из пушки собой выстрелил. Вины и сожаления Марк не чувствовал. Мысли снова устремились к смерти Кости. Все-таки там слишком много странного. Место, время, действия перед смертью, да еще и способ. Он пытался воспроизвести в памяти все, что видел в тот день. Многое получалось, но этого было недостаточно. Он толком не рассматривал труп, не было ни времени, ни желания. Марк готовился умереть. Он не думал, что эти знания понадобятся. Поэтому теперь образ мертвого тела был исчерчен всполохами пламени и укутан черным дымом, но даже так что-то не давало хирургу покоя. Что-то странное было в самих ранах, вот только что? Желание пойти и поговорить с Нелли лишь крепло, но он все равно сдерживался. Если его действительно в чем-то подозревают, да еще так, что швырнули на это дело воплощение, лучше не связываться с ней лишний раз, не подставлять. Костя бы это точно не одобрил. Для начала Марку следовало разобраться в собственном положении и будущем. Этого долго ждать не пришлось. Дознаватель прибыл в поселок точно в срок ранним утром. Марк заметил, как по расчищенной центральной улице проехала череда бронированных грузовиков, заодно и оборудование для ремонта привезли. Интересно, захватили с собой нового хирурга или решили дать шанс нынешнему? Через час его пригласили в кабинет главы поселка. Марк предполагал, что Сурнин тоже будет присутствовать на встрече, но нет. Эдуард попросту уступил просторное светлое помещение дознавателю. Точнее, дознавательнице. Из Черного города прислали женщину. Впрочем, очевидно, это стало не сразу. Пришлось присмотреться. Посланница отличалась специфической фигурой. Бочкообразным туловищем на тонких длинных ногах. Живот и грудь оказались на одном уровне, руки не прилегали вплотную к телу, и от этого женщина неуловимо напоминала курицу, одну из немногих птиц, которых Марку доводилось видеть в пригороде. Сходство усиливалось и чертами лица. Маленькие темные глаза, острый нос и чуть кривоватый рот природа почему-то решила разместить в центре широкого лица, окружив гладкими полями щек, лба и пары подбородков. Волосы женщина стригла очень коротко, и теперь они воинственным ежиком топорщились на небольшой голове. Марк не брался определить возраст женщины, он совершенно не такого человека ожидал увидеть, хотя какая разница. Если она занимает такую должность, да еще и в Черном городе, дурой она быть не может. Дознавательница кивком указала на стул, расположенный по другую сторону стола.
Марк бывал в кабинете главы поселка раньше, знал, что обычно для гостей предназначалось мягкое кресло. То, что дознавательница озадачилась сменой мебели на куда менее удобную, ничего хорошего не сулило. «Цедлец Ирина Владимировна», — представилась она, — «младший дознаватель Черного города. Меня прислали сюда разобраться в случившемся. Расскажите вашу версию». С какого момента? «С того, что вы считаете началом». Началом Марк не без оснований считал день, когда явились хазары, и когда птица принесла дождь. Рассказывать о случившемся он мог спокойно, сосредоточившись только на действиях. Его боль и его мысли не имели такого уж большого значения, не для дознавательницы так точно. Ну а событий набралось не так уж много, забавно даже, как будто целая жизнь и рассказ на полчаса. Ирина слушала его, не перебивая, но то морщилась, то снисходительно улыбалась, то пристально смотрела ему в глаза. Она явно надеялась смутить его, однако смущения Марк не чувствовал. Внутри снова царила по большей части пустота, которая защищала от раздражения. Упоминать об этом он не собирался, как и о том, что истинную радость он впервые за много лет почувствовал незадолго до собственной предполагаемой смерти. Зачем говорить о том, чего он сам пока не понимал? Когда он завершил рассказ, в кабинете воцарилась тишина. Ирина продолжила пялиться на собеседника, не говоря ни слова. Какой-нибудь Вен уже извелся бы и наболтал лишнего безо всяких вопросов, стараясь скрыть страх за потоком слов. Марку же молчание давалось даже легче, чем дознавательнице. Именно она не выдержала первой. «Вы, на удивление, спокойны? А есть повод для иного? Разумеется, при том, что где-то в вашем поселке затаился предатель». В ее глазах мелькнуло торжество. Ирина не ляпнула лишнего, она намеренно сказала то, что должно его шокировать. Кое-что у дознавательницы получилось. Новость неприятно царапнула, сбила равнодушие, заставила нахмуриться. Нет, Марк допускал, что винить будут его, но сейчас прозвучало кое-что другое. Похоже, в Черном городе точно знают, что предатель есть, и Марк стал подозреваемым именно из-за этого. Из-за того, что кого-то давно искали на эту роль, а вовсе не из-за его поступков. «Почему именно в нашем поселке?» — уточнил Марк. «И вы не спросите, кто это?» «Нет нужды. Он или неизвестен, или мертв. С предателями по-другому не бывает». «Удивительная проницательность», — прищурилась Ирина. «У вас вообще много удивительного. Но это можно обсудить чуть позже. Объект 803 действительно оказался под подозрением уже давно. В течение года к нам прорывается значительное количество враждебных созданий, органических и нет, из пустошей. Настолько значительное, что на совпадение это не спишешь. Они обходят наши основные линии обороны, расставленные далеко не в случайном порядке, и нападают на более уязвимые объекты. Ситуация давно уже вышла из зоны возможных совпадений. Кто-то сливает врагу информацию». «Врагу?» — нахмурился Марк. «Но кто может быть врагом в пустоши?» «Вас это не касается. Для вас должна иметь значение только судьба Черного города». Это по протоколу. По факту Марк не отказался бы выслушать, кто способен на такое. Считалось, что в пустошах обитают только хищные, лишь условно разумные твари. Даже такие машины, как хазары, это, если называть вещи своими именами, простейший компьютерный вирус. У них нет цели убивать именно на территории Черного города, но если они вдруг стали способны на сложные действия, за этим определенно кто-то стоит. Однако дознавательница не скажет, кто именно, уже очевидно. Да и иные ее откровения объясняются вовсе не симпатией к Марку. Она провоцирует его, хочет понять, как он отреагирует, выдаст ли свою причастность хоть чем-то. Может, Марку и следовало бы подбирать слова внимательнее, как требовал Вен, но ему сейчас было не до того. «Так почему именно объект 803?» — спросил он. «Мы всего лишь солнечная ферма, которая давно должна была попасть под удар, если анализировать общую схему атак, но вас почему-то обходили стороной, даже если для такого требовались дополнительные усилия. Похоже, нашему неведомому предателю не хотелось гадить там, где он живет. Кстати, сколько лет вы уже в объекте 803?» «5», — коротко ответил Марк и снова воздержался от суетливых объяснений. Он видел, что его спокойствие начинает выводить дознавательницу из себя. «Достаточно долго, чтобы считать это место своим домом. Смотрите, как интересно.
Как только в Черном городе признали ваш объект подозрительным, на вас тут же напали. Но при этом хазары не сумели полностью уничтожить поселок из-за вашего вмешательства. Чудо, не так ли? Это не ощущалось как чудо. А потом вас попытались убить. И снова не смогли. Еще одно чудо, которое так не ощущалось. Вообще не чудо, если учитывать, что погибла медсестра, напомнил Марк. Да и я едва успел, но вы ведь и это едва припишете мне в вину. А есть основания? Их тут ни для чего нет. Я уже примерно понял, какую версию рассматриваете вы. Я шпион, подосланный непонятно кем. Я передаю данные о системе обороны, о которой я, кстати, ничего не знаю, но это пока примем за погрешность. После нескольких успешных диверсий я выясняю, что объект под подозрением. Тогда я делаю мишенью свое убежище, но не чтобы замести следы, а чтобы выставить себя героем. При этом я понимаю, что ситуация по-прежнему неоднозначная, слишком уж подозрительная. Чтобы наверняка защитить свою репутацию, я организую покушение на самого себя, пожертвовав при этом юной коллегой и приняв определенный риск, ведь прокаженным управлять невозможно. Смотрите-ка, вполне ладная версия получается, широко улыбнулась Ирина. Может, укажете и ее недостатки? Потому что я пока не вижу причин не признать ее основной. Не укажу, потому что это бессмысленно. Сама версия? Мои слова, пояснил Марк. Мнение подозреваемого никого не интересует, никогда. Если бы версию признали основной, мы бы не разговаривали сейчас. Да и вряд ли я был бы жив. Но кто-то поручил вам добыть больше доказательств моей вины. Не потому, что меня жалко, я такой уж хороший хирург, или кто-то там боится восстания людей из-за смерти героя. Когда Черный город вообще волновали восстания? Нет. Угроза скорее в том, что моя смерть принесет ложное спокойствие, и настоящий шпион останется безнаказанным. Вы ведь понимаете, что этот разговор записывается? А что я сказал не по делу? Думаете, если будете вести себя нагло, это защитит вас? Отведет подозрение? Поразилась Ирина. Да вы не с теми связались. Да, угадали, мне поручили доказать вину, но я-то знаю, что это вы. Прямо-таки знаете? Вам же не впервой убивать с помощью порождений пустоши, не так ли? А вот теперь она ударила сильно. Готовилась. Но Марк с самого начала подозревал, что нелепая внешность дознавательницы не повод расслабляться рядом с ней. Ирина вела себя грамотно, она умела менять тему вовремя, сейчас она застала его врасплох. Он и сам не понимал, как ему удалось не вздрогнуть и продолжить смотреть на Ирину с прежним равнодушием. Может, помогла та самая пустота, обретенная лишь в последние годы. Она лишала радости, но она же глушила боль. «Ваша мать была убита в ходе эксперимента, который организовали вы», продолжила дознавательница. «Моя мать погибла в результате несчастного случая». «Очень интересный несчастный случай, когда гибрид из пустоши пожирает все мягкие ткани головы, включая лицо и большую часть мозга. Но невелика потеря, если этот мозг уже много лет болен, так? Вы устали от матери, которая все хуже поддавалась лечению. Она устраивала истерики, сбегала из дома. Вечный понижающий коэффициент для перспективного молодого врача. Вы ведь и врачом стали не просто так». «Я надеялся ей помочь», — только и сказал Марк. На большее сил не было. «Да уж, помогли. Если бы вашу мать признали нефункциональной, ее ожидала бы тихая и безболезненная смерть по протоколу, но вы не могли отпустить ее так просто. Вы хотели отомстить ей за то, что она много лет отравляла вашу жизнь. Вы вписали ее в экспериментальную программу, и однажды безумная женщина якобы случайно выбралась из палаты и дошла до зала с образцами формы жизни. А вы где были в тот момент? Насколько далеко оказались? Гибриды такого типа не убивают мгновенно. Она наверняка кричала, сопротивлялась. Ее можно было спасти». Марк прекрасно знал, какие воспоминания она пытается вызвать. Крики, наполнившие все крыло Академии, напугавшие людей настолько, что никто не решался и близко подойти к лаборатории. Мертвое тело, которое он нашел, обглоданный до костей череп на невредимой шее.
Запись убийства, которую он просматривал снова и снова, стараясь понять, как такое вообще могло произойти, и признавая, что это была случайность. Вывод на острые эмоции – отличный вариант допроса. Но он не работает, если внутри все давно выгорело. «Вы здесь для того, чтобы обсудить дело моей матери, или то, что я потенциальный предатель?» – поинтересовался Марк. «Я начинаю путаться». «Это все, что вы можете сказать?» «Да, если нет других вопросов. Я могу идти?» «Идите, но не покидайте поселок». «А разве его кто-нибудь покидает по доброй воле?» Он знал, что не убедил Ирину в своей невиновности, и ему было плевать. Он вообще перестал думать о дознавательнице, как только покинул кабинет. У него появилась проблема поважнее. Он заставил себя поверить в то, что смерть Кости была случайностью, когда казалось, что иначе просто быть не может. Но если в поселке действительно живет предатель, многое меняется. Костя был полицейским, и хорошим полицейским. Что, если он начал о чем-то догадываться? Получил те же данные, что и Ирина. Стал кого-то подозревать. То, что он не предупредил об этом Марка, не имело такого уж большого значения. Они были не теми друзьями, которые часами болтают на кухне. Скорее, теми, кто просто помнит о существовании друг друга и помогает, когда нужно. Марк вот помочь не успел. Слишком быстро все произошло, слишком идеально. Ирина считает, что неизвестный предатель просто отводил подозрения от своего убежища, но он ведь мог и выполнить две задачи сразу. Показать, что на объект 803 тоже способны напасть, и убрать того, кто собирался его разоблачить. Все это пока что сводилось к домыслам, а Марку остро требовались факты, и он направился в больницу. Там было тихо и пусто. Люди затаились, пока в поселке представитель черного города. Никому не хотелось показаться усталым и больным, так что Марку не пришлось объясняться, что он тут делает, и он сразу направился в кабинет Ольги. Она, явно не ожидавшая его, растерянно улыбнулась. «Марк, тебя отпустили? В смысле, я не то хотела сказать». «Можно не жонглировать словами. Уважаемая гостья обвинила меня прямым текстом», — усмехнулся Марк. «Вероятно, не отказалась бы и профилактически расстрелять, но кто-то ей этого пока не позволяет». «Мне очень жаль. Я поговорю с Эдиком, он даст тебе прекрасную характеристику». «Думаю, она сама поговорит со всеми, кто ей интересен. Слушай, меня это вообще не волнует. Я-то знаю, что никого не предавал». Судя по мрачному взгляду Ольги, не очень-то она верила, что невиновность защищает от расстрела, но спросила она о другом. «Так почему ты здесь? У нас сейчас пациентов нет». «Я знаю. Я хотел бы взглянуть на тело Кости». «Не получится». «Я понимаю, что не положено, но я...» Ольга не дала ему договорить. «Я сказала, не получится, а не положено. Тело уже увезли, Марк. И так немножко задержались. Тела забрали на тех машинах, которые утром доставили сюда оборудование». «Когда это было?» 3 часа назад. Да хоть бы и час, не разворачивать же их. Я осматривала его тело, там все предсказуемо, никаких странностей». «Я знаю. Я проститься хотел». Это было необходимой ложью, чтобы Ольга не насторожилась и не отправилась с отчетом к дознавательнице. Марк все равно не сумел бы объяснить ей, что надеялся найти на трупе, потому что и сам толком этого не понимал. Сейчас ему нужно было изобразить нечто понятное и не вызывающее подозрений. Скорбь подругу вполне подходила. Ольга поверила сразу, обняла его, не задавала вопросов, когда он поспешил уйти. Решила, видимо, что ему необходимо поплакать. А ему необходим был аэроцикл. Только так и можно было догнать грузовики. Эмоциональным порывом это не было. Марк в полной мере понимал, какую опасную глупость намерен совершить, и все равно не собирался отступать. Даже при том, что не был уверен, найдет он на трупе что-нибудь подозрительное или нет. И при том, что именно сегодня ему запретили покидать поселок. Получается, он рисковал жизнью непонятно ради чего, а не рискнуть не мог. В его мире осталось не так уж много желаний, и он не собирался отказываться от любого из них. Аэроциклы — индивидуальный транспорт, двигавшийся примерно в метре над землей и развивавший скорость до 300 км в час, не входили в стандартный набор оборудования, в большинстве поселков таких вообще не было.
А в объекте 803 был, потому что Эдуард Сурнин очень любил своего сына и по возможности баловал подарками. Марку даже не требовалось ничего объяснять Денису и просить об одолжении. Да, оно и к лучшему. Друзьями они не были. Но многие в поселке знали, что Сурнин-младший не забирает ключ-активатор из замка, боится потерять. А кражи как раз не боится. Кто в здравом уме станет красть что-то настолько уникальное у сына главы поселка? Но вот кому-то пришлось. И Марк, к собственному удивлению, сделал это без сомнений. Ему нужно было знать правду, и если ради этого придется рискнуть, он готов был это принять. На аэроциклах он не ездил со времен студенчества, но проблемой это не стало. Ты либо умеешь, либо нет, а он умел. В первое время чуть сбивала с толку разве что внушительная скорость, однако и к ней он быстро адаптировался. Мир стал ярким, плоским, лишенным деталей. Марк будто летел через бесконечную череду прямых линий, сквозь вечную пыль и солнечные блики, на скорости, которая едва позволяет дышать. Казалось, что он и вовсе попал в какую-то точку вне пространства, и он теперь не движется. Он просто ждет, когда под ним повернется планета. При этом контроль над машиной он не потерял. Он легко настроил на нее нейромодуль. Такое не требовалось, и все же это позволяло ему чувствовать аэроцикл чуть ли не как продолжение себя. Не было больше нужды посматривать на экран. Марк и так знал, какую немыслимую скорость развил транспорт. Он видел перед глазами схемы, полученные сканером. Он не размышлял о том, какое наказание его ждет. Он был занят подсчетами. Грузовики такого типа — транспорт надежный, но не быстрый. И если не придется тормозить, а на пустой дороге обычно не приходится, он их догонит часа за полтора. Система заметит, но собственного оружия у грузовиков нет. Он успеет сделать то, что должен, но потом все будет зависеть от того, что он обнаружит. Дорога была полна опасностей. Это никогда не менялось. На внутренней территории не было таких грандиозных угроз, как хазары, но хватало мелочи вроде паразитов, роботов-ловцов со сбитой программой, ловушек, установленных беженцами, готовыми на что угодно, лишь бы похитить чужие документы и занять чужое место. Так что одинокие путники редко переживали такое дальнее путешествие. Но только если у них не было личного транспорта, пролетающего любые угрозы до того, как они могли на него отреагировать. Марк пару раз видел, как кто-то или что-то пыталось броситься на него с обочины, но он оставался жив и свободен, больше его ничто не интересовало. Наконец впереди появилась черная громада, колонна грузовиков, идущих друг за другом. Не финал пути, а самая сложная его часть. Пока Марк гнал по прямой, он знал, что опасность не так уж велика. Он контролирует, если не все, то многое. Но теперь переменных стало куда больше. Найти нужный грузовик, быстро, пока система не остановила его, закрепиться, проникнуть внутрь, найти и осмотреть тело до неизбежного ареста. В какой-то миг даже мелькнуло желание отказаться от этой безумной затеи, а потом пропало само собой. Марк не готов был отступить. Нейромодуль сейчас здорово упрощал ему жизнь. Марк заранее подготовил программу, которую автопилот, разумеется, заблокировал, как вредоносную для водителя. Водитель тяжело вздохнул, взломал код и программу утвердил. Скорость сразу же начала снижаться, и оставалось лишь сделать выбор, в какой именно транспорт влезть. Просканировать содержание грузовиков скромная аппаратура аэроцикла не могла, но могла определить их температуру. На это Марк и сделал ставку. Кто-то предположил бы, что в грузовике, перевозящем тела, будет холоднее, чем в тех, которые идут пустыми, но Марк понимал, что все как раз наоборот. Тела скрыты в капсулах, а капсулы при работе разогреваются. Грузовик с повышенной температурой внутри был всего один. Уже хорошо. А плохо то, что он шел в середине колонны, и шансы устроить аварию резко возрастали. Но не настолько, чтобы отказаться от этой идеи. Даже на финальном этапе подготовки Марк не был уверен, получится у него что-то или нет, однако это можно было узнать наверняка лишь одним способом. Приблизившись к нужному грузовику, аэроцикл запустил экстренный магнитный захват. Такое обычно делается только при аварии, если другого пути нет, но отключенный автопилот больше не мог ни на что повлиять, и система приняла аварийный протокол даже без аварии. Аэроцикл с грохотом соприкоснулся с крышей грузовика. Рывок был такой, что Марк едва не сорвался.
Хорошо удержала решетка безопасности, и пускай на том месте, где она ударила по телу, скоро появятся кровоподтеки, жизни они не угрожают. Первая часть прошла успешно, уже плюс. Далее Марку полагалось оставаться на аэроцикле и ждать помощи, но это если бы он действительно попал в аварию. Он же прекрасно знал, что другие люди сюда прибудут вовсе не спасать его. Не тратя времени на сомнения, он отключил удерживающую решетку и поднялся. Ветер ударил по нему в полную силу, грузовик ведь не останавливался, но на аэроцикле были индивидуальные магнитные крепления, они сейчас спасали. Марк не пытался гордо прошествовать по крыше, он знал, что будет трудно. Он сразу опустился на разогретую солнцем поверхность. Он полз по металлу, со стороны наверняка напоминая очередное гигантское насекомое, вырвавшееся из пустошей. Но его не волновало, как он выглядит со стороны, да и смотреть на него было некому. Ветер будто выступал на стороне черного города. Он хлестал постороннего без жалости, и кожа скоро пульсировала болью. Потоки воздуха несли в себе дорожную пыль, оставлявшую мелкие царапины. Но это не помешало Марку добраться до края крыши и спуститься вниз по стене к погрузочным воротам. Он сдвинул рычаг аварийного открытия, обеспечивая себе путь в отсек хранения, и как только появился проход достаточного для него размера, скользнул внутрь, с облегчением укрывшись от пронизанного песком и пылью урагана. Угадал он верно. Салон оказался заполнен капсулами для перевозки тел. Это не удивило, теория вероятности была на его стороне. Марк не дал себе паузы. Он продолжил действовать. Вычислить, в какой именно капсуле находится тело Григорьева, невозможно, нужно проверять все. За годы работы хирургом он видел смерть и травмы во всем многообразии. Смутить его видом кровавых останков невозможно было еще во времена, когда его не наполняла пустота, а уж теперь и подавно. То, что в это месиво превратились люди, которых он знал, тоже не имело большого значения. Он не думал об их личностях, он не соотносил их с теми, у кого были имена и судьбы. Он был медиком, которому чужое тело передает информацию, и не более. Он нашел Костю быстро. В конце первого ряда, причем нижнего, возиться с подъемником не пришлось. Марк сразу определил, что вскрытие Ольга не проводила, да ей и не положено. От местных медиков требовалось организовать первичный осмотр и выделить тех, чья причина смерти необъяснима. В объекте 803 таких не было. После этого тела отправлялись в Черный город, а уж что с ними делали там, для Марка не имело значения. О результатах он все равно не узнал бы. Он и сейчас мог получить не так уж много, не больше, чем Ольга, но больше, чем у него было изначально. Труп очистили перед транспортировкой. У Марка был с собой фонарь, обеспечивающий ровный яркий свет, и этого оказалось достаточно. Исчезли все те препятствия, которые мешали в день атаки хазаров, и Марк наконец понял то, что его подсознание уловило сразу же и что не давало ему покоя все эти дни. Первое. Костя был убит ударом в упор. В него не стреляли с расстояния. Тот, кто пробил его какой-то металлической дрянью, стоял прямо перед ним. Угол входа орудия на это четко указывает. Второе. Хазары так не убивают никогда. Они для этого не приспособлены. Они оставляют от своих жертв те кровавые ошметки, которые Марк видел в предыдущих капсулах. Да и потом Костя в момент смерти находился там, куда хазары еще не добрались. Конечно, среди покойников были и те, кого убили не роботы, однако там тоже все было куда понятней. Задохнулись от ядовитого дыма, раздавлены обвалившимся домом, у кого-то случился инфаркт, кого-то затоптали при побеге другие люди. И никто больше не умер так, как Костя. Это было бы необъяснимо, если бы Марк не знал про предателя. Получается, именно он избавился от полицейского. А Костя ведь прошел полную боевую подготовку. Он не только отлично контролировал офицера. Он мог постоять за себя в момент ближнего боя, но он даже не попытался. На его руках Марк не увидел никаких травм. Получается, он знал того, кто на него напал, или этот человек не выглядел опасным до последнего. Но если Костя его подозревал, как он мог проявить такую беспечность? А если не подозревал, за что его убили? В какую бы сторону ни двинулся Марк, всюду поджидал тупик. Ну а скоро ему и вовсе стало не до поиска объяснений. Грузовик резко с рывком остановился, основное освещение погасло, загорелись красные огни. Ворота захлопнулись, на экране рядом с ними отразился знак блокировки.
Это не напугало. Марк давно ждал чего-то подобного. Когда он проник внутрь, система зафиксировала это и сообщила в центр управления. Информацию, скорее всего, передали дознавателю, из-за этого и получилась задержка. Теперь же Ирина приняла решение арестовать его из-за самоуправства и кражи аэроцикла. Неприятно, но хоть можно не беспокоиться о дороге домой. По крайней мере, к такому готовился Марк. И все-таки безжизненный компьютерный голос, зазвучавший из скрытых колонок, сумел застать его врасплох. Марк Вергер, сохраняйте нынешнее местоположение до приезда конвоя. Вы обвинены и осуждены за измену Черному городу. Вы вернетесь в объект 803, где будете казнены в течение суток. Приговор окончательный, утвержден личной печатью городского дознавателя и обжалованию не подлежит. Ирина сразу, с первого взгляда поняла, с ним что-то не так. Не потому, что Марк Вергер ей не понравился, тут ситуация скорее обратная. Он не понравился ей потому, что с ним что-то не так. Она пока не могла понять, что именно, но в своих инстинктах не сомневалась, они никогда еще ее не подводили. За время допроса он не сказал ничего такого, что стало бы основанием для приговора, однако данные она все равно получила, и еще какие. По большей части монотонный голос, идеальный контроль над эмоциями, умение в напряженные моменты смотреть на собеседницу, не моргая. Она даже считать начала. Он до 20 секунд не смыкал веки, и взгляд зеленых глаз при этом становился как будто стеклянным. Ирина готова была упомянуть это в отчете, но уже знала, что на такие детали начальство не обращает внимания. Она отпустила его, потому что вынуждена была отпустить. При других расследованиях ей без проблем разрешили сажать подозреваемых за решетку, а в случае с Вергером почему-то запретили без объяснения причин. Не потому, что он тут геройствовал, это уж точно. Для Черного города это не имеет значения. А почему тогда? Казалось, что у него есть влиятельный покровитель, однако в его личном деле Ирина не находила указаний на такого покровителя. Она решила двигаться дальше, все-таки получить больше данных. Просто не у него. Глава поселка Эдуард Сурнин был сдержан и вежлив. Он явно уловил, что у Вергера неприятности, заступаться за него не спешил, ровно как и обвинять. Его доклад был по-военному четким и безэмоциональным. «Назначен к нам 5 лет назад. До этого работал в объекте 298. Характеристики положительные. Эффективность как хирурга 98%. «У него были конфликты с кем-то из коллег?» — уточнила Ирина. «С той девушкой, которая погибла?» «С Маргаритой? Она только начала у нас работать. Не думаю, что они были хорошо знакомы. В объекте 2 полноценных врача. Марк и моя жена Ольга. Конфликтов у них не было. Ни одного административного нарушения за эти годы Марк не допустил». Сурнин стабильно выдавал ей все то, что и так значилось в документах. В словесные ловушки он упорно не попадался, провокации игнорировал, и беседу пришлось сделать очень короткой. Но Ирина примерно такого и ожидала от человека с военным прошлым. Куда большей надежды она возлагала на Вениамина Сычкина. Она сразу заметила его очевидную эмоциональность и не самый высокий, хотя и не откровенно низкий интеллект. По данным тестов, Сычкин был умнее Вергера, но эти данные лишь усиливали подозрения Ирины. Сычкин как раз повелся на провокации почти сразу и скоро громыхал на весь кабинет. «Вы не представляете, насколько он хороший человек! Он еще подростком был, когда его мать начала с катушек слетать, и кто угодно отказался бы от нее на его месте, но Марк о ней заботился, собственным временем жертвовал. Он же очень классный хирург, он мог бы построить отличную карьеру, но он вместо этого все время проводил с ней, потому что отвернешься, и она уже на дорогу ушла. Позорила его регулярно, не уследил, и она голая по улицам бродит. Он не мог подработку взять, времени не было. Они даже голодали из-за этого. Вот скажите, пошел бы плохой человек на такие жертвы?» «Его мать умерла вскоре после того, как была официально передана под его опеку», напомнила Ирина. «Просто совпадение. Да и она была совсем плоха уже. День от ночи не отличала. Она бы без него умерла гораздо раньше». «У него были близкие друзья?» «Были, но мало. Когда б он их завел, если постоянно за этой припадочной следил?»
Догадаться, что Сычкин не одобряет выбор Вергера, было несложно. Он ничего не скрывал. Да и понятно почему. Люди с серьезными психическими отклонениями неизменно становились угрозой для всего поселка, так что эгоизма в желании Вергера уберечь мамочку было намного больше, чем героизма. Очередная постановка. Совсем как со спасением объекта 803. «Назовите его друзей», — велела Ирина. «Я и Костя Григорьев», — не задумываясь, отозвался Сычкин и почти сразу отвел взгляд. «Теперь получается только я». «Вы не находите странным, что его друг погиб очень подозрительной смертью?» «Не худшее из того, что тут произошло». Сычкин ни в чем не сомневался. Он чуть ли не обожал этого Вергера и готов был защитить его любой ценой. Ирину такое не устраивало. Пришлось отпустить наладчика. Второй предполагаемый друг, Григорьев, был куда интересней. Полицейский все-таки. Он многое мог заметить. Не вовремя он умер. Или как раз вовремя, просто выгодно это было лишь одному человеку. Если задуматься, его ведь не хазары убили. И тело нашел именно Вергер. Очередное дивное совпадение. Чуть посомневавшись, Ирина все-таки вызвала на допрос вдову Григорьева. Она прекрасно знала, что Нелли на последних месяцах беременности, потому и медлила. С истеричными будущими мамашами всегда проблемы. Им почему-то кажется, что если дознаватель женщина, ее сразу можно приписать себе в подружки. А это еще и мужа лишилась. Разговор мог получиться долгим, эмоциональным и, по большей части, бесполезным. Однако Григорьева от истерик оказалась далека. Напротив, она напоминала не человека даже, а тень человека. Бледная, как будто посеревшая, слишком худая, но при этом с огромным животом, который она то и дело отвлеченно поглаживала обеими руками. Она была трезва и вроде как адекватна, однако Ирину не покидало ощущение, что ее собеседница не до конца понимает, где находится и что вообще происходит. Впрочем, оно и к лучшему. Меньше вероятность, что она начнет лгать. В таком состоянии толковую историю и не придумаешь. Григорьева скользнула по Ирине взглядом только один раз, когда входила в кабинет. После этого она все время пялилась лишь в окно. Не на что-то конкретное, а в никуда. «Вы знакомы с Марком Вергером?» «Да». Ирина ждала продолжения и не получила. Но тут, в отличие от случая с Сычкиным, не было протеста или желания защитить. Просто Григорьева, замкнувшаяся в собственном страдании, была способна лишь реагировать, на откровение ее не тянуло. «Расскажите, кто он?» — попросила дознавательница. «Друг моего мужа. Он и Костя знакомы с детства. Мы с Марком не очень хорошо ладим. Костя его обожает». То, что Григорьева по-прежнему говорила о муже так, будто он еще жив, Ирина предпочла не комментировать. «Почему вы не ладите? Вы считаете его плохим человеком?» «Нет. Просто нам никогда не было интересно друг с другом». «Почему вы были не с мужем в момент эвакуации?» Ирина боялась этой части разговора и нуждалась в ней, потому что больше ничего толкового Григорьева сообщить не могла. Юная вдова и сейчас не пробудилась, ее голос звучал все так же ровно, будто речь шла не о ее судьбе, а о незнакомых ей людях. «Мы были вместе. У Кости в тот день был выходной. Зазвучала тревога, я испугалась. Он сказал мне оставаться дома и ушел. Больше я его не видела». Почему он ушел? Кажется странным, что он захотел оставить беспомощную жену при тревоге и эвакуации. Тогда еще об эвакуации не говорили. Тревоги раньше случались, Костя не считал, что произошло нечто особенное. И все равно странно, что он вас оставил. Он не хотел. Его вызвали. Ирина, уже начавшая терять интерес к разговору, мигом насторожилась. Кто? Я не знаю. Связались с ним по личной линии. Костя сказал, что ему нужно поговорить и вернуться. Тогда действительно было не страшно, мы не понимали до конца, что происходит, и я...» Григорьева, наконец, отвернулась от окна, уставилась на дознавательницу, и Ирина поняла. Срыв все-таки будет. Прямо сейчас.
Конечно же, не ошиблась. Секундой позже юная вдова крикнула громко и отчаянно. «И я его не удержала! Я должна была и не удержала! Я позволила этому случиться!» Ирина едва сдержалась от того, чтобы раздосадованно поморщиться. Пришлось все-таки успокаивать Григорьеву, потом искать того, кто способен проводить рыдающую женщину до дома. Впрочем, нельзя сказать, что беседа была совсем уж бесполезной. Смерть Григорьева и правда оказалась странной. Уже очевидно, что его выманили из дома и сразу убили. И это вполне мог сделать Вергер, раз уж они такие друзья. Жаль, что и этого недостаточно для приговора. Младшим дознавателям всегда обеспечивали меньше полномочий, чем хотелось бы. Пока Ирина раздумывала над следующим шагом, пришла новость, которая была прекрасной и раздражающей одновременно. Вергер удрал из поселка. Как раз когда она попросила этого не делать. По сути, Ирина не могла его обязать, равно как и наказать за отъезд. Но его поступок, дополненный, как оказалось, кражей, стал прекрасным основанием для того, чтобы она организовала в его доме обыск. И уже тут Ирина сдерживаться не стала. Она послала на это всех специалистов, которые прибыли с ней, задействовала всех роботов. Они должны были просканировать дом Вергера от крыши до основания, проверить химический след, взять образцы биологических материалов, учесть все. Она думала, что это будет трудно, но получила награду куда раньше, чем ожидала. Да еще какую награду! Не прошло и часа с начала обыска, как к Ирине, дожидавшейся результатов снаружи, подошел один из специалистов. «Госпожа дознаватель, вам нужно это увидеть». Ей и правда нужно было, чтобы настроение наконец-то поднялось. Нет, Вергер не был дилетантом, следы он замел хорошо. Он обустроил тайник в стене, применил маскирующую смесь, его заначку не то что люди не нашли бы, роботы старого поколения тоже, однако в распоряжении Ирины оказалась новейшая техника, и это все изменило. В доме этого хваленого хирурга и героя обнаружилась станция связи со встроенным кодировщиком и набор автономных мини-дронов класса Морф, способных донести послание далеко за пределы территории Черного города. А значит, Ирина только что нашла того самого шпиона и готова была его казнить. Глава 4. Марку никогда еще не доводилось наблюдать казнь, и он уж точно не ожидал, что первой, которую он увидит, станет его собственная. Страха снова не было, он уже не просто подозревал, он знал, что это ненормально, но какая разница? Его ведь все равно казнят. Дознавательница с этим определенно торопилась, будто опасалась, что Марк снова попытается удрать или найдет другой способ избежать наказания. Или она надеется побыстрее закрыть это дело, чтобы урвать награду. Не факт, что получит, еще и наказать могут, она ведь даже не выяснила, на кого шпионил Марк. Она попыталась спросить об этом, услышала вполне предсказуемый ответ и снисходительно улыбнулась. «Я знала, что ты будешь настаивать на своей невиновности. Все настаивают». «Был бы виновен, сдал бы больших боссов ради сохранения жизни», — пожал плечами Марк. «Интриговать пытаешься? Напрасно. Судя по твоему поведению, ты один из фанатиков, знаю я таких. Ты никого не сдашь, но это и не нужно. Оборудование, которое у тебя нашли, приведет нас к ним». «Не приведет». «Ты так уверен в своих хозяевах?» — удивилась Ирина. «Я уверен в том, что это не настоящее оборудование. Его достали из упаковки только с одной целью — подставить меня. Оно никогда не использовалось и привести может разве что в ловушку». «Если тебе нравится так думать, пожалуйста». Изображать она могла что угодно. Марк видел, что задел ее. Сбил с того пьедестала, на который Ирина сама себя водрузила. Только для него это ничего не изменит. Она просто пойдет по подброшенному следу осторожней, приговор все равно будет приведен в исполнение. Как все-таки ловко действует затаившаяся в поселке мразь. Пожалуй, только злость и способна была прорваться через онемение внутри, но поскольку злость эта была бессильной, Марк не собирался ее подкармливать. Настоящий шпион, кем бы он ни был, натравил на поселок хазаров, приволок прокаженного, разобрался с видеозаписями, безупречно подставил Марка и, скорее всего, убил Костю.
Это действительно классный профессионал, и проблем от него будет еще много. Только для Марка все это через пару часов потеряет значение. Глупо? Несправедливо? Ну да, а кого это волнует, кроме него? Расстрелять его собирались с помощью тех самых офицеров, которые не смогли защитить поселок, и в этом Марк тоже находил определенную иронию. Их операторами должны были стать люди, приехавшие с Ириной. Местным она не доверяла, наверняка опасалась, что они пожалеют Марка в последний момент. Но и зря, кстати. Он никому из них не был другом, и для того, чтобы уберечь себя и своих близких, они бы без сомнений пустили ему заряд в лоб, да еще на трупе попрыгали бы за определенные бонусы. Среди всех, кто населял объект 803, грустить о нем будут немногие, и грусть эта ограничится слезами. Вот как в случае с Веном, стоящим во втором ряду наблюдателей. Рыдает и не стесняется. Остальные просто не радуются, и на том спасибо. Казнь должна была состояться за пределами города, на площадке, обустроенной рядом со сваленными грудой обломками хазаров. Вероятно, дознавательница сочла это символичным или забавным, хотя вряд ли у нее есть чувство юмора. В назначенное время Марк покинул камеру, прошел по улицам, не пытаясь ни вырваться, ни просить о пощаде. Он умел просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, знал, что только унизится напрасно. Нет уж, лучше молча дотерпеть до конца. Недолго осталось. Может сказать о том, что Костя был убит? Нет, бессмысленно. Большинству будет все равно. Это заставит действовать только Нелю. А что она может? Только погибнет зря. Марк видел, что его спокойствие смущает толпу, играет против него. Многим наверняка кажется, что он виноват, раз не возмущается и не плачет. А некоторые растеряны настолько, что не могут этого скрыть. Они подозревают, если он невозмутим, он не верит в собственную смерть. Он знает, что его спасут. Или это и вовсе одна большая постановка, испытание со стороны черного города. Проходит объект 803 такое испытание или нет, как определить? При мысли о том, что он оставит в памяти себе не сожаление, а паранойю, Марк не выдержал, усмехнулся. Но как же мало дали жизни, слишком мало. Он подошел к груди металла, которую теперь представляли собой хазары без страха и сомнений. Он видел, что многие жители поселка шарахаются от неподвижных роботов. Ночь нападения они вряд ли забудут. Но какой смысл бояться тому, на кого наставлены орудия прекрасно работающих офицеров? Надо же, сколько приволокли. Марк поморщился, осознав, если столько зарядов попадет в него одновременно, его просто разорвет на части, ни о каком достоинстве смерти тут и говорить не приходится. «Последние слова будут?» — спросила Ирина. «Легко. Вы понятия не имеете, что творите». «Звучит почти религиозно», — съязвила дознавательница. Марк и глазом не моргнул. «В классической религии мученик просил бы для вас милости. Я же считаю, вы идиоты и сами в этом виноваты». «Достаточно!» — вспыхнула она. «Начинайте!» Система подчинилась мгновенно. Воздух, заполненный пылью, пронизали линии прицелов. Марк слабо представлял, зачем они вообще нужны. С такого расстояния разве что ребенок промахнется. Слепой, безрукий и умственно отсталый. Впрочем, возможно, все это было представлением для людей, которым суждено остаться в живых. Наблюдение за тем, как знакомый им человек превращается в кровавое месиво, заставит их отказаться от мысли о любом предательстве черного города. Обратный отчет вела не дознавательница. Этим занимался компьютер, отображавший цифры на большом экране, обозначающем границу города. 3. Марк подумал о том, что лучше бы, наверное, закрыть глаза, а потом понял, что не хочет. 2. Он смотрел не на собравшихся людей и не на дознавательницу, а на слепящий свет прицелов. Он чувствовал горечь и нечто похожее на любопытство. Страх так и не появился. 1. Они выстрелили без сомнений. Наверняка делали такое не раз. Они его не пощадили, а те, кто звал себя его друзьями, его не спасли. Не смогли просто. Его спас Хазар. Одно из гигантских лезвий, прежде служивших конечностями робота, резко дернулось и в последний миг заслонило Марка с собой.
Заряды отразились от него, разлетелись в разные стороны, часть ушла в песок, часть попала в стрелявших офицеров, серьезно повреждая их. Люди не пострадали, но мгновенно пришли в ужас. Еще бы, им-то казалось, что механические монстры, уже отнявшие столько жизней, уничтожены, и вдруг то, что было руинами, изменило ход событий. Жители поселка боялись. Ирина, пусть и напуганная, готовила своих людей к битве. Марк понятия не имел, что делать. Хаос готовился распространиться, пока откуда-то со стороны не прозвучал насмешливый женский голос. «Успокойтесь, у нас тут не предвидится восстание машин из мертвых. Это всего лишь я». На ту, кто говорил, посмотрели все. Сначала с возмущением, которое очень быстро сменилось неверием и благоговейным ужасом. Хотя та женщина не выглядела страшной ни на первый взгляд, ни на второй. Высокая, но не слишком, тонкая, затянутая в странного вида длинное черное платье с накинутым поверх него плащом с капюшоном. По ткани то и дело пролетали зеленые искры, похожие на вспышки молний, но Марк никак не мог понять, что это, иллюзия или какая-то технология. На тот факт, что она далеко не обычный человек, указывало даже не это, а то, что женщина балансировала на самом острие одного из лезвий, расположенном метрах в 10 над землей. И делала это без видимых усилий. Марк не знал, кто она такая, но догадался сразу. Предупреждение Вена помогло, да и потом, разве так уж много вариантов? Слухи, которые дошли до родителей Вена, оказались правдой. В объект 803 действительно прислали воплощение черного города. Марк почувствовал, как удивление пробивается даже через привычную пустоту. Он никогда не думал о высших кастах города, ему просто казалось, что они будут хоть чем-то отличаться от людей, а в ее случае отличия, если и были, то незначительные. Силуэт точно человеческий. Из-под капюшона выбиваются пряди слегка вьющихся черных волос. Женщина выглядела безмятежной, будто на прогулку вышла. По лезвиям. Хотя такому как раз удивляться не стоит, она единственная, у кого тут все под контролем. Вряд ли она действительно появилась прямо сейчас, за миг до того, как в Марка выстрелили. Слишком уж удачное совпадение. Нет, куда вероятнее то, что она наблюдала долго, устроила испытание, и большой вопрос для кого, и довольна ли она результатом. Даже если нет, злиться она не собиралась. Женщина просто сделала шаг вперед, будто не заметив, что под ногами у нее ничего нет. Она упала, потому что должна была упасть, и не разбилась. Какое там, она приземлилась точно на ноги, будто с одной ступеньки шагнула на другую, а то, что высота ступеньки 10 метров, так, незначительная погрешность. Женщина небрежно повела рукой, и лезвие, закрывавшее до этого Марка, снова двинулось, возвращаясь на место. Острой необходимости в этом не было, она всего лишь давала понять, кто на самом деле управлял Хазаром. А Марк даже не представлял, что ими можно управлять. В день атаки, когда он искал подходящее оборудование, возле Хазаров не было никаких кодов, никакой зоны доступа, хотя стоило ли удивляться тому, что для воплощения все иначе. Когда женщина двинулась, когда оказалась рядом, люди, до этого замершие, наконец опомнились. Бежать они больше не пытались, они один за другим начали падать на колени. Давно уже Марк такого не видел, с самого детства, пожалуй. Тогда беженцы, только-только пережившие дорогу, ожидавшие распределения, точно так же опускались на колени перед пришедшим за ними мастером контроля. А воплощения повыше в иерархии стоят. Неудивительно, что перед ней склонились и жители поселка, и Эдуард Сурнин, и дознавательница. Не склонился только Марк. Он никому не собирался бросать вызов или делать это своим последним гордым посланием. Он просто подумал, а зачем? Вымолить у нее пощаду он не надеялся, а истинного желания склонять колени не чувствовал. Его приговорили к смерти, так стоит ли беспокоиться о репутации? Поэтому он остался стоять там, где стоял, но когда женщина посмотрела на него, чуть склонил голову в обычном вежливом приветствии. Теперь, когда она оказалась так близко, он смог рассмотреть ее. Выглядела она молодой, младше него так точно, и на редкость ухоженной. Такая привилегия в черном городе доставалась немногим.
Ее кожа выглядела очень светлой, розовато-сливочной, будто солнце, которое сжигало других, давно уже не имело власти над ней. Черты лица тонкие, глаза очень темные, под темными же линиями бровей губы крупные, четко очерченные, не вульгарные из-за почти болезненной бледности. Волосы не слишком длинные, но все равно достающие до плеч даже при легких завитках. Она выглядела такой хрупкой, что непременно должна была разбиться при шаге с высоты, но она ведь не разбилась. Марк смотрел ей в глаза, пытаясь понять, как она относится к нему, но быстро отчаялся. Он и обычных-то людей редко понимал, а тут на что надеяться. Зато с пониманием Ирины проблем не возникло. Она бросила полный ненависти взгляд на Марка, потом изобразила угодливую улыбку для воплощения. «Простите, его сейчас поставят на место. Одну секунду». «Зачем?» — удивилась женщина. «Это никогда не было обязательно. Скорее, традиция, которая получила неоправданно широкое распространение». Люди, которым, возможно, казалось, что воплощения не должны говорить, им полагается зловеще рычать и тут же требовать жертву, изумленно переглядывались между собой. Некоторые даже начали робко подниматься, но тут неожиданно гостья добавила. «Хотя многое зависит от того, на кого вы нарветесь и в каком он настроении. Даже я некоторым колени бывало ломала, но мне просто нужен был повод». Те, кто начал вставать, бухнулись обратно на песок. Женщина щелкнула пальцами, и наручники, до этого сковывавшие запястья Марка, списком свалились с него. Смотрелось и правда эффектно, но он давно уже отметил, что это не простые металлические браслеты, это оборудование, которое можно контролировать через центральный компьютер. А если так, у наручников есть код-ключ, который и применила женщина. «Спасибо», — сказал Марк, разминая стертые до крови запястья. Проклятый песок, попадая под металл, не жалел никого. Его отмена казни вполне устраивала. Дознавательницу нет. Настолько, что она даже подскочила на ноги от возмущения. «Но, великая жрица, послушайте!» «Жрица, значит». Марку уже доводилось слышать о том, что у воплощений особые имена. Не их собственные, а присвоенные им черным городом. Он раньше не задумывался о том, что это значит. «Да, я уже поняла, что вас очень тянет его убить», — отмахнулась жрица. «А за что?» «Я вам все объясню. Этот человек — предатель. Доказательства сразу. Не люблю долгие истории». «Это все есть в моем отчете. Я уже отправила», — смутилась Ирина. «В его доме нашли неоспоримые улики». «Ох уж мне этот язык отчетов. Как ни странно, я знаю, что ты написала. Тебя не смутило, что вам эти улики в лицо бросили? Разве что не растерли. Они были надежно спрятаны». «Надежно?» — удивленно переспросила жрица, а потом рассмеялась неправдоподобно мелодичным для такого создания смехом. «Да, конечно. Сучонок, которого мы ищем, и правда умеет прятать надежно. Себя и свое оборудование. Не умел бы, мы бы его давно отыскали. Ну а то, что можно найти за 5 минут, надежно спрятанным не считается. В общем, Вергер пока свободен, но на этот раз из поселка сбегать не рекомендую. Я восприму это как личное». «Я и в прошлый раз не сбегал», — пожал плечами Марк. «Это мы обсудим позже, пока погуляй». Она и вправду отпускала его. Без каких-либо меток, без сопровождающих. Вряд ли Ирину это устраивало, но дознавательница затаилась. Видимо, она тоже считала прибытие воплощения слухами, в которые не верила до последнего. Теперь ей предстояло справляться с последствиями, которые ей совсем не нравились. Марк не собирался задерживаться, чтобы понаблюдать, что же будет дальше. Собственное спасение он воспринял через призму пустоты, которая, с одной стороны, чуть глушила радость, а с другой позволяла сразу перейти к действиям. Он ведь перед казнью думал о том, что сделал бы, если бы не подстава. Теперь препятствие исчезло, можно было вернуться к прежним целям. Неля Григорьева не пришла на его казнь, и это по-своему радовало. Правда, и многие другие приходить не хотели, но этого потребовала дознавательница. У нее такое представление о дисциплине, а принуждать к чему-то беременную вдову не стала даже она. Неля по-прежнему оставалась в своем доме. Насколько было известно Марку, после возвращения из эвакуации она выходила только если этого требовали обстоятельства.
В иное же время она забивалась внутрь, закрывалась, будто ждала, что муж вернется. Вот и теперь, когда Марк постучал, она открыла очень быстро, обрадованная, окрыленная, и тут же сникла, сообразив, кто стоит на пороге. Скорее всего, Нелю пожалели, не стали вызывать на опознание тело. В случае Кости не было острой необходимости. Теперь Марк подозревал, что этой жалостью сделали только хуже. Неля знала, что ее муж мертв. Она просто не чувствовала этого. «Я могу войти?» — тихо спросил Марк. «Мне сказали, что тебя убьют». В иное время он пошутил бы о том, что мертвецы порой возвращаются без предупреждения, но дом Григорьевых — последнее место, где стоит болтать о таком. Неля посторонилась, позволяя ему войти. Дом почти не изменился за минувшие дни, и вместе с тем изменился до неузнаваемости. Это Марк в свое время принял чужое жилище и не озадачивался переделкой под себя, а уборку доверял дронам, которые справлялись именно так, как и следовало ожидать от машин, собранных из ненужных запчастей. Григорьевы сразу же решили сделать из этого места семейное гнездо. Неля вычистила тут все, выкинула совсем уж разбитое, где-то была новую мебель, в одной из больших ваз даже стояли цветы с далеких полей, правда, уже засохшие. Костя занялся ремонтом, некоторые стены были очищены, на рабочем столике так и остались инструменты. Но это был замерший момент, которому не суждено продолжиться. На всем, что видел перед собой Марк, уже оседал слой мелкой белесой пыли. За день такое не происходит. Похоже, Неля утратила интерес к дому сразу после гибели мужа. Она еще жила здесь, что-то делала, но вряд ли осознавала это. Она будто повторяла привычные движения, потому что ничего иного ей не осталось. При этом она, тонкая и бледная, словно тень, не задумывалась о том, что в новой реальности и рутина нужна другая. Многие люди знают, что сказать в таких ситуациях. Марк понятия не имел. Он понимал, что Неля проживает горе, и знал, что сам сожалеет о потере друга, но это были два совершенно разных источника боли, не способные перекрыть друг друга. «Тебе нужна какая-нибудь помощь?» — спросил он, когда Неля закончила короткий рассказ о последнем дне с мужем. «Сейчас нет. Не знаю, как все будет, когда родится ребенок. Надеюсь, лучше. И надеюсь, что справлюсь». «Справишься. Понадобится больше эмоций, обращайся к Вену. У него на 10 хватит». «Да уж, он фонтанирует», — слабо улыбнулась Неля. «А к тебе, значит, не обращаться?» Хотелось поддержать ее, и полагалось поддержать ее, но Марк чувствовал, что не готов врать. Не в доме мертвого друга, не его вдове. «Ко мне, если нужна будет сила, или деньги, или медицинская помощь, с эмоциями у меня не очень». «Да, я знаю. Спасибо и на том». «Я могу осмотреть его вещи?» «Можешь хоть забрать их». Неля махнула рукой в неопределенном направлении. «Иногда я думаю, что от них только хуже». Забирать Марк ничего не собирался. Хорошими вещами в объектах не разбрасываются, а вот осмотреть хотел. Он надеялся найти хоть какие-то указания на то, за что убили Костю. Уже очевидно, что это не совпадение, его специально выманили, воспользовавшись тревогой. Можно попытаться отследить, кто послал ему вызов в тот день, однако опыт с системой видеонаблюдения подсказывал, этот человек умеет заметать следы. Но вдруг он просмотрел какое-нибудь послание, которое будет понятно лишь людям, хорошо знавшим Костю. Нелли и правда не тронула ни одной вещи, и казалось, что Костя все еще здесь. Так ведь не бывает, когда человек умер, разве нет? Как будто вещи должны исчезнуть вместе с ним, чтобы привнести в мир хоть какую-нибудь гармонию, но если они не исчезают, они продолжают существовать, потеряв всякий смысл, превращаясь в укор для живых. Марк отмечал все это, осматривая одежду, предметы на полках, карты с файлами. Судя по слою пыли, никто не приходил сюда много дней, не забирал ничего из брошенных вещей, и подсказка может быть. А ее не было. Если Костя и работал над чем-то, он оставил все указания в участке. Там уже провели обновление, но даже если он что-то приносил в дом... Марк вспомнил, как умело подставили его.
Улики в стену встроили. Разве человек, сделавший это, не сможет правильно наслоить пыль там, где он что-то забрал? Нет, он оборвал все нити вместе с жизнью Кости. Он ушел, ничего не добившись, а Неля как будто и не заметила этого. Она замерла в кресле, забралась туда с ногами, сжалась. Кажется, плакала. Найти правильные слова хотелось даже больше, чем обычно, но их по-прежнему не существовало. Когда он покинул дом Григорьевых, солнце уже клонилось к закату. Лучи стали тяжелыми, темно-рыжими, они застревали в рассеянные воздухе пыли, как в болоте. Болот Марк не видел со времен дороги, но помнил их очень хорошо. Из-за этого казалось, что поселок залит расплавленным золотом, которое неспешно растекается по улицам и тоже приносит смерть, но уже прекрасную. Закатное солнце слепило, не давало толком осмотреться по сторонам, да Марк и не считал, что это нужно. Жизнь в объекте 803 шла своим чередом, не было ни единой причины для опасений. Он спокойно добрался до своего дома, вошел ослепленным из-за контраста сияния снаружи и полумрака внутри. Из-за этого и гостью он обнаружил не сразу. В доме, который ему достался, на первом этаже была открытая планировка. Видно, большой семье, которая жила здесь раньше, так оказалось удобней. Сразу из прихожей легко просматривалась и кухня, и лестница, и гостиная. Но если кухня и лестница были пустыми, такими как надо, то в гостиной постороннее присутствие становилось заметным мгновенно. Жрица не собиралась таиться от него, с чего бы? Это его дом, но ее поселок, раз уж она воплощение черного города. Она предпочла кресло, стоящее у дальней стены напротив входной двери. Жрица не выглядела ни настороженной, ни враждебной, скорее наоборот. Она устроилась поудобней, закинула ногу за ногу, сложила руки перед собой и мерно постукивала пальцами друг от друга, будто отбивая одной ей слышимую мелодию. Когда Марк вошел, она улыбнулась ему, и это была красивая улыбка, но красивая скорее как произведение искусства. Ничего теплого и уж тем более веселого в ней не было. В полумраке глаза жрицы казались черными, однако один будто мерцал едва уловимыми искрами. Впрочем, Марк не был уверен, что это не отражение света, долетающего с улицы. Он шагнул в гостиную, но остановился у входа, не зная, что делать. Страха он не чувствовал, однако и нарываться на конфликт, который ему даром не нужен, было бы глупо. Жрица помогла ему, вольно или невольно, она заговорила первой. «Седлиц настаивает на том, что ты преступник и должен быть убит. У нее такая смешная фамилия. Честное слово, это будет одним из аргументов, чтобы не отрывать ей голову». «А есть аргументы, чтобы оторвать ей голову?» — спросил Марк. «Она выполняет свою работу. Пытается. Люди, которые пытаются, никому не интересны. Ну, кроме разве что своих мамочек», — пожала плечами жрица. «Интересны те, кто делает. Ты способен или не способен, вот и все критерии. Ты преступник?» «Виновен только в краже аэроцикла, но его вернут». «Не вернут. Я просмотрела дело пацана, которому он принадлежит. Там все по классике. Мечты о повстанцах и гордом сопротивлении деспотичному черному городу. Рано ему еще такие игрушки заводить». «Потеря не добавит ему любви к черному городу». «А кому нужна его любовь? Нужно, чтобы он задумался и сделал выводы». Она казалась милой, но милой не была. Ей даже не нужно было говорить, какая судьба ждет Дениса Сурнина, если выводы, которые он сделает, окажутся неверными. И так понятно. Обсуждать потенциальную судьбу сына влиятельных родителей Марк не собирался. Его куда больше интересовала собственная. «Вы не позволили Ирине убить меня». «Прошу, зови ее Цедлиц. Это ей больше подходит». «Как бы она ни называлась, я жив. Означает ли это, что оправдан?» «По большей части, да». «Но почему?» — не выдержал Марк. «Тебе жить надоело, что ли?» «Нет, но...» «У всего должна быть причина». Жрица посмотрела на него странно, многозначительно как-то, будто он сказал нечто по-настоящему важное, но говорить с ним она продолжила все так же беззаботно. «Ну, вообще, я планировала прийти сюда и провести личный допрос. Чужим записям я не очень-то доверяю, но я всегда действую по ситуации.
И оказалось, что в твоем случае уместней не допрос, а фокус». «Фокус?» — растерялся Марк. «Какой еще фокус?» «О, сейчас покажу». Она поднялась на ноги с заметным оживлением, будто и правда очень надеялась его впечатлить. Марк понятия не имел, зачем она ведет эту игру. Вряд ли ради него. Он вроде как недостаточно важен. Может, у нее другие цели, а может, это забавляет ее саму. Сейчас важнее было не отношение жрицы к происходящему, а то, что она делала. Шагнув в сторону от кресла, она громко хлопнула в ладоши, и с ее пальцев сорвались десятки крупных ярко-рыжих, совсем как лучи заката, искр, разлетевшихся во все стороны. Это было не просто шоу. Искры, падая на сухой деревянный пол и груды мусора, созданного многолетним запустением, начинали тлеть. Первые секунды Марку показалось, что жрица собирается его попросту сжечь, потому что такая смерть в ее мире куда забавнее, чем быстрый расстрел. Но нет. Искры были недостаточно велики для быстрого пламени, да и мусор — это все-таки не топливо для транспорта, мгновенно не полыхнет. Фокус, который устроила жрица, всего лишь наполнял комнату душным дымом, и не более того. Если бы это сделал кто-то другой, Марк бы просто вышвырнул его в окно, но сейчас так нельзя. И не только потому, что жрицу выкинуть не получится. Что бы она там ни изображала, он все равно ни на миг не усомнился. Она не станет размениваться на бессмысленные действия. Она сотворила ровно то, что хотела. Она сотворила дым, и за дымом теперь нужно было следить. Марк уже не обращал внимания на затухающие искры, знал, что от них больших проблем не будет. Он наблюдал лишь за тонкими лианами дыма, поднимающимися к потолку. Ответы он получил быстрее, чем надеялся. Дым делал видимым то, что изначально очень легко было не заметить. Например, вездесущую пыль, поднятую движением 2 человек, или тонкие нити паутины, растянувшиеся под потолком, или гигантского инсектоида, который и сплел эту паутину. Существо притаилось не прямо над Марком, иначе оно уже напало бы. Оно держалось в углу, ближе к окну, ожидая, когда жертва окажется на расстоянии прыжка. Инсектоиды всегда так нападают, они ведь не такие редкие гости, как те же прокаженные, они ползают везде, и их очень легко изучить. Везде на территории Черного города, но не в домах и даже не в поселках, потому что это крупные хищные твари, которые очень легко убивают, и на оборону от них давно уже брошено немало средств. Какого-нибудь мелкого инсектоида система еще могла упустить, но тот, что притаился в доме Марка, был совсем не мелким. Как и большинство представителей этой группы, он напоминал противоестественную смесь нескольких видов сразу. Туловище и ноги от паука, и благодаря размаху этих ног инсектоид мог сравниться размером с рослым мужчиной. Тело крупное, хитиновое, отлично защищенное со всех сторон, а голова даже больше тела и напоминает череп какого-то животного, вроде лошади или оленя, туго обтянутый тонкой темной кожей. В одной глазнице тускло мерцает фасеточный глаз насекомого, наблюдающий за Марком. Во второй крутится без остановки глаз зверя с различимой радужкой и зрачком, мечется из стороны в сторону, но, похоже, ничего не видит. Паутина, сотканная этим существом, не была создана для охоты. Она не опускалась вниз. Она раскинулась единым полотном под потолком. Она упрощала инсектоиду перемещение на случай, если ему потребуется от выжидания перейти к нападению. Он был здесь несколько часов, но вряд ли несколько дней. Он убил бы Марка при первой возможности, значит, и его сюда доставили так, чтобы никто об этом не знал. Жрица будто мысли его прочитала. Она расслабленно плюхнулась в кресло и объявила: «Похоже, кто-то все еще не оставил надежду тебя убить. Ну, удачи тебе!» Она не собиралась ему помочь. Она считала, что сделала достаточно. Да и самому Марку она не оставила выбора. Инсектоид, спровоцированный дымом, больше не мог выжидать. Он решился напасть. Марк уже сталкивался с инсектоидами прежде, даже убивал их, если никто больше не мог, но это не означало, что они не несли для него угрозы. Инсектоиды считались единым видом очень условно.
Каждый из них оставался уникален, потому что каждый стал продуктом индивидуальной мутации. Они появились давно, чуть ли не после первых перезагрузок. Марк не вдавался в подробности, не знал, специально их вывели или они стали очередной ошибкой программы. Ему было искренне плевать на биографию того, кто пытается его убить. Его больше интересовал финал, а не старт пути такого существа. Инсектоид двигался странно. Марк примерно знал, чего от него ожидать, но реальность все равно превзошла любые догадки. Существо не бегало по собственной паутине, оно скользило по ней так, будто ноги его были смазаны чем-то. Марк понимал, что они должны двигаться, но движение это разглядеть не получалось. Существо примирялось к нему, стремилось оказаться прямо над ним и почему-то совершенно игнорировало жрицу, будто и вовсе ее не видела. Поэтому жрица могла позволить себе наблюдение со стороны. Лишь одна жизнь была в опасности. Хотелось сбежать, но бежать было некуда. Марк слишком хорошо понимал, иллюзия того, что если выбраться из-под паутины, все закончится ловушка. Инсектоид уже выбрал его жертвой, он не отступит. Он рванется вперед в миг, когда Марк попытается выйти из зоны видимости, а драться с ним без оружия — почти самоубийство. У этого выродка бронированное тело, крепкие челюсти и сила, о которой человеку не приходится и мечтать. Нет, если Марку и предстояло сегодня выжить, то только с помощью Кости. Потому что именно Кости когда-то принес в его дом оружие. Небольшой, казавшийся откровенно устаревшим пистолет. «Списанный», — пояснил полицейский. «Сделай тайник под окном, спрячь туда». «Почему под окном?» — поинтересовался Марк, разглядывая оружие. «Потому что опасность не появится у тебя в доме», — вежливо постучав. «Она придет снаружи». Та опасность, которая доберется до центра города, миновав офицеров, вряд ли обратит внимание на эту пуколку. «Каждый нынче эксперт», — закатил глаза Костя. «В этой пуколке разрывные патроны, которые очень сложно не заметить». «А должны быть?» «Не должны, но есть». И вот ведь как сложилось. Костя был неправ в том, что угроза всегда появляется снаружи, но это меркло по сравнению с тем, что только он и дал Марку шанс на выживание. Вдох, выдох, и надо решаться. Марк сделал вид, что отступает к двери, а потом побежал к окну. Какое там расстояние в этой гостиной? Можно за секунду преодолеть, но иногда недостаточно и секунды. Инсектоид доказал это, обрушившись грандиозной тушей на человека. Марк только и успел что развернуться, сделать так, чтобы хищник повалил его на спину, а не на живот. Если бы инсектоид оказался у него на спине, все было бы кончено, а так Марк получил отсрочку, но не победу. Он не был слабым, давно уже не был, с тех пор, как повзрослел. Он подозревал, что по уровню подготовки превосходит многих полицейских, но даже его сил едва хватало, чтобы сдерживать грандиозные челюсти инсектоида, щелкающие у самого его лица. Пока они играли в ничью, хищник не мог убить, Марк не мог освободиться. Однако, если бы все осталось так, как сейчас, победил бы наверняка мутант, потому что он не знал усталости. Так что не было смысла играть по его правилам. Марк понемногу, но чуть-чуть подползал к окну, возле которого его и нагнал хищник. И когда он, наконец, увидел пистолет, закрепленный под подоконником, он рискнул всем сразу. И рукой, и жизнью. Он понимал, что попытка будет всего одна, и использовал ее по полной. Он больше не сдерживал инсектоида, он просто уклонился, схватил пистолет и направил прямо в распахнутую пасть. Одно промедление, одно неудачное движение, и все было бы кончено. Однако у Марка все-таки получилось сделать все как надо. Прогремел выстрел, и патроны действительно оказались разрывными. Инсектоид как будто исчез. Вот он был, вот нет его. А Марк и все вокруг покрыты плотным слоем бурой крови и мутно-серой слизи, перемежающимися с осколками хитина. Грязь покрыла все, кроме жрицы. До нее почему-то не долетело ни капли, хотя она вроде как оставалась в кресле и должна была попасть под поток ошметков. Марк вообще о ней позабыл в этот миг. Он просто замер на полу, пытаясь отдышаться и не веря, что на этот раз победил без единой царапины. А жрицу он вспомнил, когда она подошла ближе. Он ожидал, что она остановится рядом, но это, видимо, показалось ей слишком простым и банальным. Она перешагнула через него одной ногой, так и замерла.
Ноги в сапогах с поразительно нефункциональным высоким каблуком по обе стороны его тела. Но на этом ее демонстрация закончилась. Жрица подала ему руку, и когда он принял помощь, резким и слишком сильным для женщины ее телосложения рывком поставила на ноги. «Очень и очень неплохо», — оценила она. «Награда. Можешь обращаться ко мне на «ты». У меня на тебя большие планы». Не могу сказать, что польщен этим. Рано еще. Планы имеют свойство срываться. Прямо сейчас для тебя есть вполне выполнимое поручение. Устроишь мне экскурсию по вашему объекту». Марк бросил быстрый взгляд на окно, за которым золото заката сменилось ночью, светлой из-за патрульных фонарей. «Сейчас комендантский час». «Да». «И я покрыт кишками мутанта». Ага. До него наконец дошло, что он обозначает факты, которые, в общем-то, очевидны и вряд ли что-то значат для воплощения. Поэтому Марк лишь стряхнул с волос крупный осколок черепа инсектоида и тяжело вздохнул. «Я не очень хороший рассказчик, но придется довольствоваться тем, что есть». Этой ночью взошла полная луна. Яркая, близкая, молочно-белая, не теряющаяся даже в сиянии прожекторов, заполнявших объект. Луна сама по себе ничего не значила, и все равно Гекате нравилось на нее смотреть. При желании можно было провести анализ и выделить причины собственной реакции, от эстетики до суеверий, но она не хотела, потому что результаты анализа не принесли бы пользы, иногда куда приятнее наслаждаться моментом. Да и потом, объект для анализа у нее и так был. В этом случае практическая польза как раз намечалась существенная. И Геката готова была заняться им поплотнее, но не прямо сейчас. Пребывание в душной гостиной, заполненной дымом, а потом еще и провонявшей кровью инсектоида, утомило ее. Теперь она наслаждалась прогулкой. Ночь в этих местах была куда приятнее дня, потому что обжигающая жара наконец-то сменялась расслабляющим теплом. Жара и холод не могли навредить Гекате, давно уже не могли, но способность находить удовольствие в мелочах она не потеряла. Теплыми ночами захотели бы воспользоваться многие, если бы такое было позволено. Однако подобные забавы и раньше-то были в объекте 803 под запретом, а уж теперь, после атаки хазаров, и подавно. Но кто бы рискнул стать на пути у воплощения черного города? Геката наслаждалась своей ролью сполна. Ну а ее спутник был защищен уже тем, что она обратила на него внимание. Даже иронично то, что это потешное создание, Седлиц, так хотела его убить, что решилась на спор со жрицей. Ну, как спор? То, что Седлиц высказала мнение, отличающееся от мнения воплощения, можно было считать самым буйным протестом, который она позволит себе за всю жизнь. «Он может быть опасен, очень опасен», — запинаясь, доказывала она. Шпионское оборудование не его. Нарушение распоряжений он обосновал. К смерти медсестры отношения не имеет, со скучающим видом сообщила Геката. С хазарами по понятным причинам не договаривался. Что-нибудь еще? Судя по тому, как перекосила Цедлиц, причины, по которым Марк Вергер не мог договориться с хазарами, хотя кто-то явно договорился, были ей не так понятны. Но расспрашивать о них она побоялась. Решила, что ее могут обвинить в некомпетентности. Она сделала ставку на другое. «С ним что-то не так, великая жрица. Я знаю, что это звучит жалко, как нечто личное, просто я чувствую это». «Не зря. С ним действительно что-то не так». «Что? В смысле, вы знаете это, но позволяете ему жить?» «Ну да», — кивнула Геката. «То, что с ним не так, не делает его угрозой черному городу. Это делает его интересным. Все, иди, я устала быть доброй». Седлиц не осмелилась испытывать судьбу, она просто удрала. Будь она чуть глупее, ее и правда стоило бы убрать из черного города. Однако то, что она сочла Вергера подозрительным, было, как ни странно, не недостатком, а преимуществом. Инстинкты у дознавательницы неплохие, она просто не разобралась с ними, да и вряд ли уже разберется. Геката решила, что рекомендует оставить ее на должности младшего специалиста, но с запретом на повышение. Марк Вергер и правда ненормален, но с преступлениями, произошедшими в объекте, это не связано. Седлиц попросту не сумела осознать, что он социопат.
Геката бросила быстрый взгляд на мужчину, идущего рядом с ней, и усмехнулась. Кровь инсектоида на нем уже почти засохла, выглядел он жутко. Даже патрульные то и дело шарахались от него, но он не обращал на это внимания. Причем совершенно искренне. Ему не требовались для этого особые усилия, и то, что сама жрица идет рядом с ним и молчит, на него не давило. Если изначально Геката и сомневалась в своих выводах, то теперь утвердилась окончательно. Все знания, что у нее были, остались еще с давних времен, до первой перезагрузки. Дальше эту тему толком и не изучали, но Гекате хватало того, что есть. Неверно предполагать, что все социопаты — преступники, и уж тем более убийцы. Превращение в преступника требует определенных действий. Социопатия, как таковая, просто психическое расстройство. С учетом судьбы, которая постигла мать Вергера, он к подобному генетически склонен, и все же он не унаследовал именно недуг Алисы Вергер, у него что-то другое. Его мать была буйной, а он как раз способен на весьма ограниченный спектр эмоций. Социопаты не теряют интеллект, напротив. Им зачастую достаются выдающиеся умственные способности. А вот чего они толком не умеют, так это строить связи с другими людьми, потому как эмпатия почти нулевая. Некоторые и эмоции испытывают только в экстремальных и извращенных обстоятельствах, да и то очень скромное количество, только самые простые. Но у Марка Вергера не настолько запущенный случай. Геката уже видела, что в детстве он и вовсе проявлял умеренно активную эмоциональность. Он действительно заботился о матери, он завел друзей. Теперь же его болезнь прогрессировала, и можно считать, что в 35 лет она достигла финальной стадии. Меньше он чувствовать уже не будет, больше вряд ли. При нынешнем раскладе он представляет собой очень редкого зверя. Этим он и заинтриговал Гекату. Он не лишен эмоций окончательно, иначе он не был бы расстроен смертью друга. Да и от друзей бы давно избавился. При этом он или почти не боится, или подавляет страх даже в ситуациях, которые угрожают его жизни, и, вероятнее всего, он намного умнее, чем показали тесты. Все это лишь обстоятельства. Геката еще не придумала, что делать с ним дальше. Она не сомневалась лишь в одном — он не шпион, которого они ищут. У социопатов нет потребности ни в богатстве, ни в престиже, ни в славе, которые могли наобещать шпиону, и он достаточно умен, чтобы понять, риск не стоит награды, которую ему посулили непонятно когда. Он бы не пошел на такую сделку. А Цедлиц на нем зациклилась, потому что он напугал тетку немигающим взглядом и монотонной, как у компьютера, речью. Пока Геката размышляла об этом, они дошли до границы поселка и оказались перед первым из тоннелей. Эти защищенные пути были выполнены из темного стекла, в ночное время подсвеченного мелкими лампочками. Даже сейчас можно было почувствовать впечатляющий жар, прилетающий с той стороны, куда вели тоннели. Геката даже не представляла, как воздух прогревается днем, когда солнечная ферма работает в полную силу. Интересно, способен ли человек выжить вне тоннелей? И если способен, то сколько? Перед входом Марк наконец подал голос. «Туда лучше идти днем. Видно больше». «Жара уменьшает удовольствие», — заметила Геката. «Хорошо, кстати, что не спросил, мы что, идем туда?» «Не вижу смысла спрашивать об очевидном. Мой пропуск не сработает. Мне в тоннеле нельзя». Ворота открылись перед ними до того, как он закончил говорить. Хотелось рассмеяться, но Геката напомнила себе, что Марк всю жизнь прожил с базовым нейромодулем, да и в объектах по-другому не бывает. Он не смутился, когда ворота открыла она, он даже первым шагнул в тоннель с видом человека, который имеет полное право здесь находиться. Это было для Гекаты намного важнее. Она помнила, что при свете солнца защитное стекло переливается рубиново-красным, а вот ночью, под сиянием луны, оно почему-то становилось зеленым, хотя Геката ожидала черного цвета. Она и сама не бралась сказать, почему. Первое время рядом с ними была лишь безжизненная каменистая равнина, давным-давно выжженная солнцем. Чуть поодаль, на самом горизонте, просматривался холм причудливой формы. Насколько помнила Геката, это остатки спутника, рухнувшего еще после первой перезагрузки,
Но если не знаешь об этом, догадаться сложно. По сторонам можно было оглядываться только в буферной зоне, которая спасала поселок, обслуживающий солнечную ферму от смертоносного жара, создаваемого панелями днем. Когда же становились видны сами панели, все остальное теряло значение. Они быстро приковывали внимание. Геката знала, что на заре этой технологии солнечные панели были маленькими и по большей части бестолковыми. Они собирали мало энергии, толком ее не накапливали, их производство и утилизация оказались затратными. В общем, баловство по сравнению с полноценными источниками энергии. Но потом многое изменилось. Именно усовершенствованные солнечные панели смогли сделать полезными безжизненные пустоши, растянувшиеся на десятки, а то и сотни километров. И, конечно, они уже не представляли собой невзрачные черные плитки. Они стали гигантами, бескрайние прямоугольные поля на внушительных подвижных опорах. Они поднимались над землей метров на 10, а то и больше, и казалось, что это как раз спасет от жара, обеспечив блаженную тень. И тень была, однако ее не хватало. Сами панели раскалялись слишком сильно. Гекате доводилось видеть, как птицы, подлетевшие опрометчиво близко к солнечным фермам, сгорали до того, как успевали осознать, что с ними произошло. А вот что случится в таких обстоятельствах с людьми, она действительно не знала. Нужно будет взять у дознавателей какого-нибудь смертника, который реально нарвется, и проверить. Большую часть времени солнечная ферма работала автономно, но иногда требовалось вмешательство людей. Изменить настройки, провести срочный ремонт. В этом случае стеклянные тоннели становились единственным спасением, да и то в сочетании с защитным костюмом. Ну а если солнечная ферма раскалялась настолько сильно, что датчики били тревогу, из черного города присылали птицу, и птица дарила дождь. Геката знала обо всем этом в теории, но видела впервые. Так уж вышло, что другие фермы обороняла не она. За панелями она прежде наблюдала издалека. Зрелище и правда оказалось впечатляющее, лучше, чем она думала. Гигантские зонтики, теперь закрывавшие от нее звезды, были больше и величественнее небоскребов, сохранившихся с былых времен. Солнечная ферма была смертоносным местом и одновременно прекрасным. Как, впрочем, и очень многое в новом мире. «Экскурсия получилась не очень», — заметил Марк. «Мне нечего рассказать тебе». «Якобы не умеешь?» «Уверен, что у тебя есть доступ к гораздо большему пласту информации, чем открыт мне. Так зачем я здесь на самом деле?» «Иногда нужно слушать, как человек говорит, иногда, как он молчит, и молчит долго», — рассудила Геката, наблюдая, как луна медленно, еле уловимо движется к горизонту. «Тебе дали привилегию вольного обращения ко мне, ты не стал ею злоупотреблять. О воплощениях знают очень мало, наверняка почти ничего, однако ты не попытался меня расспрашивать». «Я не любопытен». «Ты-то? Ты чертовски любопытен. В твоем случае недостаток чувств компенсируется голодом ума. Но ты не знал, какую цену я запрошу за ответы и будет ли от них толк, и ты промолчал». «Означает ли это, что я прошел испытание?» — покосился на нее Марк. «Эту часть — да. Можно переходить к следующему этапу». «А на нем что?» Прежде чем ответить, Геката потянулась, чувствуя, как приятное напряжение в мышцах сменяется расслаблением. Теперь, когда она стояла вплотную к Марку, было совсем уж очевидно, насколько он выше, крупнее, сильнее. Ее это забавляло. «На следующем этапе наш с тобой поединок», — объявила жрица. «Возможно, пока один из нас не умрет. Ну разве не здорово?» Глава 5. Все, кто хоть раз сталкивался с воплощением Черного города, пытались разгадать, что они представляют собой на самом деле. И тут Марк не стал исключением. Но если остальные делали это из-за страха или желания занять место повыше, сумев удачно польстить небожителям, то для него это с самого начала было вопросом выживания. Он не поверил, что его помилуют и пощадят, он ждал подвоха и пытался приготовиться. То, что жрица казалась самым обычным человеком, да еще и дружелюбным, вызывало скорее настороженность.
Ирония в том, что ее власть и сила никогда не стояли под вопросом. Большинство людей, получив такое могущество, вели бы себя иначе. Кто-то проникся бы лицемерием, кто-то пресытился бы, перешел на холод и безразличие. Но представить, что воплощение окажется всем подружкой? Да, конечно. Жрица изучала его точно так же, как он изучал ее, и она пока преуспевала. Марк не разобрался фактически ни в чем. Она же сделала какие-то выводы и решила, что его нужно убить. Иначе рассматривать ее вызов на дуэль не получалось. Так что и ответ Марка был предсказуемым. «Ни в коем случае». Это был не вопрос. Все так же жизнерадостно прощебетала жрица, но глаза ее при этом оставались холодными, как у придорожной серой гадюки. «Да, меня поставили перед фактом. Я сейчас делаю то же самое. Хочешь убить — убей, этому я не помешаю. А устраивать из своей смерти развлечения не буду». «Есть то, что хуже, чем смерть». «Есть», — согласился Марк. «Но если я пройду через любого рода пытки, драться я все равно не смогу. Хотя ты, думаю, даже не заметишь разницу». «Ты настолько низкого мнения о себе?» «Абсолютно адекватного. У меня стоит базовый нейромодуль, и я прошел обучение только на оператора-хирурга. Я не смог бы победить даже оператора полицейского, а тех, кто выше, вообще не говорю. Я не прыгаю в пропасть по той же причине. Я не считаю, что недостаточно хорош для полетов. Просто мне нечем летать». «Ты убил стаю хазаров». «Я до сих пор не могу сказать, как это сделал». «Тебе и не нужно болтать о таком», — пожала плечами жрица. «Достаточно знать, что в тебе есть необходимая сила. И ладно, я пошутила насчет дуэли насмерть. Понятно, кто из нас умрет. Давай немножко подкорректируем правила в твою сторону». Марк сильно сомневался, что это была шутка, однако решил не наглеть. Он лишь уточнил. «Что же обеспечит мне шанс на жизнь?» «Тебе не обязательно будет меня убить. Достаточно свалить с ног, сделать так, чтобы я потеряла сознание, или пустить мне кровь до того, как я выбью из тебя дурь. Чтобы еще больше тебя воодушевить, торжественно обещаю, я не буду использовать вспомогательные машины. Я планирую довольствоваться лишь своим бренным телом. Так лучше?» Марку все равно не хотелось этого делать, но он знал, других уступок не будет. Она и правда только что дала ему шанс. Ничтожный и все же превосходящий казнь через пытки. «Лучше, но драться здесь нежелательно». «Я тебе больше скажу, не здесь и не сейчас», — рассмеялась жрица. «У меня тоже есть понимание справедливости. Я помню, что у тебя тут накануне и расстрел сорвался, и кулачный бой с насекомым был. Тебе реально нужно отдохнуть. Давай договоримся. Завтра, в полдень, на площади. Это звучит рыцарски и ковбойски одновременно. Ты не находишь?» «Еще и весь поселок снова явится», — сухо уточнил Марк. «Ну, разумеется. Это не возня детишек в песке. У нас дуэль, если что». «Ты не боишься, что я сбегу этой ночью?» «А куда ты денешься? Ты действительно думаешь, что есть место в черном городе и далеко от него, где я тебя не достану?» «Достану, разумеется, и тогда уже не буду играть по правилам, так что лови момент. Угроза бонусом. Перед тем, как пуститься на поиски тебя, я уничтожу семью твоего мертвого друга одним ударом. Сейчас как раз удачный момент для этого». «Мы с Нелли не близки». «Да ты вообще ни с кем не близок, но у тебя есть чувство долга. Слушай, мы оба знаем, что ты будешь драться, так зачем ты теряешь отведенное на отдых время?» Марк сильно сомневался, что отдых тут поможет, однако задерживаться в тоннеле не стал. Жрица осталась там, на ферме, и он понятия не имел для чего. Он же вернулся к себе, убедился, что в доме больше нет незваных гостей, и все-таки отправился в душ, а потом в кровать. Было бы неплохо сейчас придумать какую-нибудь гениальную тактику, которая гарантировала бы ему жизнь. Да не сложилось. Он даже не знал, в чем суть теста, устроенного жрицей, что ему выгодней — победить, заинтересовав ее еще больше, или проиграть, доказав, что он не представляет угрозы для черного города. Как будто кто-то представляет. В итоге он пришел к неутешительному выводу, что хитрого трюка, решающего все проблемы, попросту нет. Выбор у него только между тем, чтобы опозориться, пытаясь удрать, и сохранить гордость.
Так что в полдень он все-таки явился на центральную и, по большому счету, единственную площадь поселка. Явился не он один. Марк знал, что дознавательница настаивала на массовом присутствии жителей на его казни. Жрица же вряд ли стала бы кого-то сгонять сюда, но люди все равно пришли. Радости это точно не добавляло, но и не давило на него. Во-первых, его таким смутить сложно. Во-вторых, не все пялились на него с кровожадным любопытством. Были и те, кто смотрел с сочувствием. Да та же Неля, которая казнь как раз пропустила. Видимо, они поверили, что если захотят его поддержать, шансы на победу резко вырастут. Пусть верят. Не худшее проявление человеческой природы. Марк к схватке не готовился, но жрица неожиданно сделала это за него. Когда он пришел, по периметру площади уже были расставлены боевые машины класса офицер, инспектор, ловец, даже пару пугал притащили непонятно откуда. Привычного ему медицинского оборудования не было, но оно и понятно, от такого толку нет. Жрица, на удивление изящным движением, отбросила в сторону накидку, демонстрируя, что теперь на ней не платье, а комбинезон из очень плотной, незнакомой Марку черной материи, напоминающей одновременно кожу и резину. Ткань защищала жрицу, закрывала каждый сантиметр кожи, но при этом обтягивала так безупречно, что сразу становилось ясно. Она ничего не прячет, все на виду. Никакого оружия. И вряд ли она нарушит свое слово и возьмет под контроль машины. Со стороны казалось, что она чуть ли не на избиение согласилась, но от этого становилось только хуже. Действие знакомого оружия можно предугадать, а кто поймет, чего ожидать от воплощения. «Ты правила наверняка помнишь, поясню для остальных», — сказала жрица. Она явно наслаждалась происходящим. «Убивать не обязательно, но и не запрещено. Для тебя финалом будет момент, когда ты умрешь, отключишься или по иным причинам потеряешь возможность сражаться дальше. Для меня, если ты умудришься ударить меня достаточно сильно, чтобы я потеряла сознание, или пустишь мне кровь. А еще если я упаду. Ну, по-моему, достаточно занятное средневековье получается». Отвечать он не стал. Он напал первым. Никакого объявления о старте не было, но кто сказал, что оно должно быть? Жрица не возмутилась, она ловко ушла из-под огня вдруг атаковавшего ее офицера. Марк не надеялся, что ему поможет эффект неожиданности, он просто проверял, с кем имеет дело, на что она вообще способна. Офицеры подходили для этого лучше всего. Их изначально проектировали для битв и с людьми, и с поражениями пустошей. Со стороны они напоминали людей, закованных в мощную броню, и когда они только появились, многие верили, что внутри действительно живые операторы. Но внутри они были такими же машинами, как снаружи. Контроль велся со стороны. Марк неплохо изучил большинство моделей офицеров, знал доступное им оружие, умел быстро менять код. Операторы полицейские чаще всего использовали шлем дополненной реальности, чтобы видеть глазами своей машины, но Марк такое не любил. Он доверялся кодам, которые вновь сияли перед его глазами неоновой вязью. Он не сомневался, что жрица могла бы разрушить офицера или остановить его так же легко, как она открыла ворота в стеклянные тоннели. Но она не спешила ни с тем, ни с другим. Она двигалась по песку быстро и изящно, совсем как инсектоид недавно скользил по дому Марка. Сравнение было странным, но куда более оправданным, чем хотелось бы. Жрица изображала из себя обычную девушку, которая всего лишь затеяла игру. Но от Марка не укрылось, что она давно уже преодолела предел человеческих возможностей. Он по-прежнему стоял на месте, там, где и начал битву. Ему как раз дергаться было не нужно. И один раз жрица оказалась совсем близко, мелькнула легкой птицей, и он почувствовал движение воздуха, созданное ею. Она могла бы ударить, но не ударила. Пока. Ее куда больше интересовал разговор. «Как ты научился управлять всеми роботами? Тебя обучали только контролю над хирургом». И тогда же сказали, что сама система управления роботом через нейромодуль строится на едином коде, на который просто надстраиваются особенности той или иной машины. «Это важные особенности», — заметила жрица. «Да, но у них тоже есть определенное единство. Я на любом оборудовании могу выделить коды, отвечающие за движение, блокировку, атаку, если она предусмотрена. Когда знаешь основы, к деталям приноровиться не так уж сложно». «Если бы это было просто, все бы так делали».
Проблема не в сложности. Нужна выдержка, и всегда есть риск. Он не сказал ей, что от управления непривычной машиной у него уже начинала болеть голова. Жрица могла решить, что он давит на жалость. Сейчас это было неважно. Она устала тут кружиться и перешла к нападению. Она сделала именно то, чего ожидал от нее Марк. Двинулась не в сторону, а к офицеру. Жрица ударила всего один раз кулаком в грудь человекоподобного робота, но этого оказалось достаточно, чтобы разбить его на несколько крупных частей, мгновенно вспыхнувших изнутри. Она повернулась к Марку и доверительно сообщила. «Генератор рванул. Я тоже знаю пару-тройку фактов о роботах». На этот раз Марк отвлекаться не стал. Он подчинил 2 роботов, еще одного офицера и инспектора. Это было сложнее, намного. 2 сразу, при том, что он устал, но пока не критично. Он уже немного освоился, и управление боевыми машинами не требовало такой же концентрации, как тонкая работа с хирургом. Он справлялся. Пока справлялся. Он понятия не имел, насколько еще хватит его сил. Жрица раздраженно закатила глаза, но от схватки не отказалась. Просто теперь она действовала быстрее и решительнее. Она больше не давала ему времени. Она попыталась раздавить 2 роботов сразу, но Марк не позволил ей, открыл перекрестный огонь, заставивший ее отскочить. Головная боль нарастала. Нейромодуль ощутимо нагревался, из носа скользнули первые капли крови. Было паршиво, но не так, как в ночь атаки. Тогда он контролировал машины намного больше и тяжелее. Впрочем, это ничего для него не изменило. Жрица медлила лишь потому, что ей явно было скучно разрушать их слишком быстро. Но и долгое кружение на палящем солнце ее не привлекало. Судя по потухшему взгляду, она сделала все выводы, которые были ей нужны. Она готовилась поставить точку, и это могла быть как легкая оплеуха, просто сшибающая человека с ног, так и удар, лишающий его головы. Проверять Марк не хотел. Сейчас или никогда. Он сам отпустил контроль над боевыми роботами, они рухнули на песок бесполезными грудами металла. Это удивило жрицу, заставило замереть всего на секунду, но Марку этого хватило. Он вывел на площадь 2 малых роботов класса «Чистильщик». Они оказались рядом случайно, они просто сдували с дорог вездесущую пыль. Это они сделали и сейчас. Оба направили трубы вниз и выпустили предельно возможный поток воздуха, поднявший вверх настоящий песчаный смерч. Мутное облако укутало жрицу, ослепило, и Марк метнулся к ней сам, без роботов. Он оказался рядом с ней. Она заметила. В одном из ее глаз полыхнуло такое сияние, которое в глазах живого человека просто невозможно. А в следующий миг Марк получил удар в солнечное сплетение такой силы, что из него не только выбило воздух, его отшвырнуло на несколько метров назад. Он повалился на краю площади так, что сшиб пару офицеров, а люди, стоявшие за границей из роботов, бросились в разные стороны. Марку не было до них дела с самого начала, а сейчас тем более. Перед глазами зависла белая пелена. Сделать вдох почему-то никак не получалось. Он будто замер между небом и землей. Чуть позже к телу вернулась чувствительность, но легче от этого не стало. На Марка обрушилась боль. Появился соленый привкус крови во рту. Все его силы ушли на то, чтобы заставить себя медленно, мучительно вдохнуть, наполняя поврежденные легкие воздухом от силы наполовину, а потом также болезненно выдохнуть. О том, чтобы подняться или снова взять роботов под контроль, и речи не шло. Жрица тоже поняла это. Она медленно подошла к нему, остановилась, поставила ногу на грудь. Ровно на то место, куда ударила, но давить не стала. «Это было занимательно», — вздохнула она, — «но недостаточно. Ты даже проиграл, не слишком интересно». «Выиграл», — с трудом произнес Марк. Говорить ему сейчас хотелось не больше, чем двигаться, но нужно. Ничего ведь еще не закончилось. «Ты решил впечатлить меня наглостью?» «Правдой». Он поднял вверх руку, в которой все еще держал бронебойную иглу, элемент оснащения первого офицера, которого раздробила жрица. Направляясь к ней под прикрытием импровизированной песчаной бури, Марк подхватил деталь с земли, зная, что лучшего оружия все равно не получит.
Он понятия не имел, будет ли даже укрепленного металла достаточно, чтобы пробить странный защитный комбинезон жрицы, и не стал рисковать. Он уколол ее в шею, прямо над воротником. И судя по тому, что она коснулась этого места рукой, она осознала, где был прокол. То ли почувствовала, то ли какая-то внутренняя система ей сообщила. Хорошо, не придется доказывать, что это действительно ее кровь, а не его. Его крови на площади было намного больше. «Это даже не ранение», — нахмурилась жрица. Ногу с его груди она все-таки убрала. «Не было условия про ранение», — напомнил Марк. Говорить все еще было больно, но уже полегче. «Было про кровь». «Это жалкая капелька». «Количество не оговорено». «Но ведь и я тебя опрокинула. Получается, ничья». «Нет, прокол был до того. До удара и падения. За секунду». «Без разницы». Он не видел людей, наблюдавших за площадью, но не сомневался, что они сейчас в ужасе. Это нормально. У них такое быстро начинается. Они взглянуть на жрицу лишний раз боялись, не то что спорить с ней. Он же не собирался кокетничать или присмыкаться. Он треснувшими ребрами заплатил за победу. Или, судя по нарастающему количеству крови во рту, сломанными и пробившими легкое. Именно травма и оборвала этот спор. Марк надеялся, что получится продержаться чуть дольше, да не сложилось. Тьма, до этого таившаяся в уголках зрения, напала резко, быстро и уволокла его за собой. Но лучшим признанием того, что победа все-таки осталась за ним, было то, что он проснулся. Он ожидал, что произойдет это в больнице, хотя такие пробуждения уже стали печальной традицией, но нет. На сей раз Марк обнаружил, что лежит в собственной постели. Поддерживающего оборудования рядом не было, но оно оказалось и не нужно. Он сразу же почувствовал, что ребра и легкие ему починили, больше ничего не требовалось. Ольга с таким бы не справилась, получается, дознавательница все-таки приволокла с собой другого хирурга. Новым опытом стало и то, что Марк был не один в комнате, когда очнулся. Жрица устроилась на подоконнике, она без особого интереса наблюдала за происходящим на улице. Но Марку не пришлось обращать на себя ее внимание, она повернулась к нему ровно в тот момент, когда он готов был заговорить. «Я тобой довольна», — объявила она. «Ну, не зря хоть выжил», — проворчал он. «Моя благодарность была бы больше, если бы не пришлось захлебываться кровью. Нельзя было сдержаться?» «Я сдержалась. Если бы я не сдерживалась, могла бы спину тебе почесать сразу после удара». «Для этого пришлось бы ударить с другой стороны». «Нет». Она спрыгнула с окна и подошла ближе. На Марка она смотрела без враждебности. Не похоже, что она считала свое поражение на глазах у всего города такой уж большой проблемой. «Ты узнала то, ради чего это затеяла?» — спросил он. «Да. Ты знал, что социопат?» «Я о таком не размышляю». «Еще один признак», — усмехнулась жрица. «Мне было интересно, какой ты тип. Редкая зверюшка, надо сказать. Ты слышал, что за счет слабых связей с другими людьми социопаты часто отличаются не только высоким интеллектом, но и умением принимать нестандартные решения?» «Вроде способности пожертвовать кем угодно?» «Да, и не только. Поэтому из них часто получаются хорошие мастера контроля. Из тебя бы тоже получился, если бы ты не обманул черный город. И сейчас не начинай доказывать, что никого не обманывал, будет минус к твоей репутации». Марк не собирался ничего доказывать. Он просто устало прикрыл глаза. Он второй раз взял под контроль несколько машин сразу, причем чужих. Тут уж кто угодно бы догадался, что у него повышенные способности к этому. А такие способности не возникают на пустом месте, даже под влиянием стресса. Вычислить все остальное было не так уж сложно. Тест, который проходили все дети, мог показать ложный результат случайно один раз, максимум 2. Но в случае Марка способности годами помечались как стабильно средние и ниже. Достаточно, чтобы пройти обучение на медика, низковато, чтобы поселиться в черном городе и изучать контроль на уровне мастеров. Он хотел, чтобы так было. Лишь оставшись на одном уровне с матерью, он мог защитить ее. Тогда это имело значение. Марк не представлял, получилось бы у него принять такое же решение сейчас, ну а после того, как его мать умерла, поздно стало что-то менять,
При раскрытии намеренного обмана его никакие таланты бы не спасли. Не похоже, что жрица злилась за то, что он обманул черный город. Она смотрела на Марка так же, как и раньше, со сдержанным любопытством. «Ты ведь понимаешь, что заслуживаешь наказания за то, что сделал? Это тебе не кража аэроцикла». «Поэтому я и не болтал о том, что сделал». «А я поэтому хотела сначала проверить тебя, потом принимать решение. Сильным многое прощают». Звучит не особенно честно, ты не находишь? «А что, честность снова ввели в оборот?» — удивилась жрица. «Скажи еще, что справедливость откопали. Нет, мир в ближайшее время вряд ли изменится. Правила есть только у временных игр, таких как наша. Убить тебя слишком просто и глупо. Куда выгоднее тебя использовать». Это как же? «Для начала заменить тебе нейромодуль на более продвинутый, подходящий для множественного контроля». Марк ничего не ожидал и все равно растерялся, услышав такое. Так же нельзя. «Нельзя и не делается разные вещи», — назидательно произнесла жрица. «Так не делается, потому что те, у кого обнаруживают повышенные способности к контролю, сразу получают продвинутый модуль. Базовый тоже достается не просто так, его обладатели умеют жить не выпендриваясь. Но ты у нас решил сначала прикопать свои способности, потом проявить. С тобой можно повозиться. Да, будет больно, зато научат тебя не секретничать перед начальством. О чем тут вообще думать? Ты убил 5 хазаров с консервной банкой в голове. Представь, чего ты можешь добиться, если получишь хорошее оборудование». Это и правда было заманчивое предложение. Марк прекрасно помнил ту необъяснимую радость, которую почувствовал в момент битвы с хазарами. Тогда она казалась мимолетной, теперь же перед ним замаячила реальная возможность снова почувствовать подобное и нечто большее. Он ведь никогда не рассматривал множественный контроль всерьез, знал, что это станет последней ошибкой в его жизни. Теперь жрица предлагала ему нечто невозможное, но... Марк слишком хорошо понимал, за все нужно платить. Всегда. И вопрос в том, чем ему придется заплатить за милость черного города. А с другой стороны, чего ему бояться? Что в его жизни сохранилось такого, что можно потерять? В объекте 803 у него осталась одна возможная цель — разобраться, кто убил Костю, и без сомнения пустил под лезвие хазаров всех жителей поселка. Но при нынешнем раскладе сделать это вряд ли получится. Что еще он может? Позаботиться о Нелли и ее ребенке? Не получится. И не из-за нейромодуля, а просто потому, что невозможно. Не для него. Он единственный хирург больницы? Да нового пришлют или нынешнего запасного оставят. Словом, аргументов против почти не осталось, кроме одного. Но этот один перевесил все остальные. Ведь были еще кровавые стены. Воспоминания, которые он отменить не мог. Ближе всего к черному городу Марк оказался в детстве. Большой успех для его матери — это она сумела получить дом в пригороде 4. Позже он пришел к выводу, что резко прогрессирующая болезнь стала платой за сумасшедшие перегрузки тех дней. Но ребенком он был далек от таких догадок. Он верил, что им просто повезло. После дороги, пропитанной кровью, очерченной трупами тех, кто дойти так и не сумел, пригород с его обновленными домами, чистыми улицами и зелеными садами казался настоящим раем, тем самым, о котором в сказках рассказывали. И черный город отсюда был виден. Не как заветные отсветы в небе, а как сияющий обсидиановый монолит. Именно таким он казался из-за сплошной стены, закрывавшей его от посторонних. Марк понятия не имел, из чего сделана эта стена, но очень хотел понять. На такое разве что дети решались, и их родители понимали, насколько высоки ставки. А дети, еще не скованные работой, не отслеживаемые нейромодулями, то и дело пробирались к стене. Он был из тех, кому не нужна компания, чтобы не бояться. Если Марк чего-то хотел, он добивался этого сам, он не делал для себя поблажек вроде «страшно одному». И все равно в большинстве случаев к нему присоединялся Костя, который как будто осознавал, что одному все-таки страшно. Они пытались разобраться, из чего сделана стена, но у них никак не получалось.
Издалека она казалась сплошной пеленой, потому что глянцевой поверхностью отражало солнце, но если приблизиться вплотную, можно было разглядеть, что это все-таки аккуратная кладка из непонятного материала, напоминающего одновременно кирпичи и металлические плиты. Материал был теплым на ощупь, но Марк не знал, от солнца это или он всегда такой. При всем сходстве со стеклом материал оказался на удивление прочным. Как мальчишки не пытались, они не могли оставить на нем ни единой трещины. Марк подозревал, что за трещину в стене им полагалась трещина в черепе, но тогда он был далек от любых опасений. Они были увлечены исследованием, отступать они не собирались. Они просто двигались вдоль стены, надеясь найти какой-нибудь особенный участок, который даст им больше ответов. Они такой участок нашли. «Это что, кровь?» — нахмурился Марк, присматриваясь к багровым сполохам на черном. «Да ну, вряд ли!» — растерялся Костя. «Откуда тут быть крови?» «Вот и я думаю». «Пошли лучше отсюда». «Иди, я догоню». «Что ты собираешься делать?» «Рассмотреть, что это», — пояснил Марк. «Вряд ли мы сюда вернемся, а знать мне нужно». «Зачем такое знать?» Ответа у Марка не было. Да и не искал он тогда ответ. Он подошел поближе, пытаясь понять, на что именно они смотрят. Похоже, и правда кровь. Насекомые вон налетели, и запах стоит такой тяжелый, металлический и немного гнилостный. Такого от пары капель не будет, и не будет, если кровь случайно попала на внешнюю часть стены. На летнем солнце она давно высохла бы. А теперь кровь высохнуть не могла, потому что сочилась она прямо из стены. Пробивалась из стыков между плитами, происхождение которых Марк так и не смог разгадать. Стекала вниз по глянцевой поверхности, впитывалась в землю, но земля будто не желала принимать в себя столько, и кровь накапливалась небольшими лужицами, связанными между собой тонкими ручьями. Кому-то другому этого было бы достаточно, а Марку нет. Костя не рассматривал стену. Он все настойчивее просил уйти, но почему-то не уходил один. Марк его пока игнорировал. Он упал на колени возле кровавых ручьев и стал копать. Один слой песка, потом другой и дальше плотную глинистую землю, начинавшуюся за песком. Он хотел знать, где кончается кровь. Ничего подобного он прежде не видел, хотя участок городской стены, который они изучили, показался бы грандиозным разве что детям, и все равно. Марк хотел верить, что это какая-то случайность, не такая уж страшная, ведь мама так часто мечтает о черном городе. Только вот случайностью это не было. Он так и не добрался до земли, свободной от крови. Что бы ни творилось по ту сторону стены, черный город кровоточил не впервые и вряд ли последний раз. Марк почему-то лишь теперь понял, тех счастливчиков, которые получили приглашение в черный город, никто никогда не видел. Теперь уже он поспешил уйти, увлекая за собой Костю. Он думал о том, как убедить маму, что в черный город соваться не нужно, а потом и не пришлось. Через пару лет у нее появились первые очевидные признаки болезни. Марк понятия не имел, передалась ему эта болезнь или какая-то другая, или жрица и вовсе солгала про социопатию, хотя в глубине души он подозревал, она не соврала. Это объяснило бы пустоту, которая давно переполняла его и отказывалась уходить. Но пустота эта не была абсолютной. Каким бы Марк ни стал сейчас, он слишком четко понимал, что не готов ради собственного блага на все. Для него всегда останется черта, которую он не сможет пересечь. Его единственный друг, погибший в полыхающем поселке. Город, истекающий кровью. Все это по-прежнему имело значение. «Итак», — поторопила его жрица, — «поверить не могу, что ты ломаешься после приглашения в лучшую жизнь. Ты согласен или нет?» Нет. Она уставилась на него в немом удивлении. Это, в отличие от ее бодрого дружелюбия, не было игрой. Марк действительно застал ее врасплох. В этот момент из-под веселой, почти угодливой подружки и проступила настоящая жрица. Ее глаза потемнели, на лице застыло такое выражение, от которого даже у Марка мороз пошел по коже. У людей такого не бывает. «Минута на объяснение»,
бросила жрица. Она не сказала, что будет через эту минуту, но как будто так сложно догадаться. Марк возражать не стал, он и без угроз объяснил бы ей все. Она достаточно для него сделала, чтобы проявить уважение. Он ожидал, что жрица взбесится, ведь для нее черный город был чем-то важным. Сложно сказать, чем именно, но вряд ли ее назвали воплощением просто так. Поэтому у нее были все основания разозлиться за то, что Марк уже в детстве полез не в свое дело и сунулся в секреты ее личного божества. Но жрица не злилась, похоже, ее объяснения как раз порадовали. Сначала она заметно расслабилась, потом и вовсе рассмеялась. «Но это же замечательно!» — заявила она. «Ты даже лучше, чем я думала!» Теперь уже растерялся Марк. «Что? Почему? Потому что не сделал то, что тебе хотелось? О, это ты как раз сделаешь, но не торопи события. Сосредоточимся на настоящем моменте. Я тебе говорила, что социопаты бывают разные, и мне нужно было разобраться, какие характеристики достались тебе. Что высокий интеллект — это уже ясно, но к нему бонусом может идти многое, не только пониженная эмпатия. Иногда полная потеря связи с людьми. Ты этого избежал. Нет, агрессия в тебе есть, иначе хазары тебя перемололи бы, однако сама по себе она нейтральна. У тебя нет желания отнимать жизнь. Кроме того, у тебя сохранились четкие моральные ориентиры. Вряд ли из тебя когда-либо получится хорошее плечо, на котором можно порыдать, зато у тебя есть свои хорошие и плохие, и ты пускаешь свое упрямство в ход, чтобы не менять эти категории местами. «Но ты-то чего радуешься?» — не выдержал Марк. «Ты планируешь заставить меня принять новый модуль?» «Глупо и бесперспективно. В смысле, я могу тебя отрубить, тебе поменяют модуль силой, а толку-то? Ты не будешь подчиняться даже перед страхом смерти, получится напрасная трата ресурсов. Моя задача — уговорить тебя на сотрудничество». Перед ним сидело существо, которого в поселке боялись все без исключения. Да что там в поселке? Любой человек был приучен испытывать ужас перед воплощениями. Марк как минимум понимал уровень ее силы, видел, что жрица привыкла отдавать приказы. Но она действительно собиралась уговаривать его. Тут тоже без подвоха. Все это сбивало с толку, гасило гнев, успевший вспыхнуть при воспоминании о городе, истекающем кровью. «Да зачем я тебе нужен?» «Потому что ты ценен, даже если не понимаешь этого», — снисходительно пояснила жрица. «Ты вообще мало что понимаешь, но оно и логично. Вам понимание не положено, буйными станете. Чтобы ты сделался настоящим ресурсом, а не резервом, мне нужно твое желание и твоя преданность». «Как же ты заставишь меня передумать? Ты думаешь, я блефую?» «Нет, не блефуешь. И не набиваешь себе цену. Ты за эти годы прошел десятки тестов, и все они показали, ну, если называть вещи своими именами, показали, что ты дебил, хоть и функциональный. Это не случайность. Ты намеренно занижал свои показатели, чтобы защитить полуумную мать». «Этим ты надеешься получить мою симпатию?» — сухо поинтересовался Марк. «Как минимум тем, что не вру тебе. А теперь дослушай, пока язык не вырвало. В том будущем, которое я для тебя задумала, умение говорить не особо нужно. То, что ты сделал для своей матери и что теперь пытаешься сделать для этого мертвого полицейского, это признак верности. Судя по тому, что мне удалось узнать, ты не особо близок с вдовой полицейского, но если она позовет тебя на помощь, ты придешь, даже жертвуя собственными интересами. И когда ты решился на смерть в день атаки хазаров, люди были тебе не безразличны, даже если тебе плевать на интересы каждого из них по отдельности. Мне нужна такая верность с твоей стороны». «Черному городу?» «Лично мне!» — снова рассмеялась жрица. «Как минимум для начала». «И ты намерена получить ее угрозами вырвать мне язык?» «Тут никакие действия не помогут. Верность возникает на основе симпатии. Зона чувств контролировать сложнее, и это плохая новость для меня. А хорошая новость в том, что высока вероятность добровольной симпатии по мере того, как мы будем общаться. При всех твоих талантах ты не сможешь интуитивно разобраться в работе усовершенствованного нейромодуля. Понадобится обучение, и учить тебя буду лично я. Я свои находки не отдаю». «Я не согласился на операцию», — напомнил Марк. «Согласишься еще». «С чего бы?
Скажешь, я ошибся тогда? Я видел на стенах не кровь? Если это красная, как кровь, и смердит, как кровь, это наверняка она, рассудила жрица. Нечеловеческая? Разумеется, человеческое. Животных в черный город не пускают. Ничего мистического в этом не было. Просто фильтры в утилизаторе забились. Такое в прошлом часто случалось. Теперь уже нет. Всего-то и требовалось, что паре наладчиков руки оторвать, и тут же выяснилось, что все на самом деле умеют работать. И как это поможет мне заинтересоваться новым будущим? Никак. Тебе поможет прогулка. Собирайся. Тут ему пришлось подчиниться. Марк и правда готов был на смерть, если на него продолжают давить, но уж точно смерть не глупую, не в попытке изобразить капризного ребенка, который отказывается вылезать из кроватки. Над поселком уже сгущался вечер, наступал комендантский час. Люди спешили по домам, многие смотрели на Марка с любопытством и тревогой. Они знали, что с ним произошло, даже если не наблюдали за этим лично. Да уж, если его и оставят в поселке, косые взгляды ему придется терпеть еще очень долго. Хорошо, что они не имеют значения. Марк искал привычное спокойствие, но пока оно ускользало. Через пустоту пробивалась боль. Мысли о матери и прошлом все еще могли ранить его. Надо же. Он не жалел о том, что перечеркнул собственную жизнь, он все равно не хотел повышения. Он просто начинал подозревать, что роли обычного оператора-хирурга ему теперь будет недостаточно, и пока не представлял, как с этим смириться. Ну и что тогда, подчиниться черному городу? Или лично жрице и убедить себя, что это не то же самое? Пока он пытался разобраться с собственными сомнениями, его спутница оставалась все такой же расслабленной. Она с любопытством оглядывалась по сторонам, словно ей было важно ознакомиться с местными достопримечательностями, которые отсутствовали как явление. Объект 803 был таким же украденным осколком жизни, как и другие, кое-как восстановленные дома среди безжизненной пустоты. «Послушай, жрица», — позвал ее Марк. «Геката», — исправила она. «Что?» «Мое имя Геката. Жрица — это моя роль. У черного города много воплощений, и у каждого своя роль. Кто-то должен играть роль всегда, и всегда будет жрица. Просто это могу быть не я. Хотя я надеюсь побыть ею подольше, но мое настоящее имя — Геката». Марк не особо понял, что все это значит, и уж точно не поверил, что Геката — то самое имя, которым нарекли ее родители. Однако спорить он не стал. Хочет называться Гекатой, пожалуйста, ему-то что. «Геката, я не знаю, что именно ты планируешь делать, но подозреваю, что в этом нет смысла. Ты будешь угрожать Нелли? Вену? Кого ты еще считаешь близкими мне людьми? Не буду врать, ради них я соглашусь, но мы с тобой никогда не забудем, как именно я согласился». Получилось очень драматично. Вот станешь героем, такие речи будешь толкать, что даже прокаженные заслушаются и пустят слезу. Правда, скорее всего, желчью и из носа, но какая разница? На солнце блеснет красиво. Ну а я знаю про социопатов побольше твоего и понимаю, что твой интерес нельзя поймать внешним кругом вроде твоих знакомых. Мне нужно задеть тебя за живое. Как ты планируешь это сделать? А вот туда смотри. Ему и присматриваться не нужно было, и так ведь на виду. Они покинули поселок и добрались до искусственных холмов, которые представляло собой нагромождение разрушенных хазаров. То самое место, где его собирались казнить и где она его спасла. Ну и в чем трюк? Она решила сыграть на чувстве благодарности. Марк действительно был благодарен. Достаточно, чтобы отдать свою жизнь без сопротивления, хотя сопротивление все равно ни к чему не привело бы, но недостаточно, чтобы отказаться от своих принципов. Он ждал, когда она затеет новый спор, однако Геката даже не остановилась на месте его несостоявшегося расстрела. Она прошла дальше, обогнула обломки хазаров, оказалась на другой стороне, скрытой от поселка. Марк от изумления чуть замешкался, отстал, а когда он поравнялся с ней, жрица что-то высматривала среди обломков. На взгляд Марка все они были примерно одинаковыми, разве что чуть больше или меньше поврежденными, но Геката видела в этой свалке нечто другое.
Она, наконец, улыбнулась, подошла к крупной металлической глыбе, которая прежде была серединой туловища механической скалопендры, там и заговорила. «У каждого человека есть свои цели и интересы. Пока была жива твоя мать, ты заботился о ней. Это надолго перекрыло все остальное. Когда она погибла, ты только заканчивал обучение и начинал работу. Это тоже бросило тебе необходимый вызов. Но потом, из-за своих многолетних игр с тестами, ты, как и полагается дебилушке, был назначен на самую простую работу из доступных для хирурга. И что произошло здесь?» «До Хазаров». Хазаров не трогай. Они для тебя были своеобразным благом, хотя тебе тяжело будет такое понять. Здесь у тебя начался период застоя. В своем деле ты быстро стал великолепен. Тебе просто некуда было развиваться. Из-за этого, полагаю, ускорилось подавление эмоций. В твоей новой жизни, одинокой, нет целей. И ты, в отличие от соседей, не можешь заменить эти цели другими людьми. У тебя потребность отсутствует. Если ты откажешься от моего предложения и продолжишь жить, как жил, очень скоро ты снова почувствуешь безразличие ко всему. Но теперь ты будешь знать, что был и другой путь. Рано или поздно ты сбежишь или повесишься. Делаю ставку на первое. К самоубийству ты вряд ли склонен. Но и побег станет для тебя верной гибелью, потому что с базовым нейромодулем можно добиться примерно ничего, если жизнью за это не платить. Это не случайность и не претензия тебе. Базовые нейромодули специально так спроектированы. Своего рода предохранитель, чтобы дураки по пустошам не скакали. Все это не дает причин для согласия. Да, и я намерена сыграть на твоем главном интересе. Жажде знаний, жажде понимания. Она была с тобой всю жизнь, еще до того, как проявилась болезнь. Она провела тебя по дороге, хотя многие дети просто зачахли в пути от страха. Она вывела тебя за границы пригорода. Она заставила тебя копать землю, пропитанную кровью, а не бежать в ужасе, как вполне обоснованно хотел твой друг. Она вдохновила тебя бросить вызов хазарам, проверить, способен ли ты на победу, потому что эвакуация не несла в себе никакой интриги. И она же побудила тебя разбираться в смерти Константина Григорьева в большей степени, чем ваша предполагаемая дружба. Ну и что с того? Это я и собираюсь предложить тебе. Прямо сейчас ты думаешь, что знаешь о мире немного. Я тебе докажу, что все, во что ты веришь, — иллюзия. Я дам тебе шанс на правду. И эта правда будет более страшной, чем 3 капли крови на стенах черного города. Сейчас в твоей картине мира верно одно. Милых безобидных местечек не осталось. Вопрос только в том, где большее зло, а где меньшее, и на чьей стороне будешь ты. То есть умение толкать героические речи все-таки необходимо, усмехнулся Марк. Да уж, с тобой просто не будет, но это мне тоже нравится. Хотела бы простого, приручила бы щеночка. Судя по твоей самодовольной ухмылке, ты приготовился к обороне, решил, что я ничем не смогу тебя удивить. Что ж, давай проверим. Она размахнулась и с силой ударила по металлической поверхности рядом с ней, так, что ее пальцы пробили оболочку Хазара, в очередной раз доказывая, что жрица не человек. Но это Марк и так понял. Ему было любопытно разве что, была ли она человеком когда-то. А потом любопытство сменилось шоком. И он, еще не осознав до конца происходящее, уже понял, что Геката победила. Она сорвала внешнюю металлическую оболочку, позволяя Марку увидеть, что внутри Хазара скрывается человек. Уже это было дико. Ведь считалось, что это роботы, сконструированные вирусом. К людям они отношения не имеют. Да еще какой это был человек. Не забравшийся в машину, а встроенный в нее. Нет, когда-то он был обычным мужчиной, это видно по нормальному развитию фигуры, но потом его объединили с металлом. Частично сняли кожу, надрезали мышцы, провели провода прямо к мозгу через просверленный череп. Марк никогда не видел ничего подобного, и он, опытный хирург, даже отдаленно не представлял, как это было сделано. «Что это?» После паузы, которая, казалось, длилась целую вечность, спросил он. «Хазар,
— безразлично пояснила Геката. «Они все такие. Мы их не достаем, потому что внутри еще можно обеспечить условия, чтобы ткани сохранились. По вашей жаре они слишком быстро сгниют, а нам они нужны». «Да подожди ты!» — перебил Марк, не особо раздумывая о том, что за такие разговоры с воплощениями вполне может полагаться смертная казнь. «Почему он здесь? Я думал, это просто роботы». Не похоже, что Гекату задело его предполагаемое хамство. Или она решила пока не зацикливаться на таком. Были роботы. Теперь кое-кто научился использовать гусениц, созданных первоначальным Хазаром, для своих целей. Кто? Рано тебе такое знать, но имей в виду. В мире не каждый «кто» создан из плоти и крови. Так вот, помещение внутрь этих недоумков усовершенствовало Хазаров. Разрушительные способности остались теми же. Поведение стало хуже просчитываться. Так они и проходят тайными тропами, они нападают на всех подряд. Марк больше не мог смотреть на изуродованного, пробитого металлическими штырями человека. Как их заставили согласиться на такое? Геката удивленно моргнула. Заставили? Да они в очередь выстраивались наверняка. Это же власть. Они понимали, какую роль она теперь играет. Это перед тобой мне тут приходится вытанцовывать. Очень надеюсь, что ты того стоишь». Марк ее толком не слушал. Он вспоминал, как хазары напали на поселок, как вырвались из тумана, переламывая лезвиями людей и машины, поджигая дома. Он был уверен, что они роботы, и это все объясняло. Но если они знали, что происходит, если видели людей, которых убивали, если хотели этого. Он не просто был прав в том, что уничтожил их. Это Марк и так знал. Он должен был точно так же превратить в бесполезный мусор тех, кто придет за ними, и следующих, чтобы они наконец сообразились, сюда соваться не нужно. Да, он не знал, с кем имеет дело, и точно знал, что черный город — зло, но каким бы злом он ни был, при нем поселок долгое время жил счастливо. Здесь селились люди, здесь рождались дети. Не черный город напал. Пока что Марку этого было достаточно. То, что Геката все-таки сумела манипулировать им, почему-то не оскорбляло, а забавляло. Может, потому что она и не скрывала, чем занимается. Взгляд у Гекаты был насмешливый, но Марк этот взгляд легко выдержал. «Ты ведь знала, что так будет?» «Догадывалась. Я предлагаю тебе целый мир в его истинном обличии. Я бы на твоем месте тоже согласилась на такой гонорар». «Это не означает, что я буду верен тебе. По-настоящему. От работы я не отказываюсь. Поначалу не будешь, потом... посмотрим. И все же, я ведь буду общаться не только с тобой. Я не представляю, какие у вас там отношения на вершине. Но что, если я, обретя достаточно важную роль, присягну на верность кому-нибудь другому?» На миг взгляд Гекаты снова стал темным. «Ну, тогда мне придется убить тебя своими руками, да так, что ты будешь с тоской вспоминать о расстреле все те часы, которые это будет длиться». Секунду спустя она вновь изменилась, выдала очередную улыбку, действительно очаровательную. Марк вынужден был признать это, даже понимая, что она притворяется. А пока дело не дошло до этого кровавого и приятного лишь для одной из сторон момента, добро пожаловать в команду. Глава 6. Марк был уверен, что уж теперь-то ему придется отправиться в Черный город. Раньше он вообще не считал операцию по смене нейромодуля возможной, теперь вынужден был признать, что все осуществимо, но это будет трудно. Настолько, что понадобится абсолютно стерильная операционная, поддерживающая жизнь оборудование, хирург предельной точности. Да много такого, о чем в объекте 803 даже не слышали. И это действительно было, но в недрах очередного гигантского грузовоза, прибывшего к объекту по требованию Гекаты. На нем же доставили новый нейромодуль, насмешливо крохотный прибор, окруженный слоями защиты, внешний из которых мог сравниться с целым домом, пусть и небольшим. Из того, что привезли в грузовике, соорудили полевой госпиталь. Операцию должен был проводить молчаливый медик, который отказался беседовать с Марком. «Мне неудобно, когда я признаю, что у объекта есть личность», — равнодушно пояснил он.
Тогда приходится расстраиваться, когда объект умирает. Это должно было напугать или хотя бы задеть, однако Марк ничего особенного не почувствовал. Во-первых, он и не напрашивался к медику в друзья, его интересовала чисто техническая сторона вопроса. Во-вторых, он знал, что может умереть с самого начала, новостью для него это не стало. В день операции он не делал ничего особенного, не бегал по поселку, слезно со всеми прощаясь, не писал завещания, потому что не нажил ничего толкового. Вен сам явился к нему, долго обнимался слезами и желал удачи. Подошли Сурнины, сдержанно поблагодарили за службу. Марк допускал, что заглянет и Неля, но она так и не появилась. Операция должна была продлиться долго, по меньшей мере часов 12, и то навскидку. Более точную информацию кое-кто предоставлять отказался. Как бы то ни было, для Марка время становилось на паузу. Из момента темноты он надеялся шагнуть сразу в пробуждение. Или никуда, но тогда ничто не будет иметь значения. Однако долгий глубокий наркоз отличался от краткосрочного. Там что-то было. Марк запомнил не все. Больше всего это напоминало путешествие через густой темно-серый туман, который то и дело разрывается под порывами ветра и позволяет увидеть мир вокруг. Только радости это никогда не приносит. Потому что мир представлен черным городом, который пожирает людей, разрывает на части и затягивает в себя, а потом его стены пульсируют кровью. Он получил больше, чем хотел, и все равно не насытился. Еще мир был гигантскими тварями, извивающимися, раскрывающими клыкастые пасти. Марк видел таких в детстве, у внешней границы, пытался забыть, но они все равно то и дело вырывались откуда-то из недр памяти. И мир был дорогой, полностью состоящей из мертвых, уже разложившихся тел других беженцев. Хочется держаться от нее подальше, но иначе нельзя. Нет другого пути, и приходится идти, чувствуя, как ноги проваливаются во что-то мягкое и стараясь не смотреть вниз. Пробуждение вырвало его из этого мира болью, однако Марк эту боль даже приветствовал. Ее вытерпеть было проще, чем атаки собственной памяти. Боль зарождалась там, где и должна была, на стыке черепа и шеи, в месте, где все разворотили инструменты хирурга. И где появилось нечто новое, то, что совсем не ощущалось как чужеродный объект и уже срасталось с тканями. Оттуда волны боли разлетались по всему телу. Неприятным электричеством прокатывались по мышцам, обжигали и кололи. Тело ощущалось бесконечно тяжелым, будто и не принадлежащим ему. Просто какой-то липкий громоздкий кокон, в который Марка закутали так, что не вырваться. Вот это, в отличие от боли, действительно его пугало. Как и то, что он ничего не видел. Он приготовился рвануться, собрать побольше сил, заставить себя хоть как-то пошевелиться, любой ценой вернуть себе контроль. Его остановил голос Гекаты, прозвучавший близко и вместе с тем как будто издалека. «Судя по участившемуся пульсу и возросшей мозговой активности, ты готовишься сделать глупость. Иронично, да? Твой мозг напрягается, чтобы затупить. В любом случае не делай ничего, и уж точно не пытайся использовать нейромодуль». «При чем тут нейромодуль?» — спросил Марк. Говорить было не больно, однако голос пока звучал тихо и хрипло, как это бывает после долгого молчания. «Я встать хотел». «А ведь даже не спросил, можно ли тебе вообще говорить», — укоризненно заметила Геката. «Как бы я спросил?» «Не то верно. Пока лежи и слушай. Как по мне, нужно бы поддержать тебя в коме еще пару дней, но док сказал, необходимо проверить, как работает мозг. При этом тебе еще вводят внушительную дозу релаксантов, обезболивающих и прочих приятных, а временами даже легковоспламеняющихся штук, которые нужны для скорейшего выздоровления. Впрочем, если тебе необратимо повредили мозг, тратить на тебя препараты нет смысла. Поэтому мы тебя разбудили и проверяем». «Очаровательно», — оценил Марк. «С глазами что?» «Закрытой повязкой, не трогай. Зрительный нерв — штука удручающе тонкая и хрупкая. Она реагирует на смену модуля хуже всего. Для начала он должен восстановиться после новой связки, а уже потом адаптироваться к возросшему объему информации, который будет подавать новый модуль. Это примерно как пересесть с телеги на скоростной транспорт. Сначала будет ярко и непонятно, потом весело.
Опять же, если проживешь достаточно долго. Какой неповторимый стиль поддержки. «Ну, я больше по казням. Вдохновение на жизнь не моя тема», — напомнила Геката. «Жить захочешь, сам вдохновишься. А теперь пошевели указательным пальцем правой руки». «Хорошо. Теперь попытайся согнуть левую ногу в колени». «Так, достаточно, тебя не потолок пнуть просили». Команды она давала предельно простые, и Марк знал, что она не издевается. Если бы он был собственным лечащим врачом, он бы назначил точно такой же комплекс испытаний. Только вот давались они ему сложнее, чем он ожидал. Минут 15 таких движений, и пульс зашкаливал настолько, что датчики выдали звуковое оповещение об угрозе. Он не знал, насколько это нормально. Сам бы он назвал подобные показатели плохими при его уровне подготовки, но и со сменой модуля он прежде дела не имел. Ему не хотелось даже думать, насколько позорной была бы его смерть, если бы он все-таки попытался встать с кровати. Геката же казалась довольной, однако она всегда такой кажется. Не видя ее, Марк не брался угадать, в каком она настроении на самом деле, но она не убила его и не отключила подачу препаратов. Это было лучшим указанием на то, что тест все-таки пройден успешно. Следующие несколько дней промелькнули странно, слились в единый отрезок времени, в котором бодрствование перемежается с полубредовым состоянием и тяжелым болезненным сном. Пару раз звучала тревога, вокруг него становилось шумно, люди и машины мельтешили, что-то делали. Один раз он даже слышал крик Гекаты, не испуганный, а раздраженный и злой, и после этого работа пошла даже активнее, чем раньше. Но такие моменты Марк почти не запоминал, да и не пытался потом разобраться в тех обрывках, что сохранились в памяти. Он отталкивал от себя ощущение, что боль будет бесконечной, знакомая многим тяжелым пациентам. Он просто ждал. Как оказалось, не зря. Постепенно периоды ясности стали более долгими, а лихорадка и вовсе отступила. Марк чувствовал, как онемение сменяется силой, пока что не прежней, да и прежней она станет не сразу, тело сильно пострадало, но это ничего. Если модуль приживется как надо, все остальное можно восстановить. После первого разговора Геката по большей части игнорировала его, позволяя наблюдать за ним врачам, ни одного из которых Марк не знал. Ольгу и других коллег к нему не подпускали, скорее всего из-за того, что имя предателя еще неизвестно. Если бы это оказался кто-то из персонала больницы, он бы не упустил возможность сорвать операцию. Марк все равно не был близок с другими медиками, так что проблемой это не стало. Геката снова заинтересовалась им, когда он почти пришел в себя и мог говорить нормально, не заикаясь через слово. «Это очень быстрое восстановление для такой операции», — сказал Марк. «Ты даже не знаешь, сколько дней ты рыдал в бреду и звал маму». «Не рыдал. И не звал, потому что у меня нет склонности к этому проявлению лунатизма. В моем возрасте такое с нуля не развивается. Что же до восстановления? Мне достаточно того, что ты говоришь, дней. При такой операции я, как хирург, делал бы прогноз в месяцах или даже годах». «Да, соображаешь ты уже лучше. Ты, как хирург, просто мыслишь категориями тех ресурсов, которые есть в объектах. Тебе дали намного больше, но не за красивые глаза. Глаза и правда ничего такие, но их ведь не видно, так что не окупаются. Тебе заплатили заранее, надеясь, что эти инвестиции оправдают себя. Нам не нужен воин, который годами восстанавливается в постели и может быть в любой момент раздавлен вообще кем угодно, от залетного хазара до гипермутанта». Почему этих ресурсов нет в объектах? Он знал, что до этого момента Геката улыбалась. Улыбка легко считывается в голосе. Теперь она улыбаться перестала. «Потому что ресурсов мало, объектов много, и в них обычно нет тех, кого нужно особо беречь. Ты ожидал, что я попытаюсь облечь эту правду в более человечную форму? Нет, я по-прежнему не собираюсь с тобой заигрывать, так что даже не начинай мне выдавать этот бред в стиле наших тепличных повстанцев о том, что ресурсы должны быть распределены одинаково, а черный город пора бы свергнуть, потому что он адская машина, подавляющая свободу воли и прочие приятные штуки. За то время, пока ты спал, мир не начал делиться на доброе добро и злое зло. Каким был, таким и остался.
Что плохого в стремлении хотя бы обозначить для себя сторону добра? Марк не верил в то, о чем спросил. Ему просто было любопытно, что она скажет. Геката, кажется, поняла это, потому что раздражаться не стала. «Ты ведь осознаешь, что речи о стороне добра велись с тех времен, когда люди научились зад подтирать?» «У тебя странное определение цивилизованности». «Тем не менее, я в нем права. Поиск хорошей стороны — классический пример подмены понятий. Хорошее нельзя определить объективно, потому что то, что хорошо для одного, частенько плохо для другого. Поэтому в борьбе за все хорошее обычно имеется в виду либо то, что мне нужно, либо, в лучшем случае искренней ограниченности, то, что мне кажется хорошим. Как правило, иллюзию выдает непродуманность исполнения. Проще говоря, если ты можешь швырнуть лозунг, но не можешь ответить на вопрос «как это сделать?», ты занимаешься ерундой. Она говорила с ним вполне искренне, и это казалось неожиданно. Марк пока не понимал толком, зачем ей это, и решил просто плыть по течению. «И ты можешь вот так разбить любой благородный порыв?» «Абсолютно, это несложно. Достаточно изучить историю. Мир во всем мире». Звучит красиво, но не учитывает то, что войны чаще всего начинались из-за сугубо бытовых и экономических причин. И чтобы установился мир, одна из сторон должна уступить, часто себе в ущерб. Или вот возражение против определенной войны. Обычно сторонников мира и прочих прелестей не устраивала именно война между странами А и Б, потому что она касалась их интересов и происходила у них на глазах. При этом война стран В и Г, проходившая дальше, никого не волновала, даже если там проливалось намного больше крови. Люди ратовали за сохранение экологии, но не спешили отказываться от благ, ее убивающих. Кстати, и к первой перезагрузке привели, если помнишь, благие намерения. Ну а потом всю эту чехарду с перезагрузками было уже не остановить. «Но шестой не случилось», — напомнил Марк. «Все остановилось само собой». На самом деле не само собой, но ты этого не знаешь, и обыватели в целом не знают. Годы идут, подрастает поколение, которое плохо помнит даже пятую перезагрузку, не говоря уже о первой. И вот в головах юной поросли появляются мысли о том, что черный город — зло. А не мешало бы задуматься, кто эти мысли туда вложил. «На самом деле черный город безгрешен?» «Да», — без тени иронии ответила Геката. «Черный город безгрешен. Но прямо сейчас с тобой нет смысла говорить об этом, потому что, во-первых, ты неверно понимаешь концепцию греха, а во-вторых, ты по-прежнему очень мало знаешь о мире». «Забавно». «Что именно?» «Мне казалось, что если ты собираешься использовать меня, тебе проще идеологически меня накрутить уже сейчас, пока истинные знания, как ты часто повторяешь, у меня и правда нулевые». «Могла бы», — согласилась она, «если бы мне действительно нужен был покорный болванчик. Некоторые из нас такое делают. Заводят ручных зверьков, считая, что это тоже ресурс. Но мне такой ресурс даром не упал. Я не вижу смысла в слабом прикрытии. А сильный союзник без мозгов рано или поздно становится проблемой». «Но ты увеличиваешь риск, что я перейду на другую сторону. Ведь явно же есть другая сторона относительно черного города». «И даже не одна, потому что пустоши — это на самом деле не совсем пустоши, а все дороги кому-то да принадлежат. Но я не считаю, что увеличиваю риск. Если ты перестанешь фыркать на привычных своих и внимательнее присмотришься к чужим, ты поймешь, что хоть какую-то привлекательность они сохраняют только на расстоянии. Подойди поближе, и ты увидишь, насколько плохо все на самом деле. Однажды ты выберешь черный город сам, даже если сейчас это кажется тебе немыслимым». «Ты так уверена в этом?» «Я ни в чем не уверена. Я уже сейчас признаю, что могла ошибиться в тебе, теоретически, но я не верю, что ошиблась». Больше о черном городе они не говорили. Марк теперь чаще бодрствовал, чем спал, и Геката проводила с ним не так уж много времени. У нее были свои дела, порой она могла не появляться сутками, и никто не знал, куда она отправилась и когда вернется. Это оставляло Марку немало времени на собственные мысли и наблюдение за окружающим пространством. Из разговоров медсестер он выяснил, что врач, проводивший ему операцию, уехал. Он оставался в объекте, пока сохранялся риск для жизни пациента.
Когда он убедился, что Марк выздоравливает стабильно и риска больше нет, он задерживаться не стал. Вероятнее всего, специалистов, способных на такие операции, немного, и им куда уютнее живется в черном городе. Марк и не рвался с ним познакомиться и обняться на радостях. Для него куда важнее было то, что хирург назначил дату, когда повязку можно снять и приступить к освоению модуля по протоколу. Он больше не следил за состоянием пациента, он просто перестраховался. Марк чувствовал себя пусть и предсказуемо ослабевшим из-за нулевой физической активности, но вполне здоровым. Он прислушивался к собственным ощущениям и больше не находил источников боли. Он попробовал осторожно коснуться нового нейромодуля и воспринял его точно так же, как старый, как будто вообще ничего не изменилось. Марк прекрасно понимал, это иллюзия, вызванная тем, что перед прибором пока не поставили никаких задач, вот и кажется, что разницы попросту нет. Однако на начальном этапе куда важнее было то, что модуль прижился и работает. Зачем выжидать 2 лишних дня, если можно начать обучение уже сейчас? Не найдя ни одной причины и дальше бесцельно валяться в кровати, Марк снял с глаз повязку. Это, конечно же, было ошибкой. На него обрушилось все и сразу. Рядом с ним был понятный мир медицинской палаты, и было нечто большее. Он видел все оттенки сияния, буквы и цифры появлялись в воздухе, мельтешили, сбивая друг друга, как сломанный кот. Они порхали у него перед глазами, напоминая стаю маленьких хищников, готовых в любой момент наброситься на него и разорвать на части. Он слышал звук работающего оборудования, и звук этот был куда громче, чем следует. Слышал голоса, да еще какие-то помехи, гул, шипение. Это не приходило к нему постепенно, а врывалось в мозг. Уже было внутри черепной коробки, и просто вытолкнуть новые знания Марк не мог. Все те приемы, которые он знал, сейчас попросту не работали. Рядом снова звучала тревога. Датчики фиксировали множественные угрозы жизни пациента, который совсем недавно был совершенно здоров. Марк мог бы исправить это, сменить подачу лекарств, но он впервые в жизни не знал как. Привычная острота мышления куда-то исчезла. Он даже не брался сказать, кричит прямо сейчас или нет. Он заметил, как в палату ворвались люди, но не знал, вкололи ему что-то, или он просто потерял сознание от разом нахлынувшей боли. Когда он очнулся, голова все еще болела, но не сильно. Стало тихо, и его глаза закрывала повязка. Люди рядом больше не метались, однако Марк чувствовал, что не один в палате. Очень скоро холодный голос Гекаты подтвердил его догадки. «Ты идиот». «Иногда случается», — не стал спорить Марк. «Чем ты вообще думал?» «Тем, почему в итоге и получил». Как он и предполагал, очевидное смирение быстро заставило Гекату успокоиться. Следующий вопрос она задала чуть мягче. «Что, по-твоему, пошло не так? Мне нужно мнение врача, а не нытика». Я просто оказался не готов к нейромодулю такого уровня. Их ведь и выдают при особых способностях, а потом много лет учат работать с ними. Я привык к базовому. Я ожидал, что отличия между ними будут не такими кардинальными. Теперь-то очевидно, что новый нейромодуль задействует мозг и нервную систему намного активнее, чем базовый, но я не уверен, что в нынешнем возрасте сумею адаптироваться к нему. Все-таки намешал нытья, но добавил и анализ по существу, уже спасибо. Да, этот модуль намного мощнее. Да, он связан с твоим телом на совершенно ином уровне. Нет, он не так сильно отличается от базового, как тебе показалось, и если ты обнаружил единство кодов разных роботов, ты быстро сообразишь, как действует новая система. И нет, твой возраст тут вообще ни при чем, особенно если учитывать, что при операции и тело чуть обновили. «Зачем?» — растерялся Марк. «Если в тебя вкладываются такие ресурсы, нужно, чтобы ты прослужил долго». «Ничего личного, значит». «Ну, хочешь, в лоб тебя торжественно поцелую», — хмыкнула Геката. «Но из-за этого отношение черного города к тебе более личным не станет, как, впрочем, и ко всем нам. Вернемся пока к твоей проблеме. Если ты упадешь на пол, тебе будет больно?» Хотелось уточнить, при чем тут вообще это и как они перескочили на такую тему, однако Марку несложно было догадаться, если она спросила, значит, так надо, и он все равно ответит. Он решил сразу перейти к сути. «Да».
Молодец, что не переспросил. А если ты ляжешь на пол, осторожно и по своей воле? Очевидно, что нет. Вот и все, что тебе нужно знать про обновленный нейромодуль. В обеих ситуациях ты лежишь на полу, но только при одной тебе больно, и ты чувствуешь себя болваном. Это не тот случай, когда нужно сразу нырять на глубину. Разбирайся постепенно. Ищи подобие, а не ужасайся тому, что вокруг тебя символы мельтешат. Как ни странно, это редкая ситуация, когда от медленного движения дело пойдет быстрее. Уже когда она заговорила об этом, Марк знал, что она права, и скоро получил подтверждение. Ворчать Геката могла сколько угодно, теперь она следила за его обучением лично. Для начала она велела ему активировать модуль, не отрывая глаз. При работе с базовым нейромодулем это ни к чему не приводило, устройство приносило пользу лишь в связке с другим оборудованием, так что Марк не ожидал от него никаких внутренних функций. Как оказалось, зря. «Представь свое тело», — велела Геката, — «полностью от макушки до стоп. Одежда не требуется». Марк уже усвоил, что нет смысла спрашивать о причинах. Он просто выполнил указ. И с удивлением обнаружил, что представление получилось неожиданно схематичным. Он-то приготовился воссоздать картинку, которую видел в зеркале, но в его собственном сознании появился другой образ. Трехмерное неоново-белое изображение его тела, очень похожее на ту модель, которую показывали студентам-медикам. «Судя по тому, как ты хмуришься, сюрпризы уже начались», — заметила жрица. «Сейчас смотри внимательнее, станет интересней». Смотреть Марк пока мог только в темноту, окружавшую неоновый образ, а вот почувствовал кое-что, произошедшее снаружи. Геката то ли уколола его, то ли отцарапала. Действие с ее стороны не так важно. Все сводилось к вспышке боли, которая не имела бы для Марка большого значения, если бы не отобразилась на неоновой схеме. Точно там, где боль вспыхнула, небольшая красная точка на левой ноге, постепенно угасшая. «Сумел увидеть?» — поинтересовалась Геката. «Да. Похоже на работу диагностического оборудования». «Оно и есть, только улучшенная версия. Прямо сейчас не пытайся, но на перспективу учти. С помощью этой системы ты сможешь ускорять выздоровление, изолировать поврежденные ткани, чтобы не было заражения, увеличивать собственную физическую силу. Понятно, что в твоем распоряжении будут только ресурсы твоего тела и вспомогательные препараты. За все нужно платить, но, сам знаешь, бывают ситуации, когда лучше заплатить, чем умереть». «Это поэтому ты сильнее обычного человека?» «Нет, я не поэтому. И ты так же силен, как я, не будешь. Твой максимум все равно ограничивается возможностями твоего тела». Ее голос прозвучал странно, не так, как обычно, и Марк пытался понять, что это означает, но пока не смог. Да и Геката не дала ему остановиться на этом, она поспешно продолжила. «Следующее, что ты научишься делать — контролировать свое окружение. Не только роботов, к ним перейдем позже. Сначала все, чем может управлять единый компьютер населенного пункта». «Который, конечно же, подчиняется черному городу». «А тебе не без разницы ли? Ты тоже подчиняешься черному городу. Добро пожаловать в реальность. В общем, настройся на все сканеры, все аварийные системы, все бытовые системы. Проникни в архивы, посмотри отчеты. До чего дотянешься, то и изучай. Для этого тебе, опять же, не нужно зыркать по сторонам. Достаточно быть в зоне, где есть беспроводной доступ. Поскольку прямо сейчас ты валяешься в центре объекта, с этим проблем не возникнет. Ну и как только ты почувствуешь поселок, можно будет перейти к контролю над роботами. Их тебе уже придется видеть, чтобы твой модуль посылал правильный запрос их внутреннему компьютеру. Сообразил, чем тебе в ближайшее время предстоит заниматься?» «Сообразил. Нужно ли мне говорить, что если бы такие модули выдавались большему количеству людей, жизнь стала бы намного проще?» «Говорить не нужно, нужно подумать. Например, о том, что с этим модулем не каждый справится, потому что даже базовый осваивают не все. Это огромная нагрузка на мозг, и если с мыслительной деятельностью не очень, объект долго не протянет. А еще можешь учесть тот факт, что при полном овладении продвинутым модулем его обладатель становится силой, способной нанести вред черному городу. Да, не критичны, но даже мелкие укусы насекомых никого не радуют».
Но мне все равно позволили. «Кусаться нет», — хмыкнула Геката. «И не столько позволили, сколько дали шанс. Стать полезным или облажаться — это уж от тебя зависит. Если еще не очевидно, я за тебя поручилась. Но я же тебя и убью, если что-то пойдет не так». «Думаю, эту угрозу стоит сделать понятной по умолчанию», — вздохнул Марк. «Не умничай, а настраивай модуль». На словах это звучало не так уж сложно, но выполнение отнимало больше сил, чем хотелось бы. Марк еще при первом приступе понял, как наивно было вот так сразу открывать глаза. Теперь, изучая возможности нейромодуля, он снова и снова убеждался, что едва все не испортил. По сути, он перегрузил систему. С таким же успехом можно ударить электрическим разрядом по центральному блоку компьютера. Только когда место компьютера занимает твой мозг, ситуация становится намного серьезней. Иногда Геката помогала ему, но чаще уходила. Ее охота была не закончена. Да и помочь она могла только рекомендациями, вряд ли у нее получилось бы влезть к нему в голову и научить правильно мыслить. Оно и к лучшему, что не получилось. В отличие от базового модуля, новый не перегревался и не становился прямым источником боли, уже хорошо. И все равно от усталости кружилась голова, а прямое подключение к нервной системе могло обернуться резкой острой вспышкой боли, если Марк неверно запускал программу. Сам себе он казался зверем, которого дрессирует непонятно кто, а он никак не может запомнить нужные команды. Это раздражало, утомляло. Даже мелькали мысли сдаться, но он не мог. Не так просто. Упрямство снова сделалось его союзником, и Марк тренировался с перерывами лишь на еду и сон, который сам его забирал, когда сил попросту не оставалось. Успех, как это часто бывает, не обрушился на него сразу, а стал подбираться постепенно. Марк даже не заметил, как именно это произошло, что стало точкой отсчета. Впрочем, праздновать он все равно не собирался. Просто обнаружил, что тренировки утомляют его куда меньше, и его сон больше не граничит с обмороком от переутомления. Коды оборудования действительно становятся понятны. Они загораются в темноте перед его глазами, и у него получается систематизировать их так, как он сделал бы это на экране. Боль почти не появляется. То, что раньше представало неконтролируемым хаосом, теперь привычно. Геката была права. Ни возраст, ни опыт не имели критического значения. У Марка был шанс справиться со всем. Покончив с изучением, он мог бы избавиться от повязки и заняться теорией контроля над роботами, однако Марк решил идти другим путем. Он начал работу над теми командами, которые Геката назвала слишком сложными для самостоятельного освоения, в первую очередь управление телом. Он не пытался влиять на сердечный ритм, он справедливо допускал, что закончится все это кровавым фейерверком у него в груди. Он работал с мышцами. Поначалу неизменно нарывался на судороги, но вытерпеть их было не так уж тяжело. Зато он разобрался, как ускоряется и замедляется кровь, как регулировать запас кислорода. Он даже подозревал, как спровоцировать выброс адреналина, однако пока воздерживался от экспериментов. После этого он перешел к работе с архивами города. Врачам наверняка казалось, что он спит, потому что Марк научился делать показатели мозговой активности стабильно монотонными, даже в моменты, когда мозг работал на пределе допустимого. Такие возможности нейромодуля лишь доказывали слова Гекаты о том, что подобные технологии нельзя давать всем подряд. В мире Марка больше не было темноты, если он сам не призывал ее. Он будто оказался в бесконечной черной долине, а вокруг него сияли, наслаивались друг на друга пласты текста, видео и сканы, показатели следящего оборудования. Все, что знал поселок, знал теперь и Марк. Он не просто интересовался происходящим. Он искал несоответствия, и это тоже было испытанием для его новых возможностей. Раз уж он согласился принять помощь Гекаты, у них теперь общий враг. Марк не сомневался, что шпион все еще в поселке. Быстрый уход был бы слишком подозрительным, а он хочет и дальше работать в черном городе. Очень скоро он наверняка найдет способ перевестись в другой объект, его след затеряется. Марк вполне здраво оценивал Гекату. Он понимал, она нашла бы шпиона, если бы это было возможно. Не просто, а хотя бы возможно, но нет. Он замел следы. Он обманул даже ищейку черного города.
Однако у Марка все равно оставалось преимущество. Он жил здесь много лет. Он неплохо изучил своих соседей, даже не сближаясь с ними. Шпион наверняка создавал себе репутацию, так что можно сразу отмести новичков, появившихся перед атакой. Марк хотел убрать из списка подозреваемых и тех, кто потерял родных при нападении хазаров, но в последний момент передумал. Разве есть предел для предателей? Он тут. Он не ребенок. Еще минус несколько десятков подозреваемых. Но остается слишком много. Марк сосредоточился на журнале, в котором отражались все использования системы связи. Задача шпиона — передавать данные дальше. Если бы он использовал какое-то особое оборудование, Геката бы уже нашла его. Но шпиону куда выгоднее подключиться к сети, созданной Черным городом, и не без оснований верить, что он всех обманул. Его действия не подозрительны объективно, они просто подозрительны для той легенды, которую он создал. Марк искал такого человека долго, терпеливо, допуская, что ничего не добьется. И все-таки он нашел. Долго звать медсестер ему не хотелось, и он испробовал свои способности еще раз, запустив систему медицинской тревоги. Помогло это даже лучше, чем он думал. Медсестры как раз боялись искать Гекату и говорить с ней, но она явилась сама, тоже привлеченная его потенциальной смертью. Когда выяснилось, что он не умер и не собирается, жрица не разозлилась. Ее, кажется, впечатлило то, что он быстро обрел контроль без дополнительных уроков. Впрочем, вся похвала с ее стороны заключалась в том, что Марка не покалечили. «Ты чего балуешься?» — только и спросила она. «Нам нужно поговорить наедине, прямо сейчас». Геката не стала ничего отвечать, ей не пришлось. Марк сразу же услышал, как медсестры, стопотом, налетая друг на друга и оборудование, бросились к выходу. Когда в палате снова стало тихо, он продолжил. «Думаю, я знаю, кто может быть связан со шпионом». «Или знаешь, кто шпион?» — насторожилась Геката. «Это тоже вероятно, но толковых доказательств у меня нет, и я не хочу, чтобы пострадал невиновный». «Остановись прямо сейчас», — холодно произнесла она. «Прежде чем попытаешься торговаться со мной, и я буду вынуждена тебя убить». Марк такого не ожидал, но он сомневался, что речь сейчас шла исключительно об их общении. Не стоило забывать, что Геката — воплощение Черного города. И Марк не был даже близок к пониманию того, как Черный город ее контролирует. Наверняка для нее тоже есть правила, при выполнении которых ее воля не имеет значения. Ему быстро пришлось менять тактику. «Я не собирался торговаться. Я выполню все, что ты скажешь в любом случае, но мне можно попросить о подарке?» «Пожалуй». «Тогда вот. Я бы не хотел, чтобы ты убивала или подвергала иному официальному наказанию этого человека до того, как будет доказано, что он шпион. Если возможно. И, пожалуйста». Изобразить умоляющую интонацию у Марка так и не получилось, но он произнес вслух все, что можно. Геката это оценила. «Хорошо, я учту твои пожелания». Это значило больше, чем могли бы подумать какие-нибудь беженцы. Все знали, что официальным наказанием в Черном городе всегда становилась смерть. Марк пока не был уверен, спасет ли это человека, которого он сейчас подставит под удар, но если это действительно выведет на шпиона, стоит рискнуть. Геката снова оказалась права. Очень легко быть добросердечным отвлеченно, рассуждая о высоких темах. Но когда речь заходит о выборе, из памяти вырывается личное. Например, день атаки хазаров. И это перевешивает любые сомнения. Я думаю, к происходящему причастен Денис Сурнин. «Сын местного градоправителя?» — уточнила Геката. «Он-то здесь при чем?» Я просмотрел архив вызовов за последние месяцы. Не ты один до этого додумался. Домохозяйство Сурниных не превысило допустимый лимит. Среди вызываемых адресов тоже нет ничего подозрительного. Вызываемые адреса можно подделать. Даже я это знаю, напомнил Марк. Что же до подозрительного? Плохо то, что все в норме. Я знаю эту семью. Знакомых у них не больше и не меньше, чем у всех остальных. При этом Эдуард использует не личный лимит, а администрации.
Об этом мне еще Костя рассказывал, а Ольга пользуется лимитом больницы. Это я точно знаю. Ну и что? Малолетка недавно окончил обучение, у него остались знакомые в других объектах. Не сомневаюсь в этом, и он был бы рад поболтать, но ему нельзя. С обучения он вернулся не только с новыми знаниями, у него прибавилось связей и идей. Все это Марк знал от Ольги, которая жаловалась на сына медсестрам. Он не пытался подслушивать, просто не затыкал уши, когда находился рядом. Может, ему и следовало бы молчать о таком, однако стыда он не чувствовал. Возможно, это тоже признак социопатии. Не то чтобы она оправдывает любые поступки, но в оправданиях он и не нуждался. Среди студентов мятежные настроения были всегда. Марк сам сталкивался с таким еще при обучении медицине. Но кому-то хватало ума болтать и ничего не делать, а потом быстро забывать про модные темы. А кто-то, вот как Денис, почему-то решил, что именно он, простой оператор, сумеет свергнуть черный город. Родители его начинания не оценили. Ольга просто плакала и умоляла, Эдуард пытался давить на здравый смысл. «Даже если ты свергнешь руководство черного города, что дальше? Жить мы как будем?» «Назначим новое руководство». У Дениса ответы находились всегда. «Честное». «Как вы поймете, что оно честное?» «Как-нибудь определим». «А делать оно что будет?» «Защищать людей и делать их счастливыми». «Каким образом?» «Там на месте разберутся». «А если нет?» «Если ваше новое руководство ни с чем не разберется, а старое уже будет потеряно навсегда». «Денис, перемены бывают не только к лучшему». Вот такими убеждениями только новое время и приветствовать. Каждый спор в итоге заканчивался закатыванием глаз Дениса и рыданием матери. В какой-то момент Эдуард понял, что просто так пыл наследника не угаснет. Он запретил Денису связываться с другими объектами, а для надежности подключил компьютер сына к своему, чтобы отслеживать активность. Судя по тому, что Эдуард ходил довольным и даже купил сыну аэроцикл, он искренне считал, что Денис у него хороший мальчик. А все это время их домохозяйство использовалось для отправки сигналов. «Ты ведь понимаешь, что может быть несколько объяснений?» — поинтересовалась Геката. «Да, я их сам вижу. Первое — Денис шпион, который обманул систему. Но в этом я сильно сомневаюсь, потому что знаком с ним лично». «Недостаточно подлый?» «Слишком тупой», — пояснил Марк. «Не откровенный дегенерат, нет, но предел его способностей — настройка оборудования по инструкции. Я не верю, что он мог вскрыть систему и замести следы так, что даже ты не заметила». «Льстить пытаешься?» «Не забываю о том, что у тебя индивидуальный модуль и код-ключ от всех программ. Второе объяснение, которое я считаю более вероятным. Дениса использует кто-то еще, но Денис все-таки участвует. Подкручивает настройки домашнего компьютера, следит за тем, чтобы все сигналы проходили, когда его родителей нет дома». «Связной у предателя». «Вроде того. Третий вариант. Эдуард и Ольга тоже в деле. Четвертый. Всех их используют вслепую». Геката ненадолго задумалась, потом объявила. «Я бы и третий вариант признала очень вероятным, но ты уже понял, что я невысокого мнения о людях. Ладно, раз версия твоя, по твоему плану и пойдем. Допросим мальчика. Раскрывай глаза, ты отлеживался достаточно». Такого Марк почему-то не ожидал. Следовало бы, и все же слишком свежи были воспоминания о том хаосе, который обрушился на него при первой попытке взглянуть на мир. Он не боялся боли, но это было больше, чем боль. Ему казалось, что он растворяется, становится частью машин, и еще немного, и его просто не станет. Это давило на него настолько, что он все же позволил себе слабость. Может, все-таки позже? Ответом со стороны Гекаты стал лишь тяжелый вздох, а секундой позже она попросту сорвала с Марка повязку. К шоку это не привело лишь потому, что он держал глаза закрытыми, но намек жрица сделала более чем понятный, пришлось приспосабливаться. Информация снова навалилась на него, чудо не произошло. И все-таки прогресс был. Марк почти сразу разобрался, что к чему, с несколькими потоками информации он работал в пустоте, разница заключалась лишь в том, что теперь данные накладывались на реальный мир. А это плохо. Когда на тебя несется какой-нибудь разъяренный мутант, тебе не очень-то нужны показания счетчика забора энергии. На пару секунд Марк поддался головокружению и нарастающей боли во лбу, между глазами, первому вестнику мигрени.
И все же на этот раз он сумел взять себя в руки. Он не мог работать с этими данными, но он заблокировал их все без исключения, и к нему вернулся привычный мир. Геката ни о чем не спрашивала его, но явно уловила и его борьбу, и финал. «Неплохо», — кивнула она. «Правда, пока ты научился лишь не нуждаться в помощи, а мне требуется, чтобы ты стал полезным». «Чем лучше результат, тем дольше его ждать», — невозмутимо отозвался Марк. «Уж надеюсь. Одевайся, будем разбираться. И помни, подарок тебе вручили, остальное на мое усмотрение». Марк подозревал, что ее усмотрение не понравится ни Денису, ни его родителям, но говорить об этом не стал. Когда они покинули больницу, Геката не спросила его, куда идти, она сама указала путь. Это не удивляло. Если он разобрался, как подключаться к системе наблюдения, просто пока не рисковал это делать, то уж она и подавно умела. От Марка сейчас ничего не зависело, и он воспользовался паузой, чтобы снова вернуться к работе с архивом. Он позвал Гекату при первом же успехе, теперь перепроверил и убедился. Денис точно связан с этим. Если бы парень вручную не корректировал настройки, картина не выглядела бы такой безупречной. Так что Денис помог замести следы. И все же Марк не верил, что он и есть шпион, организовавший диверсии. Не потому, что не мог обречь на гибель поселок, очень даже мог. Он давно уже на всех смотрел с презрением. Просто слишком это сложно для Дениса. Тут явно действует кто-то с холодным рассудком. Дениса они застали дома. Но его работа допускала свободный график. Когда они вошли, Сурнин-младший сразу же взглянул на Гекату с неприязнью, но ему хватило ума ничего не говорить. Он ждал, что объявит она, однако жрица на слова не разменивалась. Она хлопнула в ладоши, и это было скорее символичным жестом, потому что команду она запустила с нейромодуля. Она активировала аварийную блокировку дома. Такая система безопасности размещалась не во всех зданиях, однако в своем жилище глава поселка ее обеспечил. На окна стремительно надвинулись бронированные экраны, на двери загорелось оповещение о том, что замок откроется только вручную и только изнутри. Даже фильтры перешли в особый режим работы, чтобы никто не попытался влезть через вентиляцию. Страху Денис не поддался, но заметно растерялся. «Что все это значит?» «Я больше чем уверена, что при нашем приходе ты сразу же послал вызов маме и папе, о юный революционер», — рассмеялась Геката. Судя по тому, как вздрогнул Денис, она попала в точку. «Не пойми меня неправильно, мне несложно убить их, но не хотелось бы, да и времени жалко. Ты достаточно взрослый, чтобы объясниться». «Что я должен объяснять?» «Скажи ему», — приказала своему спутнику жрица. Марк не ожидал, что она перебросит инициативу ему, могла бы и предупредить. Но то ли у нее изменились планы, то ли она решила устроить очередное испытание. Геката со скучающим видом отошла в сторону, прислонилась к стене, не пытаясь скрыть, что не рада здесь находиться. Марк приблизился к Денису, замершему посреди гостиной, как загнанный зверь. «Мы знаем о том, что ты причастен к шпионской сети врагов Черного города», — невозмутимо сообщил Марк. «А ты знаешь, чем это чревато. Я не удивлен тем, что ты в такое ввязался, умом ты никогда не блистал. Но главный все-таки не ты. Ты передавал информацию за пределы нашей территории. А нам нужен тот, кто эту информацию собирал. Так что у тебя есть удивительный шанс стать полезным и сохранить жизнь себе и родителям». Он решил действовать так, потому что у него не было настроения на долгий вежливый разговор, при котором Денис будет все отрицать, да еще и хамить. Марк не просто наблюдал за собеседником. Он старался осторожно использовать новое оборудование, мониторил сердцебиение, отслеживал реакцию зрачков. Денис мог удивиться тому, что его вообще обвиняют в подобном, мог испугаться, что его пытаются подставить. А он вместо этого разозлился, причем праведной злостью, которую изо всех сил в себе распалял. «Мы, значит, ты теперь настолько один из них?» «Я должен смутиться после того, как хазары, по твоей милости, чуть не убили меня и перебили несколько десятков человек?» Вот это Дениса все-таки задело, чуть сбило пыл и подтвердило догадку Марка, перед ними не организатор случившегося. Но Сурнин быстро взял себя в руки и продолжил пялиться на собеседника с вызовом. «Поколение рабов должно погибнуть, чтобы возродился свободный народ!» «Сам придумал. Или новое начальство подсказало», — поморщился Марк.
Нет у меня никакого начальства. И в будущем, которое я построю, не будет правителей. Всем будут править люди. Они будут делать то, что хотят». «А если они захотят убивать и насиловать?» — заинтересовался Марк. «При том, что другие люди не захотят быть убитыми и изнасилованными. Дело решится по праву сильного?» Он ожидал, что Денис хоть немного задумается, но тот лишь победно улыбнулся. «Вы все спрашиваете одно и то же. Ты, мой отец. Вы что, не понимаете, что вам просто промыли мозги?» «Так ты попробуй хоть раз ответить, а не зубоскалить». «С вами бесполезно вести переговоры». «А придется. Мы знаем, что ты обеспечивал анонимность переданной информации, но кто ее отправлял? Судя по тому, что я увидел, этот человек тоже находится в поселке». «Я не собираюсь тебе ничего говорить», — усмехнулся Денис. «Я не хотел этого, но с самого начала подозревал, что может дойти и до такого. Я не скажу вам ни слова». «Ты соображаешь, чем это грозит?» «Вы можете сделать со мной что угодно, пытать меня, убить меня. Я это выдержу, а больше одной смерти все равно не будет». «Твоим родителям тоже достанется», — укоризненно напомнил Марк. «Не нужно выставлять это моей виной. Ты это сделаешь, ты и тебе подобные. А мои родители, они сами виноваты в том, что поддерживали людоедскую систему. И лучшее, что я могу сделать для них в благодарность за то, что они подарили мне жизнь, дать возможность умереть с честью ради светлого будущего. Ну что, ты будешь лично меня пытать, чтобы хозяйка тебя похвалила, или за ней понаблюдаешь, еще поучишься?» Марк очень надеялся, что Геката не станет втягивать его в это еще больше. Денис его раздражал, но не настолько, чтобы пытать этого малолетнего недоумка. При том, что Сурнин ничего не придумал, он искренне считал, что делает нечто хорошее. Он способен был верить, что гибель значительной части населения поселка допустима, если потом какие-то мифические люди будут жить счастливо. Геката больше не отдавала приказов. Она направилась к Денису. Она по-прежнему улыбалась, но от этой улыбки парень сжался перед ней, как потерянный ребенок перед гипермутантом. Он все равно не отступил, однако несложно было заметить усилие, с которым он вынудил себя остаться на месте, да еще и расправить плечи. «Ну, давай, мразь, делай, что можешь», — объявил он, так и не сумев, впрочем, подавить дрожь в голосе. «Ты грязная Его пламенная речь оборвалась на полуслове, сменившись отчаянным, почти звериным воем, да и понятно почему. Геката не собиралась его связывать, угрожать и избивать. Она одним быстрым, почти небрежным движением сломала ему обе руки на уровне запястий. Теперь Денис с ужасом кричал, глядя на кости, торчащие из порванной кожи, и чувствовалось, как с этим криком из него выходит мятежный пыл. Он ведь и правда верил себе, когда говорил, что готов идти до конца, вытерпеть все и не сломаться. Но тут оказалось, что боль — это больно. Такое вот нехитрое открытие, поражающее тех, кого родители всю жизнь закрывали от настоящих бед. И льющаяся кровь — это страшно, если кровь твоя. И умереть, оказывается, можно только один раз, не услышав все похвалы в свой адрес. А ведь Денис был здесь, когда напали хазары, он эвакуировался вместе с родителями, но он знал, что убежали не все. Сожалел ли он о тех, кто точно так же смотрел на собственные переломанные кости, но в итоге не выжил? Или он быстро успокоил свою совесть тем, что убил рабов? Если плохой убивает хорошего, это не так уж плохо, очень удобная логика. Крик захлебнулся, Денис отшатнулся в сторону, и его вырвало на ковер, которым его мать так гордилась. Парень не удержал равновесия, упал, инстинктивно остановил падение переломанными руками и снова взвыл. «Ну, хватит уже», — поморщилась Геката. Она пнула Дениса в бок с такой силой, что парень перелетел через всю комнату, ударился о стену, да так и замер на полу, всхлипывая. Он не потерял сознание и теперь сквозь слезы смотрел на Гекату и Марка, как на равных чудовищ. Возможно, это должно было угнетать Марка, но не угнетало. Гораздо большее значение для него имело то, что жрица не наслаждалась причинением боли. Она всем своим видом показывала, что выполняет скучнейшую, но необходимую работу. «Кто он?» — поторопила Геката. «Он и рад был бы не связываться с тобой лично, да пришлось.
Ты уже заметаешь цифровой след его сообщений. Не хватало еще заметать след вашего общения. Он просто использовал тебя. Хотя я б на его месте тебя убила, когда атака хазаров по большей части сорвалась, а он то ли не успел, то ли не осмелился. Ну так что? Кто твой гнилостный друг?» Марк ожидал, что он будет держаться дольше, снова заговорит про принципы и высшую цель, но нет, об этом Денис, судя по ошалелому взгляду, уже и не помнил. Это было бы смешно, если бы не чудовищность ситуации. Он готов был пожертвовать жизнью до тех пор, пока не нужно было умирать. Он назвал имя, и когда это имя прозвучало, Марк пожалел о том, что привлек Гекату, а не разобрался сам. Потому что теперь предателем предстояло стать ему. Гипермутанты никогда не пробираются незамеченными. Просто потому, что к этому виду относят аномальных созданий ростом от 10 метров и более. Или диаметром, потому что далеко не все они способны оторваться от Земли, но менее опасными от этого не становятся. Тот, что явился к Черному городу, был как раз из ползающих. Если взглянуть на него сверху, с высоты птичьего полета, можно было отметить определенное сходство с черепахой, лишенной и панциря, и костей, судя по медленным плавным движениям. А вот если стоять прямо перед ним, оценить это не получилось бы. При наблюдении вблизи мутант напоминал сплошную волну надвигающейся серо-зеленой бугристой плоти, на которой выделялась разве что черепашья голова с мутными, безразличными ко всему глазами. Такие порождения пустоши не искали тайных путей и не подкрадывались. Сложно подкрасться, когда земля начинает дрожать за 10 минут до твоего появления. Они были опасны своей несокрушимостью и тем абсолютным разрушением, которое приносили, даже не желая его. Вот и этот мутант уже уничтожил 2 объекта и повредил бесчисленное множество дорог. Он даже не обратил на это внимания, он был лишен ярости. Он двигался вперед с тупым упрямством того, кто на иное просто не способен. Возможно, его манила энергия, которую генерировал Черный город, а может, люди, собранные внутри. Второго такого скопления не было на 1000 километров вокруг. Причины никого не интересовали на самом-то деле. Мутанта полагалось уничтожить при любом раскладе. Теперь по его телу двигались 2 фигуры в черном, так стремительно, что не каждый разглядел бы тренированных мужчин, терявшихся на фоне равнины живой плоти. Люди, видевшие гипермутанта хотя бы издалека, неизменно поддавались первобытному страху, который внушало им это существо. Но те 2 людьми не были. Это угадывалось во всем, в их поразительной скорости, в высоте, на которую они могли подпрыгнуть, весе оборудования, которое они без особых усилий закрепляли и устанавливали на шее мутанта. А еще в том, что рядом с тварью, между делом уничтожающей города, они вели отвлеченный разговор, не касающийся чудовища. «Не знаешь, правда это про жрицу или нет? То, что она утворила?» «Судя по твоему тону, ты прекрасно знаешь, что это правда, и что я не знаю. Тебе не ответ нужен, а возможность рассказать мне. Так что она утворила?» «Завела питомца». «Человека или животное?» «Человека! Заказала ему новый модуль. И тут же получила. Я тебе говорил, у нее привилегии». «А у тебя паранойя. Не ты ли одним из первых начал заводить прирученных мастеров контроля?» «Допустим, и что?» «И почему тебя смущает, что жрица делает то же самое?» «Потому что она не делает то же самое». От злости мужчина в черном вогнал устройство в шею твари с такой силой, что пробил шкуру, и в воздух поднялся фонтан крови. Гипермутант этого не заметил. Он продолжал сонно ползти вперед. «Твою мать, теперь смердеть буду весь день!» «В этом тоже жрица виновата». «Ты дошутишься! Я тебе говорю, она затеяла нечто особенное. Она же сама говорила, что ей не нужны шавки. Так, может, она завела не шавку?» «А кого тогда?» «Поговаривают, что она нашла кого-то с потенциалом на воплощение. Новое воплощение верной жрицы. Как тебе?» Второй мужчина, только-только заканчивавший смахивать кровь с плаща, расхохотался. «Да ты совсем в пустошах рассудок потерял». «А что такого? Все воплощения когда-то были людьми». «И каковы шансы, что какой-то рядовой оператор
или кто он там, оставался незамеченным до зрелых лет? Он хирург. Да без разницы. Если бы он был достоин внимания Черного города, его бы давно нашли. Это просто новая забава жрицы, наиграется и забудет. Нет, ты не знаешь эту суку так, как ее знаю я. Она натравит своего той мальчика на нас при первой же возможности, вот увидишь. Ты несешь такой бред, что я даже комментировать не буду. А и не надо. Я его сам убью, понял? Понял. Но прежде чем убивать его, выполни задание. Иначе Черный город разберется с тобой до того, как это сделает Геката. Да тут почти все уже. Они и правда закончили установку. Они соскочили с движущейся туши одновременно, а спустя секунду бомба взорвалась. Голова, отделенная взрывом, улетела далеко вперед, снося на своем пути вековые деревья. Тело по инерции продолжило движение, но совсем недолго. Оно тоже начало заваливаться медленно и величественно, как внезапно поддавшаяся ходу времени гора. Никто не оставил бы груду плоти такого размера без внимания, но проводить зачистку предстояло не воплощением. Они свое дело сделали, они готовились отступить. Однако в последний миг один задержал другого. «Послушай, он же мертв?» «Ну да. Как бы эти уроды не были сложены, основы анатомии совпадают. Без головы они не живут». «Но если не живут, почему в его теле все еще что-то двигается?» Глава 7. «Не дергайся, я пришел просто поговорить. И да, это твой последний шанс». Марк до сих пор не был уверен, что поступает правильно. Он ведь многим рискнул сейчас, даже при том, что он не солгал Гекате напрямую. Когда выяснилось, что Вена нет дома, она сама предложила разделиться, чтобы побыстрее его отыскать. Наладчик оборудования мог оказаться где угодно. Марк тогда просто согласился на это, не уточняя, что знает, где Вен бывает чаще всего. Потому что смириться с тем, что тот самый предатель — это добродушный и смешной Вен Сычкин, почему-то не получалось. Даже при том, что друзьями они не были, и в любых других обстоятельствах Марк предпочел бы держаться подальше от Вена. Да и вообще, где эта хваленая социопатия, когда она так нужна? Почему она не позволяет поступить правильно? А вот не позволяет. Марк слишком хорошо помнил, каким Вен был в детстве, когда таскался за ним и Костей по пригороду. Это избалованный Денис Сурнин способен проникнуться пафосными идеями, не особо вдумываясь в них. Вен действительно добрый, из тех простаков, которые готовы любить всех и каждого, но при этом он не дурак. У него отличное образование. И вот он все силы бросил на то, чтобы уничтожить Черный город, даже если ради этого придется пройти по дороге из трупов. От слов Дениса хотелось отмахнуться, но Марк чувствовал, этот слизняк не врал. Он мгновенно впал в истерику и выдавал все, что мог, лишь бы его оставили в покое. Кстати, тут Геката свое слово сдержала. Получив информацию, она просто разблокировала дом, пустила к рыдающему Денису родителей и ушла. Но Эдуард не дурак, сам сыну мозги вправит, он ведь понимает, что им выпала уникальная возможность. Так что с ними все ясно, а с Веном нет. То, что Денис верил своим словам, вовсе не означало, что все так и обстоит. Возможно, Вена подставили, как недавно подставили Марка. Именно поэтому Марк пошел навстречу один, он догадывался. Второго подарка за сутки от Гекаты не будет. Вен был там, где ему быть не полагалось. В одном из заброшенных домов. Он в этом месте часто отдыхал, здание располагалось на границе деревни, и через обвалившуюся стену второго этажа открывался по-своему завораживающий вид на пустыню и просматривающиеся вдалеке солнечные панели. Сегодня Вен снова использовал обеденный перерыв, чтобы спрятаться от всего мира. Он устроился в старом продавленном кресле, потягивал из металлического термоса что-то и размышлял, когда его нашел Марк. Долго объясняться Марк не собирался. Он решил действовать так же, как при разговоре с Денисом, сразу шокировать и посмотреть на реакцию. Только вот Вен не был пылающим страстями новичком, он так быстро не поддался. Он обернулся к Марку, растерянно улыбнулся, разглядывая его с неподдельной радостью. «Ты уже вышел из больницы, а мне сказали, это будет позже. Я ведь каждый день к тебе приходил, ты знаешь?»
Он был очень убедителен в своей игре. Безупречен даже. Марк не ожидал такого отпухлого, милого, всеобщего любимца, которому вроде как никогда не нужно было притворяться. И все-таки ошибку он допустил. Он полностью проигнорировал слова Марка. Сделал вид, что не услышал, хотя был достаточно близко. Он выигрывал себе время, чтобы подобрать ответ, вместо того, чтобы искренне удивиться. Дурное предчувствие нарастало, сопротивляться новому знанию о мире становилось все сложнее. В памяти снова мелькнул воющий от боли и страха Денис Сурнин. Теперь и Вен должен стать таким, наблюдающим за собственными окровавленными костями, теряющий человеческий облик. Это было достойное наказание для расчетливого предателя. Так ведь Вен не способен быть таким. Есть у Марка социопатия или нет, а кое-что о людях он знает. «Ты зря тратишь время», — покачал головой Марк. «Я пока что здесь один, она отправилась к залу настройки солнечной фермы, но скоро она сообразит, что там тебя нет, и придет сюда. С ней ты не договоришься. Со мной, может быть». Вен сделал шаг к нему, будто собираясь обнять, как раньше, но он резко остановился в движении, и руки безвольно упали вдоль туловища. Он размышлял о чем-то, и взгляд, направленный на Марка, больше не был наполнен детским восторгом. Вот теперь на Марка действительно смотрел тот, кто способен был собрать бесценные разведывательные данные и организовать резню. Но не тот, кто сделал бы это ради денег или собственного блага. Тут привычный образ Вена еще не рассыпался. «Получается, ты все-таки сорвался с поводка, и не все еще потеряно?» — спросил Вен, и в его голосе больше не звенело то детское обожание, с которым он всегда обращался к любимым друзьям. Это должно было ранить, но Марк не почувствовал ничего нового. Травма приживалась, шок отпускал. «Ты мне скажи, сколько нужно заплатить, чтобы ты пошел на такое?» «Заплатить?» — изумленно переспросил Вен. «Ты считаешь, что я сделал это ради собственной выгоды? Да ты просто не понимаешь, что мир...» «Совсем не такой, как мне кажется», — перебил Марк. «Я это в последнее время слышу чаще, чем хотелось бы. Так объясни мне, что это за мир? Да и вообще, с чего ты взял, что он именно такой? Как вариант, тебе врали раньше и наврали снова, но уже по-другому. Почему ты вдруг перезагрузился?» «Потому что правду мне открыли мои родители». Вен Сычкин действительно был совсем не таким, как Денис. Не бунтующим, не пытающимся корчить из себя героя только потому, что обычная жизнь кажется слишком скучной. Да, когда он учился, студенты привычно шептались о бунте и борьбе за свободу, но Вен даже в самые романтичные годы их игнорировал. Он был хорошим мальчиком, который стабильность ценит больше, чем любые потрясения, и он уж точно не хотел стать мятежником. Он прекрасно знал, что о его родителях ходили разные слухи, однако сам он их с легкостью игнорировал. Он верил в справедливость черного города. Если его маму и папу не наказали, значит, все в порядке, а болтать люди могут сколько угодно. Даже перемещение родителей в башню расстроило его, но не заставило взглянуть на них по-новому. Вен поверил в версию с понижением личного коэффициента. Его любовь была абсолютной, и он с легкостью поехал бы за семьей в изоляцию, если бы ему позволили. Но родители такого не допустили. Они уговорили его начать самостоятельную жизнь в объекте. Он и начал, сдерживая тоску по родным, частыми сеансами видеосвязи, порой даже превышающими лимит, однако это не так уж страшно. Вен быстро научился подстраиваться под чужие лимиты. Он не ожидал никакой новой правды о мире, не искал ее и внезапно получил. На сеансе видеосвязи, который должен был стать самым обычным, родители рассказали ему все. Они действительно давно были частью подпольной организации, работающей над устранением черного города. Тут речь шла не об очередном студенческом кружке, от которого никогда не будет толку, нет. Они примкнули к полноценному сопротивлению, объединившему ученых, лучших операторов, даже некоторых мастеров контроля. Все они так или иначе выяснили, что представляет собой черный город, и не смогли это принять. «Знаешь, что это?» Вен, увлекшись, поддался смеси обиды и злости. Он снова напоминал того эмоционального мальчишку, который таскался за Марком и Костей по всему пригороду. «Это машина! Черный город — это гигантский сверхкомпьютер, уцелевший после 5-й перезагрузки.
а тот самый совет, который якобы им правит, его обслуживающий персонал. Они делают то, что машина сделать не может. Компьютер предоставляет им за это исполнение любых желаний, которые не навредят ему. Там творится то, что в страшном сне не привидится. Ты ведь знаешь, что никто никогда не возвращается из Черного города? Мы привыкли считать, что это добровольно. Нет ведь места лучше и безопасней. А на самом деле никому просто не позволяют уйти. Раньше Роман и Елена скрывали все от сына, потому что щадили его, но теперь они решили, что Вен стал достаточно взрослым для истины. Они не просто рассказали ему все, что знают. Они показали ему видеоролики, порой добытые ценой жизни повстанцев. Записи того, что на самом деле происходило в Черном городе, и это были страшные записи. Молодые люди, согнанные в дома развлечений, где те самые члены совета, обслуживающие компьютер, могли делать что угодно. Огромные фермы с бесконечными рядами загонов, в которых женщины были вынуждены выращивать младенцев, зачатых не добровольно, а по специальной программе, ведь не зря же Черный город собирал в своих стенах лучших. Чудовищные клиники, где людей, утративших ценность, разбирали на части. Некоторые органы пересаживали другим, более перспективным. Все остальное перерабатывали в биомассу, использовавшуюся для экспериментов по созданию человекоподобных машин. Но самая страшная судьба ожидала неугодных, тех, кто посмел идти против воли Черного города. Их месяцами, а иногда и годами держали в камерах, разделяя на части, убивая инфекциями, заставляя гнить заживо до тех пор, пока они не теряли рассудок, пока не умоляли о прощении. И все это, чтобы создать пример для остальных, тех, кто тоже рискнет подумать о сопротивлении. Родители Вена понимали, что могут обречь на такую же судьбу и себя, и сына, но они все равно не отступили. «Потому что кто-то должен остаться человеком», — заявил Вен. Он то ли гениально играл, то ли действительно не сомневался. Марк уже видел блеск слез на его глазах. Слез не страха, а ярости, затаенной слишком давно, чтобы идеально ее скрыть. Потому что сейчас Черный город полностью контролирует сознание почти всех, убеждает нас, что мы обязаны ему, что вокруг пустоши и хищные твари, и роботы, порожденные вирусами предыдущих перезагрузок. А на самом деле единственное, что мешает людям заново застроить планету — он сам. Его вера была настолько сильной, что становилась заразительной. Он не мог показать те же ролики, которые прислали ему родители, потому что их нельзя хранить. Однако Марк ни на миг не усомнился, что его собеседник действительно видел все те кровавые моря и погибающих в муках людей, о которых говорил. Вена до сих пор трясло при воспоминании о них. Кого-то другого такой искренний, сильный поток эмоций и вовсе увлек бы, но Марк после первой волны изумления уже чувствовал неприятие, которое дарил холодный разум. «Ты ведь понимаешь, сколько в твоей истории пробелов?» — спросил он, когда Вен наконец замолчал, чтобы перевести дух. «Что? Каких еще пробелов?» «Зияющих. Зачем Черному городу создавать генетически безупречных людей, если он все равно разгонит их по операционным и скотофермам? Зачем строить человекоподобные машины? Зачем искусственно поддерживать угрозу в виде мутантов и роботов, если они уничтожают инфраструктуру Черного города?» «Это же машина! У нее сложная комбинация ходов, и она легко идет на жертвы!» «Допустим. Но если вы идете на жертвы так же легко, стоит ли менять машину на вас? Что тогда изменится?» «Мы спасаем людей!» — возмутился Вен. «Да? Когда меня пытались перемолоть хазары, у меня не было ощущения, что это в моих лучших интересах». Вот теперь Вен по-настоящему смутился, виновато отвел взгляд. Похоже, в нем все-таки не было искреннего фанатизма, он просто зарядился убеждением родителей, потому что иначе не мог. Он слишком любил их, настолько, чтобы принять любые их идеи, не задавая тех неудобных вопросов, которые теперь задавал ему Марк. «Мне жаль, что так получилось», — признал Вен. «Но нам нужен был способ лишить Черный город энергетической подпитки как можно скорее. Мы пытались сделать это через диверсии, но потеряли слишком много людей. Знаешь, как их казнили?
через введение кислоты внутрь тел, причем достаточно разбавленной, чтобы агония длилась часами. В страшилки можешь не пускаться. Это было! Я верю, что ты веришь. Но не соскакивай с основной темы. Нам пришлось ударить по энергоструктуре, для этого и требовались хазары. Но сработало ведь! Мы впервые нанесли удар, который Черный город по-настоящему почувствовал. А знаешь, кто еще его почувствовал? Несколько сотен людей, погибших при вашей выходке. Будешь мне доказывать, что можно пожертвовать сотнями, чтобы спасти тысячи? Только эта занятная математика не работает, когда сотни перестают быть сухой статистикой, когда у них появляются лица, имена и планы на будущее. Если вы уже сейчас делите людей на более и менее ценных, в чем смысл менять Черный город на вас? Если ничего не изменить, человечество просто вымрет. Да, массовые убийства лучше всего препятствуют вымиранию. Как вы сошлись с хазарами? Вы знаете, что они такое? Марк не просто наблюдал за Веном. Он по-прежнему использовал все доступные свойства нейромодуля, чтобы мониторить состояние собеседника. Вен — идеалист. Мог ли он так легко согласиться на использование роботов, в которых встроены люди? Но Вен, обсуждая это, даже не моргнул. Он не видел в союзе с хазарами ничего особенного. Он не знал. Вот и все, что имело значение. «За эту часть плана отвечаю не я», — отрезал он. «Да, нас немного, но каждый ценен. Ты и сам это понимаешь. В глубине души в тебе осталось что-то человеческое, иначе ты не пришел бы ко мне один». Я пришел, чтобы понять, и пока скажу честно, понимания нет. Ты убил Костю и пытался убить меня не один раз. То, что ты меня подставил, тоже можно считать попыткой убийства. Не припомню, чтобы ты препятствовал расстрелу. Твои рыдания на исход не повлияли бы. Я бы погиб там, если бы не жрица. Моя жизнь с твоей подачи давно уже держится на «если бы». Вен сжал кулаки, он заметно покраснел. Ему действительно было стыдно. И все же он нашел идеи, за которые мог держаться, оправдывая себя, и взгляд он больше не отводил. Он ценил Марка, он говорил правду, когда называл его другом, но своих друзей он не любил так, как любил родителей. «Мне жаль, что Косте пришлось умереть, и я сожалею о том, что пытался убить тебя. Если бы выбор был за мной, я не стал бы, но я согласился на все это, зная, что примыкаю к чему-то большему, чем я сам. И ты можешь. Еще ведь не поздно, Марк. Я слышал, что тебе дали высшие технологии Черного города. Мы очень давно хотели до них добраться. Если мы прямо сейчас сбежим, я знаю как. Мама и папа найдут нам убежище. С твоей помощью мы выясним гораздо больше. Может, ударим по Черному городу изнутри. Мы спасем всех тех, кто уже не надеется на чудо». Вен говорил это не только для Марка. Он говорил и для себя. Он был достаточно умен, чтобы понять, насколько глубоко он увяз в этой борьбе. Дело было не только в законах, которые он нарушил. Он, раньше просто существовавший, неожиданно обрел полноценный смысл жизни. Не деньги, не выгода, не власть, а счастье всех людей. Но разве не здорово? Если он признает, что на самом деле ввязался в чужой план, направленный на получение выгоды, он из героя превратится в массового убийцу и потеряет самого себя. В этот миг Марк почти сочувствовал ему, но отпускать все равно не собирался. «Я не позволю тебе уйти». Вен посмотрел на него с таким негодованием, будто это Марк трижды пытался его убить и погубил ни в чем не повинных людей в процессе. «Ты понимаешь, что прямо сейчас предаешь род человека?» «Хватит!» — холодно прервал его Марк. «Давай без этих словесных кружев, а? Ты выбрал сторону. Я тоже это сделал. Вот и все, что имеет значение». Он впервые использовал новый модуль для контроля. Может, и не следовало бы решаться на такое без тренировки, но у него не осталось выбора. Он не представлял, чем может быть вооружен Вен, и не хотел вступать в ближний бой. Он все еще надеялся задержать Вена живым и, возможно, получить у Гекаты очередной подарок, если этот спаситель человечества все-таки согласится сотрудничать. Еще во время разговора Марк просканировал их окружение и теперь легко подчинил 2 роботов класса «Универсал».
С базовым модулем даже это сразу приносило головную боль, однако новое оборудование работало безупречно. Марк и без подготовки легко управлял машинами. Один робот, похожий на человека, вошел в комнату через дверь, второй, силуэтом напоминающий крупную собаку, заскочил прямо через разлом в стене. Они остановились по разные стороны от Вена, бросавшего гневные взгляды то на них, то на Марка. «Вот значит как! Ты выбрал машину, а не людей? Или все дело в воплощении? А ведь мама и папа пытались тебя предупредить!» «А еще они пытались убить меня твоими руками. Не все их попытки мне во благо». Вен проигнорировал его слова, он тонул в собственном возмущении. «Или ты решил, что она тоже человек? Что она настоящая женщина из плоти и крови? Ты ведь понимаешь, что она машина? Отсюда и название. Компьютер создает себе воплощение, чтобы выходить за стены города. Она программа в оболочке». «Ты уверен в этом?» «Абсолютно!» «Потому что у тебя есть доказательства? Или потому что мама с папой сказали?» «Я знаю правду!» «Ни черта ты не знаешь на самом деле. Она не машина. Она больше человек, чем ты, хотя сравнение с тобой, конечно, не самая высокая планка». Марк сначала сказал это, а потом понял, что не пытается позлить Вена, он говорит свою правду. Или часть правды. Он действительно не знал, кто такая Геката на самом деле, и понимал, что обычным человеком она быть не может, но он не верил в то, что это действительно робот с удачной компьютерной симуляцией. Нет, она точно нечто большее, нечто жестокое и вместе с тем предельно честное. Он знал, что Вен не поймет его и не сдастся, для этого поздновато. Он просто ждал, как именно его собеседник попытается удрать, что сделает. Марк не верил, что готов ко всему, он скорее попытался подготовиться и все равно не смог. Вен, сообразив, что переговоры зашли в тупик, достал из кармана нечто маленькое, похожее на шарик из белого металла, переливающийся красными огнями. Марк понятия не имел, что это такое, попробовал распознать прибор модулем, но не смог. Получил лишь предупреждение о неопознанном устройстве предположительно боевого назначения. Ну а потом ему стало не до того. На него навалилась боль. За прошедшие дни Марк сталкивался с болью во всех ее проявлениях, и такой опыт ко многому его подготовил, но не сделал неуязвимым. Его накрыла сокрушительная волна, сбила с ног, заставила сжаться на полу. Боль была настолько сильной, что в первые секунды он даже не понял, откуда она исходит, как ее остановить, почему она повсюду сразу. А потом ему удалось разобраться. Вен использовал против него тот самый усовершенствованный нейромодуль. Принесенный им прибор передавал модулю прямую команду, которая и оборачивалась болью, пущенной по нервной системе. Атака не травмировала Марка. Похоже, настоящих повреждений не было. Но тут радоваться нечему. Если он сделался почти беспомощным, ему едва удавалось дышать. О том, чтобы подняться на ноги и уж тем более использовать роботов, и речи не шло. Он постарался подавить боль, заглушить ее. Бесполезно. Его сил хватало лишь на то, чтобы оборвать собственный крик и держать глаза открытыми. На большее он не был способен, и никто не был. Он видел, как Вен подошел ближе. Перед ним снова был тот самый друг Веня Сычкин из пригорода, и он плакал, искренне плакал, понимая, что сейчас произойдет, но не мог поступить иначе. Человек, которого слепили из него родители, был достаточно умен, чтобы понять, такую угрозу, как Марк, нельзя оставлять в живых. «Прости меня. Пожалуйста, прости и за Костю, и за себя. Так нужно, всем нужно, и я тоже однажды заплачу. Я не буду счастлив от этого». «Да мне плевать», — с трудом произнес Марк, чувствуя во рту привкус крови и не пытаясь даже догадаться, откуда она поступает. «Но если что, тоже прости». «За что?» — растерялся Вен. «Я сказал, что жрица послала меня сюда, а сама ушла далеко, но не сказал, что я ей не поверил». «Надо же, какой умный мальчик!» — прозвучал где-то совсем близко насмешливый голос Гекаты.
Ты оказался чуть лучше, чем я предполагала». Он не был удивлен, что она здесь. Не так сложно было догадаться, что она проследит за ним. Уже само это предложение разделиться было странным. Используя нейромодуль, Геката могла проверить несколько мест сразу, не отправляясь туда. Но она настояла на том, чтобы Марк пошел один на поиски человека, который вполне мог считаться его другом. Он понятия не имел, зачем ей это нужно. Выманить Вена, разговорить его, проверить Марка. В тот момент он запретил себе размышлять о таком, чтобы не пришлось врать Вену. Марк не знал, какое оборудование выдали предателю, сможет ли оно распознать ложь. Но теперь молчать не было смысла. Он рисковал погибнуть тут. Геката, похоже, и сама купилась на его трюк, потому что она не спешила на помощь. А вот теперь, когда он доказал свою верность, она перестала таиться. Одна из стен комнаты просто разлетелась на крупные обломки, и сквозь слои строительной пыли шагнула жрица. Не обращая пока внимания на Вена, она прошла в центр комнаты и одним ударом ботинка раздробила круглое устройство. Боль отступила мгновенно, и Марк позволил себе расслабиться. Подняться пока все равно не получалось бы, долгие болезненные спазмы оставили после себя неприятную слабость. «Зачем было тянуть так долго?» — мрачно поинтересовался он. «А вдруг ты тоже крыса?» — беззаботно отозвалась Геката. «Я и так возложила на тебя большие надежды. В какой-то момент это начнет граничить с наивностью, если не проводить проверки». Марку было что сказать по поводу ее проверок, но он сдержался. Сейчас не лучшее время, ничего еще не закончилось. Вен сжался перед жрицей, он боялся ее до паники, до дрожи. Да и понятно почему. Если он действительно видел ролики о том, как черный город пытает людей, разрывая их на части, он уже примерял судьбу несчастных пленников на себя, и он, в отличие от Дениса, понимал, что это не шутки, что страдание вполне возможно, но просить о пощаде он не спешил. А жрица, в свою очередь, не спешила нападать. Она даже не двигалась к Вену, замерла на месте, скрестив руки на груди, и носком ботинка указала на разбитое устройство. «Ты ведь понимаешь, что это не технологии черного города? Тут такое изобретать не будут, смысла нет. Главная цель этого оружия — уничтожение мастеров контроля. Это сложнейшая разработка, на которую ни у тебя, ни у твоих родителей, ни у всей вашей шайки блаженных дегенератов ума не хватит. И ты после этого веришь, что вы не продались кому-то куда более могущественному? Меня предупреждали, что ты будешь пытаться заговорить меня, сбить с толку. Я не поддамся. Никто из нас не продается. Да при чем тут заговорить? Скажи, кто разработал парализатор, и я не просто отстану. Я, может, и жизнь тебе сохраню. Я не выдам своих. Зачем врешь? Укоризненно посмотрел на него Геката, которую, похоже, его отвага не впечатляла. Выдать можно только то, что знаешь, а ты не знаешь. Марк, если тебе кажется, что я наблюдала за твоими мучениями только потому, что бессердечная сука, то очень зря. В смысле, я, конечно, она, но тут мне было интересно другое. Какими технологиями снабдили Пухляша, и знает ли он, кто его босс? Теперь вот вижу. Защитить смогли от мастеров контроля, но не от воплощений. Это указывает на его ценность. Ну а в тот бред, что он тут красиво произносил, он действительно верит. Ладно, доставим в черный город. Может, там среди подсознательных воспоминаний чего интересного найдут. Для Вена это стало последней каплей. И Геката, скорее всего, знала, что так будет. Как только стало ясно, что он все-таки попадет в черный город живым, он сорвался. Он попытался удрать, позабыв о гордости отважного повстанца. А Геката не собиралась бросаться за ним лично. Она использовала одного из роботов, призванных Марком, чтобы одним ударом оглушить беглеца. Марк к этому моменту поднялся на ноги. Он видел, как робот поднимает обмякшее тело Вена и несет куда-то. Помешать он не пытался, спросил только: «Что будет с ним дальше?» «С нами», — уточнила Геката. «Это для тебя важнее. А мы дальше организуем доставку». Он не ожидал, что она займется транспортировкой лично, и уж тем более, что она возьмет его с собой.
Марку и раньше не хотелось приближаться к городу, истекающему кровью, а после рассказов Вена тем более, но отказываться он все равно не стал. Марк подозревал, что в его судьбе это ничего не изменит. Поехать придется, просто уже с подпорченной репутацией. Да и потом, даже после всего, что случилось, он надеялся помочь Вену. Его самого это желание раздражало, но он слишком хорошо понимал, Костя на его месте поступил бы именно так. Это можно было считать его последней данью тому, кого он не смог спасти. Ехать предстояло в кузове одного из грузовых транспортов, лишенном окон. Марк уже перемещался в таких, они лучше всего подходили для безопасного путешествия между объектами. Впрочем, для обычных людей предназначались транспорты попроще, до отказа заставленные узкими и не слишком удобными креслами. Жрица, как и следовало ожидать, предпочитала иные условия. Транспорт, который она использовала, был заполнен новой мебелью, мягкой, обитой белоснежной кожей, вроде как расставленной в случайном порядке, но при этом надежно закрепленной на полу так, чтобы не двигалась во время путешествий. Никаких клеток для пленника тут не было, но они и не требовались. К Вену был приставлен инспектор, соединивший себя и заключенного укрепленными наручниками. И даже это было излишне. Вен до сих пор не пришел в себя, его обыскали, оружие не нашли, а на рукопашный бой он попросту не способен. Транспорт двинулся с места на удивление мягко, без привычных для таких крупных машин рывков. Он идеально скрывал все неровности дороги, и порой Марку даже приходилось использовать модуль, чтобы определить, едут они вообще или нет. Тут были все условия для отдыха, а расслабиться все равно не получалось. По крайней мере, не получалось у него. Геката чувствовала себя вполне комфортно. Она взяла из бара банку с каким-то коктейлем, устроилась в кресле, с любопытством взглянула на Марка, ожидая, что он будет делать дальше. Он занял место напротив нее, к еде и напиткам не притронулся, настроения не было. Что из того, что он сказал мне, правда? В этой душещипательной истории про борьбу человека и машины, уточнила Геката, по большей части унылое сочинительство. Не его, разумеется. Кто-то сляпал эту версию и теперь активно ее распространяет. И почему же она не может быть правдой? Потому что для полноценной борьбы нужны идеи и ресурсы. А люди, способные поверить в совсем уж простенькие идеи, ресурсов лишены. Следовательно, идеи им подкидывают те, у кого цели попрактичней. Но ты не скажешь мне, кто именно. «Если бы я знала», — вздохнула Геката, — «в этом и задача. Добраться до тех, кто изготавливает парализаторы, способные поджарить мозг мастеру». «Ты так и не объяснила мне, откуда взялась кровь, которую я видел в черном городе». «Я и сейчас не объясню», — отмахнулась она. «И много чего тебе не объясню. В первую очередь, про внутреннюю организацию. То, что ты прошел одно испытание, не значит, что ты получил абсолютное доверие». И все же, лучшая ложь обычно строится на правде, тогда она получает хоть какое-то подтверждение, и оправдаться уже сложнее. Думаю, в рассказе Вена была хотя бы пара правдивых фактов. Геката бросила на него один из своих странных взглядов, который Марк никак не мог истолковать. Улыбаться она не прекратила, но заговорила с ним уже серьезней. «Если тебя интересуют гигантские дома пыток, сексуально озабоченные механики и фермы, где из женщин делают дойных коров, то такого нет. Тут наш неведомый враг использовал классические страшилки, бьющие по уязвимым местам. Издевательство над слабыми, беспомощность, бесправие, такое вот. Когда ты спорил со своим пухлым другом, ты сам сказал, что черному городу невыгодны нелогичные действия. И ты был прав. Но да, там есть компьютер. Там есть строгие законы, и там не нянчатся с преступниками. А вот мутанты и роботы-вирусы типа Хазара — не наша работа, нам они даром не упали. Ты вот еще в чем был прав. Ты выбрал сторону. Придерживайся ее или переходи на другую, но не предавай. Предателей не любят нигде, всю историю человечества так было. Честный враг порой достоин милосердия. Про предателей я того же сказать не могу». Марк перевел взгляд на Вена, все еще лежащего на полу неподвижно.
Получается, его судьба предрешена. Его судьбу я даю тебе шанс наблюдать своими глазами, пожала плечами Геката. Остальное узнаешь на месте. Спорить и дальше не было смысла. Марк мог не соглашаться со всем, что она говорила, но сторону он и правда выбрал сам. Геката повлияла на него, однако ни к чему не принуждала, поэтому разумнее было затаиться, больше слушать, меньше говорить и вообще не вспоминать о крови в стенах черного города, даже если такие воспоминания куда навязчивее остальных. Он приготовился к долгой дороге. Даже на отличном транспорте путь до черного города отнимал не меньше суток, и тем больше было его удивление, когда уже через 3 часа грузовик начал замедление. Марк решил даже, что ему почудилось, снова связал нейромодуль с бортовым компьютером и получил подтверждение, что никакой ошибки нет. Они действительно прибыли, только вот не в город. Марк подключился к внешней камере наблюдения, ему давно уже хотелось попробовать нечто подобное, и теперь для этого настал идеальный момент. Он по-прежнему видел то, что находилось перед его глазами, но видел и то, что происходило перед лобовым стеклом беспилотника. Изображения накладывались друг на друга. Удерживать внимание на обоих он не мог, но мог быстро переключаться с одного на другое, особенно когда рядом с ним ничего не происходило. Он убедился, что они и вправду очень далеко от черного города, дальше, чем были. Прямо перед ними зеленел старый одичавший сад, а чуть дальше, над кронами деревьев, поднималась каменная башня, закованная как в броню в металлическую сеть орудий. Наблюдательный пост. Марк никогда прежде здесь не был, однако мгновенно догадался, где они. «Тебе нужны его родители». «Ну да. Ты что, не знаешь, как ведутся расследования? Находишь улику, смотришь, к чему она ведет. Ты выяснил, что из истории торчит рыльце Дениса. Денис привел нас к Вену. Теперь нам нужен тот, кто знает больше Вена, или следующий факт о происходящем. Ты могла бы приказать арестовать их и привезти в черный город. Почему сюда приехали мы, да еще с ним? Увидишь». Геката повела в воздухе указательным пальцем, отдавая команду без слов. Вообще-то для контроля над роботами даже это не требовалось, но Марк давно уже заметил, что ей нравятся такие вот символические жесты. Инспектор тут же повиновался, он наклонился к Вену и сделал укол. Судя по тому, что пленник мгновенно зашевелился, в шприце был стимулятор. Марк подошел ближе, ожидая, пока Вен придет в себя. Геката потянулась в кресле. Она как раз никуда не спешила, и уже это было странно. Она ведь знает, что в башне предатели. Они могут отреагировать на внеплановое появление грузовика как угодно. Промедление с ее стороны казалось беспечностью, но Марк уже усвоил, что беспечной она не бывает. Поэтому вопросов он не задавал, просто ждал, что будет дальше. Вен открыл глаза, ошалело огляделся, пытаясь сообразить, где он находится, как сюда попал и почему голова у него болит так, будто на ней ритм полчаса выбивали. На Марка он покосился с надеждой, а вот, заметив Гекату, сразу же шарахнулся, рванулся к выходу, но наручники удержали его, и он снова повалился на пол. «Попрыгал?» — с демонстративным сочувствием спросила Геката. «Или дать тебе еще момент на сборы? Не затягивай. Невежливо заставлять старших ждать». «Что?» — нахмурился Вен. «Где мы? Что происходит?» «Мы приехали к башне твоих родителей», — пояснил Марк. Если до этого момента Вен еще медлил, придавленный страхом и головной болью, то теперь вскочил на ноги мгновенно. Он попытался броситься на Марка, будто позабыв о разнице в росте и силе между ними. Он был переполнен яростью, от которой Марк оказался далек и даже преуспел бы в чем-то, если бы его не сдержал робот. Металлические руки обхватили пленника с 2 сторон, и Вен, как ни старался, не мог вырваться. Но даже это не напугало его. Он смотрел на Марка с гневом того, на чьей стороне правда. «Не смейте втягивать их в это! Не троньте их!» «Так они же без особых сомнений втянули тебя», — удивленно напомнила Геката. «Не то чтобы они тут случайные жертвы». Только вот ее слова не имели для Вена значения, как и любые другие. Наблюдая за ним, Марк все больше убеждался, что он все-таки фанатик. Однако он адепт не идей или движений, а безусловной любви к своим родителям.
Они были для него настоящим миром, символом всего лучшего, что с ним произошло, верности и надежды, поэтому он пошел бы за ними куда угодно, вступил бы в любую борьбу, и ради них он убил даже тех, кто был ему не безразличен. Умиляться этому Марк не собирался, но и не понимал, зачем Гекате понадобилось тащить Вена с собой. Видно же, что у него истерика. Ей нужен заложник, чтобы сделать Романа и Елену более разговорчивыми. Тоже непонятный расклад. Терпение понадобилось Марку даже раньше, чем он предполагал. Они прошли к башне все вместе, 3 людей и робот, удерживающий одного из них. Вен сейчас даже идти отказывался, и инспектору пришлось приподнять его над землей и нести. Все это время пленник продолжал голосить, рот ему никто не затыкал, и его родители должны были заметить неладное, даже если в момент приезда грузовика крепко спали в нарушение всех должностных инструкций. Однако никакой реакции не последовало. Никто не активировал защитную систему башни, никто не вышел и даже не выглянул в окно, никто не обратился к ним через динамики. Оборудование работало, Марк видел это. Огни на башне продолжали гореть, антенна то и дело смещалась, проводя проверку в разных направлениях. Не было только жизни. Вообще. Когда они подошли к двери, Вен крикнул: «Мама, папа, не открывайте, это ловушка!» Старался он напрасно. Никто не думал им открывать. Геката и не ожидала этого. Она попросту пнула дверь, вроде как легко, небрежно даже, как пинают мусор, валяющийся на дороге. Но этого оказалось достаточно, чтобы металлическая пластина провалилась внутрь здания вместе с фрагментами стены. Столь бесцеремонный вход наполнил башню грохотом. Взвыла сирена, которая, впрочем, тут же затихла, явно отключенная Гекатой. Наблюдатели все равно должны были отреагировать, но никто так и не появился. Вена это шокировало. Гекату нет. Она даже не задержалась у двери, сразу направилась в основной зал, а ее спутники последовали за ней. Здесь, в просторном помещении, занимавшем почти весь первый этаж башни, они все-таки обнаружили Романа и Елену мертвыми. Они сидели на диване в центре комнаты, прислонившись друг к другу, совсем как на записи, которую видел Марк. И наверняка на всех тех записях, которые месяцами получал их сын. Только вот вряд ли он придал значение тому, что они каждый раз ведут съемку из одного места, сидя на одних местах, в одних и тех же позах. Ему казалось, что это не важно, но, судя по состоянию тел, они погибли как раз в момент, когда Вен согласился на предательство. Ну а на столе прямо перед ними извивалось нечто странное, похожее на комок пульсирующих вен, но при этом вряд ли живое, потому что оно было подключено проводами к камерам, направленным на покойников. Именно оно все эти месяцы отправляло Вену сообщения, накладывая изображения живых Романа и Елены на 2 иссохших трупа. Как же неуместно здесь смотрелась смерть. Выжженные пустыни и разрушенные, поросшие зеленью города подходили ей куда больше. Но этот сад, эта башня, так похожая на чей-то дом, совсем другая история. Гекате было почти жаль людей, которые наверняка надеялись на иное будущее, приехав сюда. Жаль, но не слишком. Потому что наблюдательных башен полно, а выбрали в итоге именно эту. Сычкиных действительно давно окружали подозрения, недостаточно серьезные для наказания, но, возможно, в какой-то момент им, как и сыну, предложили участие в освободительном движении, и они согласились добровольно. Они впустили сюда свою будущую смерть, не догадываясь, что мертвыми они полезнее, чем живыми. То, что убило их, а теперь извивалось на столе, наверняка казалось Марку и Вену каким-то монстром, тем самым противоестественным объединением живой плоти и машины, о котором любят надрывно вопить повстанцы всех мастей. Но Геката прекрасно знала, что живой плоти там как раз нет. Это всего лишь роботизированная нейросеть. Они все так выглядят. Омерзительно по человеческим стандартам, так ведь они созданы не для того, чтобы глаз радовать. Им придается форма, идеально подходящая для множественного контроля и связи на большом расстоянии. Плохо. Использование нейросети выводило всю эту историю со шпионажем на совершенно иной уровень.
Геката уже догадывалась, что черному городу это не понравится, но уж лучше знать своих врагов, чем прятаться за блаженным неведением. А пока следовало разобраться со всем, что произошло здесь. Геката сняла с пояса электромагнитную бомбу малого радиуса и бросила в сгусток проводов. Оружие сработало, нейросеть заискрилась и зашла дымом, но так и не загорелась, просто замерла в движении. Это хорошо. Геката допускала, что эта дрянь насобирала достаточно информации, чтобы защититься от большинства видов оружия, поэтому сразу использовала новую разработку. Она знала, что на этом все не закончится. Они добрались до временного командного центра, понятно, что тут для них подготовили ловушку, и отключение нейросети эту ловушку как раз запустило. Все программы были написаны заранее, мозговой центр больше не нужен. На них напали роботы. Их собственные роботы, и не только. Как и ожидала Геката, код офицеров, оставленных для охраны башни, был полностью переписан, но даже этого нападающим показалось недостаточно, и прямо из-под земли, разрушая совершенство зеленого сада, вырывались новые машины среднего размера, не больше 2 метров в размахе металлических ног каждая, похожие на лишенных головы пауков. Судя по тому, что смог определить ее модуль, каждая из машин была оснащена оружием для ближнего и дальнего боя. Да что там, перед ними оказалась маленькая армия. Кто бы ни напал на территорию Черного города, покинуть свою шпионскую миссию он готовился, хлопнув дверью. Геката покосилась на Вена. «Силы добра проявили себя во всей красе, а? Держу пари, после нашей смерти весь этот бодрый отряд двинется на уничтожение всего живого, пока их не остановят». Однако предатель не обратил на нее внимания. Он смотрел только на мертвых родителей, даже не замечая слез, струившихся из его глаз. «Не лезь к нему», — попросил Марк. «Лучше скажи, что мы будем делать». «Ты можешь взять инспектора. Твой пухлый друг уже никуда не убежит». «Это понятно, а толку? Инспектора против этой своры недостаточно?» «Разумеется. И ты проиграешь», — согласилась Геката. «Но я хочу посмотреть, на что ты способен в условиях неминуемого поражения». Она делала вид, что знает про Марка все, что нужно, только вот правдой это не было даже наполовину. Он продолжал ее удивлять. Такая неожиданная находка в такой глухой норе. Он мог ныть, что слишком стар для обучения сколько угодно. Он даже не представлял, в какие рекордные сроки осваивает новый модуль, как быстро продвигается почти без тренировки. Порой Гекате самой становилось жутко от того, во что он способен превратиться, но этот страх неизменно смешивался с азартом, и отступать она не собиралась. Вот и сейчас Марк не подвел ее, больше он дурацких вопросов не задавал. Он освободил Вена, перехватил контроль над инспектором и направил его в бой. Он должен был проиграть быстро и бездарно. Любой оператор на его месте проиграл бы, потому что инспектор по мощности уступает офицеру, и потому что в захваченные машины встроили принципиально новую программу. Но Марк ведь и старую не знал. Недостаток опыта неожиданно пошел ему на пользу. Он ничего не ожидал, просто приспосабливался к ситуации. Он использовал главное преимущество инспектора — маневренность. Марк сразу же отказался от выстрелов из дальнобойных орудий. Их у такой модели мало, и они не лучшего качества. Он предпочел ближний бой, делал ставку на скорость, заставляя машины, атаковавшие его со всех сторон, повреждать друг друга. Его движения были слишком четкими и целостными. Не случайная реакция, а единая система. Геката быстро это заметила, но не сразу поняла, что это такое. Когда он успел изобрести нечто столь сложное, а потом до нее дошло, и она не выдержала, расхохоталась. Судя по сдержанной улыбке, Марк быстро разобрался в причине этого смеха. Он управлял роботом, используя движение напавшего на него инсектоида, применил охотничьи приемы, разработанные самой природой. Вроде как глупо, бессмысленно, но у него получилось. Скорее всего, прочертил схемы, задал движение по ним, поставил скорость на максимум. Да, наверняка что-то такое. В итоге инспектор почти не нападал сам, но сбивал программу противников так, что некоторые уже полыхали, а некоторые едва двигались, столкнувшись с собственными товарищами. Он все равно проиграл. Инспектор не мог долго выдержать такую скорость, генератор прогревался слишком быстро, да и другие роботы в него все-таки попадали.
Но Марк даже его уничтожение использовал красиво. Он направил его торпедой к 2 частично поврежденным офицерам так, что взорвались все 3 робота, да еще и окружающие машины повредили. Нет, ну какое все-таки везение. На миг Гекате даже стало страшно, что если судьба привычно сыграет с ней злую шутку и передаст ее удачную находку кому-то другому. Ведь гарантировать преданность живого существа нельзя. Но сейчас для таких мыслей не было времени. «У тебя есть какой-нибудь план?» — поинтересовался Марк. «Или это тот момент, где мы умираем?» «Сгораем, слившись в поцелуе?» — фыркнула она. «Не худший сценарий». «Да, ты прав, достаточно соблазнительный для того, чтобы поддаться, но не в этот раз». Нейросеть, захватившая башню, использовала всех роботов, что здесь хранились, а точнее всех, о которых она знала. Но Черный город подготовился и к такому. В пунктах наблюдения всегда размещалось оружие, активировать которое могли только воплощения. Последняя подстраховка, которой и воспользовалась теперь Геката. Лишь треть листьев на старых деревьях на самом деле была листьями. Все остальное изображали миниатюрные зеленые дроны, которых Геката не без основания считала одним из лучших изобретений Черного города. Достаточно маленькие, чтобы изобразить нечто совершенно безобидное. Достаточно простые, чтобы не быть обнаруженными. Да и кто бы их искал? На таких крохах ведь не закрепишь оружие. Но оружием были они сами. Миниатюрные дроны класса «Морф» делались из бронебойного металла, а острая форма листьев превращала их в лезвия, способные атаковать любого противника. Подвох заключался скорее в контроле над бесчисленным множеством бортовых компьютеров. Такое не каждый мастер вытянет, да и не каждое воплощение. Но жрица могла, и сейчас это решило все. Дроны взвились в воздух, все одновременно. Они заполонили собой пространство. Казалось, что они движутся на огромной скорости, без какой-либо схемы, но Геката внимательно следила за тем, чтобы острые лезвия не задели людей. Зато роботов она не жалела, ни своих, ни чужих. Она не вела переговоры, не устраивала охоту со сложной тактикой. Она заполонила пространство вокруг башни вихрем лезвий, превращающим металл в обломки. Не прошло и 10 минут, как все было кончено. За такую победу пришлось заплатить серьезной тратой энергии, и на Гекату навалилось головокружение, почти позабытое в последние годы. Но ничего критичного не случилось, и она могла скрыть свое состояние, изобразить, что все хорошо. Только это и имело значение. Жаль только, что прекрасное место, которым она недавно восхищалась, попросту исчезло. Большая часть деревьев превратилась в щепки, изумрудная трава скрылась под истекающим маслом обломками, кое-где уже разгорались пожары. Вряд ли этот объект удастся восстановить, но решение предстояло принимать не Гекате. «Отнеси в грузовик образцы оборудования», — велела она Марку. «Чужого, захваченного нашего, и тот узелок, что был на Договорить она не успела. Ее голос заглушил взрыв, громыхнувший в башне. Геката мысленно выругалась. Срываться при Марке не хотелось. Проклятие, все-таки ошибка с ее стороны. Следовало догадаться, что если связь со всеми боевыми роботами будет потеряна, активируется программа самоуничтожения, заметающая следы. Это и произошло. Огонь вспыхнул на нескольких этажах башни, он занимал пространство со стремительностью, которая не оставляла надежд на тушение пожара. И тут Марк снова удивил ее. Вместо того, чтобы поддаться назад, подальше от источника пламени, он побежал вперед. «Куда?» — только и успела крикнуть Геката, но Марк уже не слушал. Он ловко уворачивался от потоков пламени, рвавшихся к нему со всех сторон. Он бежал к центру зала, и он все-таки смог. Он подхватил нейросеть за секунду до того, как на стол обрушился пылающий потолок. Марк без всяких объяснений сообразил, что именно нейросеть стала их самым ценным трофеем. Он рискнул, но риск оправдался. Он выбрался. А его друг нет. Вен не стал случайной жертвой. Он был свободен с тех пор, как от него отстегнули инспектора, но если Марк и Геката сразу же направились к выходу, то Вен как раз медленно начал отступать в пылающую комнату. Марк заметил это, остановился у выбитой двери. «Выбирайся оттуда!» — крикнул он. «Убит ты не будешь!» — добавила Геката. «Считай, что он заработал тебе помилование!»
Она понимала, что черный город ее за такое не похвалит, но знала она и то, что сможет это обосновать. Она понимала, что Марку жаль это ничтожество. Она позволила бы ему спасти приятеля. Только вот Вен не хотел быть спасенным. Он больше не плакал, он окинул ее пустым взглядом того, у кого ничего нет и не будет никогда. А потом он прошел дальше, в гостиную, и сел между мертвыми родителями, обнимая их последний раз и позволяя пламени себя захватить. «Дурак двинутый!» — раздраженно бросила Геката. Но Марк лишь печально покачал головой. «Нет, не дурак. Он просто больше не мог жить в мире, который мы пытаемся сохранить». Глава 8. Это было странное сочетание чувств, не похожее на то, с чем Марк сталкивался прежде. Горечь из-за того, что людей попросту использовали. Злость из-за удара в спину. Непонимание случившегося, но понимание того выбора, который сделал в конце Вен. Необъяснимое удовольствие от контроля над машинами, от победы, пусть и частичной, но неожиданной, и для него, и для Гекаты. Она все-таки не сумела это скрыть, однако от всего этого Марк еще мог отстраниться, принять как новую часть реальности. Куда больше его тревожило чувство незавершенности, оставшееся после того, как они покинули башню. Все закончилось, с какой стороны не подойти. Заговорщики обнаружены, один мертв, другой по большей части бесполезен. Утечка информации устранена, так откуда же это чувство, будто их обманули? Марк не отказался бы обсудить свои догадки с Гекатой, да не получалось. Она вернула его в объект 803, но сама там не задержалась. Оборудование, полученное возле башни, имело куда большее значение, чем гибель Вена. Жрице требовалось срочно доставить трофеи в Черный город, однако сделать это она хотела одна. Она заявила, что просто поедет на скорости, которую обычный человек не выдержит, и Марк допускал, что это правда. Он видел, как рванул с места грузовой транспорт, но он подозревал, что это не вся правда. Геката по какой-то причине не хотела везти его в Черный город, по крайней мере сейчас. Марк и сам туда не рвался, ему легко было принять ее решение, его просто раздражало то, что не удается с ней посоветоваться. Тоже странность, если задуматься. Раньше жил, ведь не советуясь и ничего. Он не пытался отстраниться от собственных подозрений, смысла не видел, напротив. Он сосредоточился на них, он снова прокручивал в памяти случившееся. Разведывательная операция была предельно серьезной. Геката успела объяснить ему, что их неведомый враг не пожалел для этого роботизированную нейросеть, устройство редкое и бесконечно дорогое в условиях пустошей. Так не зря ведь. На территорию Черного города проникли и хазары, и мутанты, и еще непонятно что. Для этого требовался огромный объем информации, который собрал Вен? В такое поверить не получалось. Да, Вен был умен. Его навыков вполне хватило бы, чтобы подставить Марка, притащить мутантов в поселок, стереть записи камер. Но когда он успел и это провернуть, и провести сложнейшие разведывательные действия? Чем больше Марк думал об этом, тем сильнее укреплялся во мнении. Вен был всего лишь связным, пусть и более значимым, чем Денис. Собирал информацию не он, ну а кто тогда? Другие объекты даже под подозрение не попадали. Марку не давало покоя и кое-что еще — судьба Кости. Вен взял на себя ответственность за нападение на Марка, тут вопросов нет, но он ни разу не сказал прямым текстом, что убил Костю. Он сказал что-то вроде «должен был умереть». Почему? Перекидывал ответственность на судьбу? Глупо. Он беседовал с тем, на чью жизнь покушался. Могло ли оказаться так, что Костю убил не он? Очень даже. Марк прекрасно помнил, что на руках друга не было оборонительных ран. Понятно, что Костя не воспринимал Вена всерьез. Никто не воспринимал. Но если бы Вен напал, Костя дрался бы без сомнений и раздумий. Так почему же он даже не коснулся лезвия? У него было время, он умер не мгновенно. Чем были заняты его руки? Отчаявшись разобраться в поступках Вена, Марк снова сосредоточился на Косте. Почему его убили?
Он уже задавал себе этот вопрос, но тогда в его распоряжении была лишь собственная память. Теперь же он использовал новый модуль, чтобы снова подключиться к архиву поселка. У Кости все шло хорошо. Он не расследовал никаких серьезных дел, да и откуда бы им взяться в объекте 803. Незадолго до смерти он выписывал штрафы за пьяные драки и следил за сверхурочными работами механиков, повредивших энергетический блок. Ничего особенного. Работал строго по графику, не опаздывал, не приходил позже. В связи с ожиданием пополнения в семье переведен в дом поновее и попросторнее. Получил положительную рекомендацию от начальства, должен был в следующем году пойти на повышение. При рождении здорового ребенка вполне мог податься на перевод в пригород. Так, стоп. 2 шага назад. Сначала кое-что царапнуло подсознание Марка, заставило насторожиться. Потом он перечитал личное дело еще раз и понял, что его смутило. Кости выдали новый дом. Сам поселок освоили давно, но восстанавливали постепенно из-за малой численности населения. Тем не менее, солнечная ферма нуждалась в обслуживании. Улицы обновлялись, пусть и медленно, но стабильно. В той части поселка, что подальше от панелей, уже красовались модернизированные дома, один из которых и получил Костя. Он должен был переехать туда, когда улицу подключат к компьютерной системе, но он не дождался совсем чуть-чуть. Но он знал, что у него будет новый просторный дом, много месяцев как знал, так зачем же он затеял ремонт в старом? Вроде как причины нет, но Марк точно помнил, что видел там строительные инструменты. Если не для ремонта, то для чего они? Казалось, что одно точно не связано с другим. В доме жили только Костя и его жена, и если он мертв, кого подозревать? Нелю? Беременную уже не первый месяц? Нет, можно предположить, что она на самом деле не совсем человек, как Геката, или вообще не человек, как иллюзии, на много месяцев заменившие родителей Вена. Но, во-первых, она не чужая. Она тоже росла в пригороде, хоть и в другом. Она бывала на многих объектах, к ней никогда не возникало вопросов. А уж теперь, готовясь стать матерью, она точно не стала бы ввязываться ни в какую авантюру со шпионажем. Да и потом, она не раз проходила обследование в больнице, как и положено. Марк этим не занимался, однако пару раз видел, как осмотры проводила Ольга. Неля – самая обычная женщина, внутри которой развивается самый обычный ребенок. Ее стоило исключить из числа подозреваемых, и все же Марк не мог избавиться от того самого циничного взгляда на людей, который, пожалуй, тоже приносила социопатия. Если бы на Костю напала Неля, если бы убила его той проклятой железкой, пробила насквозь, что бы он сделал? Боролся бы в последние секунды за жизнь или протянул обе руки к женщине, с которой прожил много лет? Костя достаточно любил ее для столь сентиментального жеста. Марк это не понимал до конца, но признавал. Неля могла убить его. И одновременно не могла. Она тоже его любила. Но кто, если не она? Ей бы не хватило сил. Она удрала из поселка, даже не попытавшись узнать судьбу мужа. Марк слишком рано поверил, что Костя погиб, потому что откликнулся на звонок Вена. Да не откликнулся бы. Тревога уже прозвучала, он не рискнул бы покинуть беременную жену просто потому, что его самоназначенному другу что-то понадобилось. Неля всегда была ему дороже всего. Так что на улице он в тот день оказался вовсе не из-за загадочного звонка, который система почему-то упустила. Не было никакого звонка, вот и весь секрет. Была только Неля, которая воспользовалась хаосом, чтобы избавиться от нежелательного свидетеля. И главный вопрос теперь заключался в том, свидетелем чего Костя мог стать. Угадать Марк не брался, нужно было проверять. Он проник в базу данных больницы, проверил, когда Нелли назначен очередной осмотр. Сегодня вечером. Длиться будет 1,5 часа. Это хорошо, вполне достаточно, чтобы все проверить. Заодно Марк просмотрел записи Ольги по ребенку, но ничего подозрительного не обнаружил. Мальчик будет, развивается нормально. Неужели беременной хватило сил на то, чтобы убить Костю таким странным способом?
Нет, опять гадания пошли, а нужны факты. Он пришел к дому Григорьевых пораньше, чтобы понаблюдать за Нелли со стороны. Она понемногу приходила в себя, уже не смотрелась покойницей, которая по нелепой случайности задержалась среди живых. Но она все еще выглядела болезненно бледной, нервно вздрагивала от каждого громкого звука, даже когда за ней не следили. Она не была подозрительной, она была скорбящей вдовой, поэтому Марк ни в чем не подозревал ее раньше, да и сейчас почти чувствовал вину за подозрение. Но остановить его это не могло, особенно при том, что ложные подозрения Нелли не навредили бы. Он выжидал несколько минут, давая хозяйке дома время отойти подальше, ну а потом направился внутрь. Взламывать дверь не пришлось. Коды доступа он знал от Кости, Неля попросту не стала их обновлять. В доме ничего не изменилось со времени его последнего визита. Все такая же чистота, соседствующая с запустением. Неля пользовалась только тем, что было ей совсем уж необходимо. Остальным предметам она позволяла остаться на местах. Она изо всех сил цеплялась за ускользавшую от нее жизнь с мужем. А вот инструменты исчезли. Это было любопытно. Ошибка со стороны Нелли? Или они помешали ей? Может, Костя их просто одолжил у кого-то? Нет, вряд ли. Такого добра в общем доступе хватает. Скорее всего, Нелли отметила, что Марк в прошлый раз обратил на них внимание и поспешила убрать, потому что они действительно означали нечто важное. Но больше ничего подозрительного не было, и Марк даже не мог толком вспомнить, где лежали инструменты. Тогда это казалось неважным. И что теперь? Проводить допрос Нелли? Она ничего не скажет, если виновата, и может серьезно пострадать, если не виновна. Он попытался подключиться к домашнему компьютеру, и кое-что у него получилось, но толку не было. Здание было старое, со старым оборудованием, установленным, вероятнее всего, еще до Григорьевых, и если Костя надеялся добыть себе новый дом, ему как раз выгодно было указывать на эту ветхость, а не ремонтировать тут что-то. В итоге единой базы данных не было, скорее простенькая программа, контролирующая все датчики дома. Фильтры воздуха работают нормально, они недавно менялись. Пожарная система архив не сохранила, прошла перепрошивку, однако было это до смерти Кости. Аномальных скачков температуры не зафиксировано, датчики пылевого загрязнения. А вот тут неожиданно обнаружилось кое-что интересное. К пыли в поселке привыкли уже давно и по большей части не обращали на нее внимания. Все знали, избавиться от нее не получится. А если уровень загрязнения станет опасным, система предупредит и повысит лимит воды. В доме Григорьевых предупреждение действительно сработало. В день, когда умер Костя. Именно тогда был резкий скачок, но почему? Обычно такое бывает в моменты пылевых бурь, когда облака, принесенные из пустыни, прорываются внутрь, однако в тот день как раз шел дождь, понижающий внешнее загрязнение. Марк это хорошо запомнил, значит, пыль пришла изнутри. А такое возможно только при одном раскладе, если пробивали пол. Там пыль накапливается. Так может, инструменты, которые Марк видел раньше, использовал не Костя? Их использовал кто-то другой, чтобы скрыть следы произошедшего. Он снова обошел первый этаж, на этот раз медленно, присматриваясь к доскам пола. Они были старыми почти везде. В дальней части прихожей они казались скорее состаренными, покрытыми краской, нарочито старательно затертой песком. Картина, наконец, начинала складываться. Не идеальная, но лучше Марк придумать не мог. Костя обнаружил в своем доме нечто странное. Может, запах, необычный мусор, а может, доски сдвигали уже тогда. Он начал докапываться до этого в самом буквальном смысле, ну а тот, кто обустроил тайник, заметил его усилия и передал сигнал хазарам, чтобы они немедленно напали, организуя лучшее прикрытие из всех возможных. Костя нашел что-то и заплатил за это жизнью. Марк понимал, что ему, возможно, назначат ту же цену, но отступить все равно не мог. Уже понятно, что Неля причастна к этому, а под полом она, скорее всего, хранит оборудование, позволяющее ей собирать данные из разных объектов. Времени у Марка хватало. Обследование продлится еще не меньше получаса. Он и не надеялся скрыть следы своего присутствия, он готов был действовать решительно.
Просканировав окружение, он призвал с улицы небольшого робота класса «Чистильщик» и с его помощью начал аккуратно выпиливать доски, чтобы потом поднять пол единым слоем. Он думал, что знает тайну. Готовился увидеть оборудование неизвестного врага, куда более совершенное, чем то, которое увезла Геката, и ошибся. Нет, оборудование там было, но лишь небольшой прибор, наверняка призванный обмануть стандартный полицейский сканер в случае, если кто-то захотел бы проверить состояние пола, ничего не выламывая. Тогда система подтвердила бы, что под досками пусто. А обмануть человеческие глаза прибор не мог, и Марк замер над проломом, с ужасом разглядывая изогнутый, сильно обожженный, но все равно узнаваемый труп женщины примерно на 5-м месяце беременности. Перед ним лежала Нелли, которая уже не могла рассказать, что с ней случилось. Но голос Нелли все равно прозвучал. Со стороны двери, прямо у него за спиной. Бесстрастный голос, на этот раз лишенный той боли, которую она изображала последние дни. Вообще всего лишенный. Звук, создаваемый машиной, а не живым существом. «Если ты сейчас думаешь, что подставился, зайдя так далеко, ты ошибаешься. После всего, что ты натворил, мы планировали убить тебя в любом случае». Настроение у Гекаты было предсказуемо паршивым, и причину искать не приходилось. Прямо у них под носом разрослась, как плесень, сеть агентов. То, что проблема есть, стало ясно после активных нападений хазаров и прочей дряни, но долгое время Геката надеялась отделаться малой кровью, найти, пусть и талантливого, великолепно экипированного и все же одного единственного шпиона, причем не человека. Или человека лишь отчасти, это многое объяснило бы. Если они упустили одну крысу, все не так уж страшно. Но Вениамин Сычкин такой крысой быть не мог, масштаб не тот. Получается, они каким-то образом прозевали прибытие множества агентов и вербовку местных полудурков. Как? Геката не представляла. По пути к Черному городу она анализировала все данные по обороне, искала ошибки и не находила. Получается, новый враг их настолько превзошел? Ну и сколько они продержатся? Нет, могущественный враг напал бы открыто, зачем ему тянуть время с мелкими диверсиями? Куда ни глянь, все не сходится. А еще ее напрягала необходимость оставить Марка одного, он ведь еще не готов. Геката убеждала себя, что угрозы там нет, объект зачищен, и все же ей было неспокойно. Может, и следовало взять его с собой, но она понятия не имела, как отреагируют на его появление другие воплощения. Рано еще. Необходимо, чтобы он окреп, прежде чем встретиться с ними, но чтобы окрепнуть, нужно сначала выжить. Какие дурацкие все-таки в голову лезут мысли. Конечно, он выживет, с чего бы ему умирать там? От тревожных размышлений и общего недовольства жизнью ее отвлек сигнал системы. Бортовой компьютер предупреждал, что транспорт аварийно замедляется. Бросив взгляд на карту, Геката нахмурилась. Она пока далековато от Черного города. Она... нигде. Рядом с этим участком дороги нет ни наблюдательных постов, ни крупных объектов. Идеальное место для засады, если задуматься. А задуматься об этом стоит, потому что транспорт останавливался не просто так. Система показывает, что дорога заблокирована. Для перевозки ценного груза Геката выбрала новейший транспорт военного уровня. Такой на максимальной скорости может пролететь через 2-метровую бетонную стену и даже не замедлиться. И то, что система определила как критическое препятствие, должно быть очень серьезным. И именно здесь, именно сейчас. Геката криво усмехнулась, разминая затекшие мышцы. Похоже, кое-кто очень не хочет отдавать свои технологии Черному городу. Настолько, что бросил вызов самой жрице. Ее это не пугало, она даже рада была возможности выместить на ком-то плохое настроение. Это не значит, что она расслабилась и не восприняла угрозу всерьез, нет. Пока транспорт замедлялся, Геката пыталась получить от компьютера всю доступную информацию. Ситуация от этого должна была проясниться, однако странностей становилось только больше. Она хотела понять класс и боевые способности роботов, которых противник использовал для перехвата. Ясно, что они будут новыми,
как те же металлические жуки возле башни, но предварительный прогноз система все равно составит. И составила бы, если бы дорогу действительно преграждали роботы, но их там как раз не было. Как не было и людей. Никаких отчаянных доходяг-беженцев, которые иногда именовали себя повстанцами. То, что перегородило путь, система пометила как множественные неопознанные биологические объекты. Мутанты, значит. Настолько глубоко на охраняемой территории, но как? Откуда? Хотелось сказать, что это невозможно, но система не ошиблась бы так глобально. Значит, Гекате предстояло разбираться с невозможным. Не первый раз уже. Когда транспорт полностью остановился, она выбралась через люк на крыше и тут же послала компьютеру команду заблокировать грузовой отсек. Трофеи она намеревалась сохранить любой ценой. Вот теперь она могла осмотреть дорогу, и ей, конечно же, не понравилось то, что она увидела. Впереди, метрах в 20 от машины, нельзя было разглядеть, ничего, если уж говорить откровенно. И дорога, и поля вокруг нее скрылись под извивающейся массой мутантов. Их тут собралось так много, что они напоминали единое бесформенное существо, но Геката все же могла разглядеть, что на самом деле это десятки, если не сотни отдельных форм жизни. Ничего подобного она прежде не видела, а повидала она достаточно. Геката давно уже не отсиживалась в черном городе, она побывала в пустошах, но даже там такого не находила. Мутанты были крупными, от 1 до 5 метров, настолько она могла судить. Одни напоминали червей, покрытых шевелящимися наростами, другие — кислотного цвета слизней, третьи — исходящих какой-то липкой жидкостью гусениц, четвертые — пиявок, раскрывающих и закрывающих полные клыков пасти. У пятых и вовсе не было подобия, они будто вырвались из ночного кошмара. И вся эта масса плоти постоянно двигалась, извивалась, бросалась друг на друга и подбиралась к транспорту, почувствовав то ли его тепло, то ли появление потенциальной добычи с бьющимся сердцем и свежей кровью. Они не казались опасными противниками, но с выводами Геката не спешила. Как-то же они забрались так далеко. Почему их никто не остановил или хотя бы не заметил? Так что действовать она собиралась осторожно. Она призвала боевых роботов, скрытых на днище транспорта. Там они хранились в виде почти идеально плоских дисков, но теперь, развернувшись по команде воплощения, напоминали одновременно скорпионов и богомолов, полностью состоящих из лезвий. Геката умела работать с любыми орудиями, изобретенными в черном городе, но при разведке предпочитала ближний бой. Он давал куда больше сведений. При этом спускаться с крыши без острой необходимости она не собиралась. Она просто послала вперед половину роботов, вторую удерживая в резерве, просто на всякий случай. Роботы ворвались в скопление мутантов, как нож в живую мягкую плоть. Они резали, убивали, разрывали на части, совсем как хотела Геката. Существа выли и пытались сопротивляться, как могли. Человека они давно убили бы, а вот роботам не могли причинить особого вреда. Лишь некоторые из тварей были способны навредить машинам ядом и кровью, но, заметив это, Геката просто перевела часть роботов на работу лазерными орудиями, а остальным позволила и дальше действовать лезвиями. Умирали мутанты быстро, но свое брали количеством. Они теперь намеренно двигались только к грузовику, а еще они были тихими. Почему, черт побери, они такие тихие? От этого выкидыша эволюции Геката ждала воя, шипения, визга хотя бы, но ничего не было. Они нападали и умирали молча, но это почему-то нервировало больше любого звука. Смерть других тварей не отпугивала выживших, мозгов для такого им попросту не хватало, они продолжали упрямо двигаться вперед по мертвым телам своих предшественников. Такое поведение, бессмысленное с точки зрения эволюции, постепенно становилось угрозой для Гекаты. Она видела, что по горе из трупов мутанты поднимаются все выше, что рядом с грузовиком их становится все больше, а еще, что они теперь со всех сторон. Они сомкнули круг, и даже ее бегство под вопросом. Она все равно не боялась, она просто не знала, сколько сможет справляться с этим живым морем одна. Но одиночество это долго не продлилось. Все изменилось за один миг. Вот она противостояла тварям лишь со своим маленьким отрядом, а вот в небе появились две птицы.
обрушившие на мутантов потоки белого и синего пламени. Геката сразу догадалась, чьи это машины, и не ошиблась. Со стороны дальнего леса уже приближалась целая армия пеших роботов класса Морф, а над ними скользили две малые авиаплатформы, на которых перемещались воплощения Черного города. Геката не стала их звать. Знала, что ее заметили. Она не прекратила оборону грузовика, дожидаясь, пока остальные сами подлетят к ней. «О, а ты что тут делаешь?» — поинтересовался император, первым добравшийся до нее. Геката проигнорировала вопрос. Она равнодушно объявила: «Вы двое не могли оказаться тут случайно. Вы работаете вместе только в одном случае. Вас посылают на зачистку от мутантов. Но то, что они тут свободно шляются, а вас и близко нет, означает, что мы столкнулись с нашествием небывалого масштаба. Прямо в центр нашей территории, что вроде как невозможно. Ну и как вы умудрились так облажаться?» Как она и ожидала, император тут же вспыхнул. «Ты вообще не знаешь, что происходит. Мы их уже 2 дня гоняем, это остатки. Пока ты одного шпиона чуть ли не 100 лет выслеживаешь». Суд тоже отреагировал предсказуемо. Он ответил по существу с привычной невозмутимостью. «Нас отправили на охоту за гипермутантом. Мы его убили. То, что ты видишь сейчас, вырвалось из его тела». «Он был заражен паразитами?» — догадалась Геката, оттесняя тварей чуть дальше от грузовика. «Я такого масштабного заражения в жизни не видел», — кивнул суд. «Полагаю, это спланированная диверсия. Гипермутант изначально двигался в сторону объекта 901, но незадолго до встречи с нами резко подался в сторону». «Его просто использовали как доставку», — подхватил император. «Решили поиздеваться над нами, глистами закидать. Но это всего лишь трата времени, никакой опасности тут нет». А вот на этот счет Геката уверена как раз не была. Она тоже считала, что кто-то намеренно подселил в гипермутанта максимальное количество паразитов, а потом наверняка предпринял серьезные усилия, чтобы привести его сюда. Это не делается для того, чтобы воплощение туда-сюда погонять. Это сложнейшая диверсия. Цель должна оправдывать средства. Другим воплощениям наверняка казалось, что цели нет и быть не может, раз они до сих пор ее не нашли. А вот Геката почувствовала, как тревога, появившаяся уже давно, стремительно обретает силу. Гипермутанта заставили изменить маршрут, чтобы вырвавшиеся из его трупа уродцы точно перекрыли эту дорогу. Самую короткую между Черным городом и объектом 803. Геката предположила, что так у нее забирали трофеи, но, похоже, была не права. Во-первых, существа слишком тупые для того, чтобы осознанно выполнить такую сложную миссию. Во-вторых, несколько дней назад, когда сюда загоняли гипермутанта, противник еще не знал, что его временное укрытие будет обнаружено. Все получилось спонтанно. Он готовился не к этому. Он знал, что другие воплощения вызовут Гекату на помощь, если паразиты окажутся достаточно близко к объекту, или она сама двинется к существам, чтобы сразиться с ними подальше от людей. Они выманивали ее из объекта 803, потому что, каким бы странным это ни казалось, это вообще сводилось не к ней. Не только Геката поняла, какая ценная находка затерялась среди пустынь. Их противник тоже оценил потенциал живого оружия, которое мог бы получить Черный город. И цена оказалась достаточно высокой, чтобы организовать все это. Гекату разделили с Марком, лишили возможности вернуться к нему достаточно быстро, и теперь, что бы с ним ни происходило, ему предстояло справиться с этим самому. Или не справиться вообще. Глава 9. Она была совершенна. Не потому, что вмиг стала красавицей, нет. Она не отличалась от той Нелли, которую Марк знал много лет, но в этом и скрывалось совершенство. Даже стоя всего в нескольких шагах от нее, невозможно было догадаться, что она не человек. Ее кожа не выглядела синтетической, опытный хирург подмечал все детали. Сеть мимических морщин вокруг глаз — родинки, шелушения — все то, что и должно быть у обычной женщины. Волосы тоже безупречны в своей естественности, глаза блестят живым блеском.
На какой-то миг Марк даже допустил, что она и есть обычная женщина, просто перенесшая пластическую операцию, и все же он быстро отказался от этой идеи. Будь она человеком, она не смогла бы убить Костю так легко, не говоря уже о том, что она сотворила с настоящей Нелли. Она была чем-то другим, сложным, сильным, способным обмануть любую компьютерную систему поселка, не раз проверявшую ее. Достаточно развитым, чтобы собрать все те разведывательные данные. Марк даже не сомневался, что операцией управляла именно она. Да, она могла задействовать полезных дураков вроде Вена и Дениса, таких в любом объекте хватает. Но руководила всем именно она. Даже та нейросеть в башне была всего лишь ее инструментом. И все же кое в чем это создание ошиблось. «Как он понял, что ты не его жена?» — спросил Марк. «Ты по-прежнему способен удивлять», — произнесла она. Голос звучал так же монотонно, как раньше, и ничего похожего на удивление в нем не было. Для нее ведь это не было эмоциональным откликом, всего лишь сбоем прогноза. Я ожидала другой реакции. Это я знаю и без тебя, а ты не ответила на мой вопрос. Я не обязана отвечать, но будешь. Если бы ты действительно собиралась убить меня, ты бы уже перешла к этому, а не просто угрожала. Ну, так как же? Он не понял бы этого, даже если бы переспал со мной. Но сексуального контакта удалось избежать, убедив его, что такая активность вредна на поздних сроках вынашивания ребенка. Костя был хорошим полицейским, и он не заметил ни одной странности в твоем поведении. Почему же заметил, хотя их было немного, а он большую часть времени проводил на работе. Но если у него все же появлялись вопросы, на них не так сложно было дать ответы. Ее монотонный голос вдруг снова изменился, заискрил эмоциями, свойственными Нелли. На щеках вспыхнул нежный румянец. Она смущенно улыбнулась. «Костенька, родной, это ведь мой первый ребенок. Прости мне эти капризы, я страшно волнуюсь». Секунда, и настоящая женщина снова исчезла, сменившись бездушным двойником. Видишь, он легко велся на это. Если проявлял настойчивость, можно было заплакать. Дальше дело никогда не шло. Но все-таки он нашел труп. В чем ты ошиблась? Ни в чем. Случайность. Он принес в дом на тестирование малого служебного робота класса Морф. Марк без труда догадался, о каких роботах идет речь. Он уже видел таких в городе. Внешне они напоминали маленьких собак, казались чуть ли не игрушечными, но функционал у них был неплохой. Они отлично справлялись с разыскными работами, анализировали обнаруженные вещества, воспринимали даже самые слабые сигналы. Костя не имел права приносить такое устройство в дом, но то, что все-таки принес, Марка не удивило. «Он решил, что это меня развлечет», — безжизненно продолжил двойник. «И настроил Морфа на поиск моей ДНК. А Морф начал метаться». «Между тобой, имитирующей ДНК, и трупом с ДНК настоящей», — невесело усмехнулся Марк. «Именно так. Это не стало мгновенным разоблачением, но он почувствовал настороженность, которую мне не удалось погасить. С тех пор мне пришлось следить за ним внимательно и умертвить, когда это стало абсолютно необходимым». «А хазары?» «Должны были прийти сюда в любом случае, но я бы предпочла использовать их в другой день. В дождь они менее эффективны». Иллюзия мирных переговоров была абсолютной, однако Марк ни на миг не позволил себе обмануться. Он знал, стоит ему попытаться бежать, и существо с таким же безразличием пробьет ему череп. «Почему именно Неля Григорьева?» — спросил Марк. «Я не отвечу на этот вопрос». «Как и на любой другой, не так ли? Ты уже настроилась». Он понимал, любые пояснения это существо дает не из желания поболтать, и уж точно не из симпатии, на которую оно не способно. Оно хотело провести с ним нейтральный разговор, чтобы настроиться на его нормальные жизненные показатели. Теперь оно сможет определить, врет он или говорит правду. «Ты умен», — кивнул двойник. «Но это уже известно. У всех людей, способных стать мастерами контроля или воплощениями, есть аномалии развития головного мозга. Это делает каждого из вас особенно ценным». «И моя аномальность важна для тебя так же, как для черного города?» «Да,
Поэтому я хочу предложить тебе сотрудничество». Это я резанула. Привлекло внимание. Все предатели, с которыми Марк уже успел поговорить, прятались за трусливым «мы». Объединяли себя с кем-то, будто разделяя ответственность, и в глубине души они понимали, что творят, и этим «мы» прикрывались как символом общего блага. Но не это существо, нет. Оно произносило «я», уверенно. Оно обладало властью. Марк понимал, что это не лидер, но кто-то достаточно значимый, чтобы принимать решения. Пока Марк размышлял об этом, существо неожиданно добавило: «Я хочу предложить тебе сотрудничество, но не буду этого делать. Предварительный прогноз показывает, что ты либо откажешься, либо попытаешься меня обмануть. Иных вариантов нет». «Все твои прогнозы верны?» «Нет, но теория вероятности побеждает. Ты просто не сможешь пройти испытание». «Какое же?» — уточнил Марк. «Тебе необходимо будет воспользоваться эффектом неожиданности и убить жрицу. Гибель воплощения Черного города сразу обеспечит тебе необходимую репутацию». «Ты всерьез полагаешь, что я смогу?» «Сможешь», — невозмутимо кивнуло существо. «Я выдам тебе оружие, которое быстро растворит все биологические ткани воплощения. Агония продлится не дольше минуты. Но твой сердечный ритм сбился уже от моего предложения. На попытку ты даже не решишься». Вот и вся хваленная социопатия. Марк знал, что будет испытание, что нужно солгать достаточно убедительно, чтобы обмануть машину. Он надеялся справиться, а провалился уже на старте. Ну а второго шанса у него попросту не было, время слов закончилось. Ему только и оставалось, что напасть первым. Подхватить с ближайшего столика нож, наверняка оставленный Костей, бросить прямо в глаз женщины, стоящей напротив него. С такого расстояния промазать невозможно, тут даже меткость особая не требуется. Марк не ожидал, что столь примитивная атака нанесет существу реальный вред, ему просто хотелось проверить, как оно увернется. А оно не увернулось вообще. Его голова разделилась на части, раскрылась как цветок прямо перед лезвием и снова собралась, когда нож пролетел мимо. Марк замер пораженный, не зная, как реагировать. Он осознавал, что перед ним робот, но таких роботов он не видел еще никогда. Существо, между тем, выдало улыбку, растянувшую губы до предела, даже больше, кажется, чем возможно. И от этой гримасы, скорее звериной, чем человеческой, мурашки шли по коже. «Ты действительно надеялся пережить встречу со мной?» — прошелестело существо. Ответа оно не дожидалось, слова тоже были отвлекающим маневром. Оно напало, и оба они знали, что оно не остановится до самой смерти Марка. Но и он эту смерть принимать так легко не собирался, точно не после всего, через что уже прошел. Он ждал этого нападения и был готов, поэтому существо до него попросту не добралось. Чистильщик навредить ему не мог, но и зашел одновременно пеной и водным паром, создавая вокруг того, что притворялось Нелли, плотный белый кокон. Марк прекрасно знал, что это не навредит его противнику, но выиграет время, а время порой решает все. Он выбрался из дома, выбив окно. Он оказался на соседней улице и сразу же призвал роботов, которых обнаружил еще во время предыдущего сканирования. 2 инспектора, офицер и даже непонятно откуда взявшееся пугало — уже другой разговор. И их должно быть достаточно, чтобы задержать существо и пригнать в эту часть поселка других роботов. Операторы наверняка удивятся, но их удивление Марка не интересовало. Он уже усвоил, что новый модуль обладает приоритетным доступом. Он атаковал существо, вырвавшееся из дома, всем, чем мог. Роботы стреляли по нему, посылали разрывные снаряды, били лезвиями, устраивали электрические ловушки, ни секунды без движения, без борьбы, все что угодно, лишь бы оно не добралось до уязвимого человеческого тела. Чаще всего существо уворачивалось, пару раз в него получилось попасть, только это ничего по-настоящему не изменило. Марк уже видел, что это действительно необычный робот. Все тело, идеально имитирующее тело женщины, состояло из отдельных подвижных блоков, которые могли в нужный момент разделиться, а при повреждении легко заменяли друг друга. Марк предполагал, что пострадает хотя бы внешняя оболочка, та самая, которая сделала машину похожей на Нелю. Выглядело так естественно, что он даже не удивился бы, узнав, что это человеческая плоть. Но нет.
Что бы ни использовали для маскировки робота, это был синтетический и, на удивление, совершенный материал. Он выдерживал прямое попадание многих зарядов, обеспечивая дополнительную защиту. Если же его все-таки удавалось порвать, существо скрепляло лоскуты кожи руками, и кожа склеивалась так быстро, что вскоре и шрамов не оставалось. Оно вполне могло посмеяться над Марком, попытаться спровоцировать на эмоциональную агрессию, при которой битвы очень быстро заканчиваются, а оно даже не пыталось. Оно все время оставалось одинаково равнодушным. Может, потому что при его силе ему не нужны были особые маневры, а может, отметила, что Марк легко сравнится с ним в безразличии. Такого запугивать бесполезно. Марк действительно не боялся его, даже понимая, что сейчас, возможно, смотрит на свою смерть. В страхе есть хоть какой-то смысл, когда он побуждает бежать, не совершать глупости, затаиться и спасти себя любой ценой, но для этого было поздновато, и страх стал бы обузой. Марк понятия не имел, как ему удавалось держаться с существом на одном уровне. Оно быстро разбивало роботов в хлам, однако он успевал подгонять новых. Некоторыми моделями он никогда раньше не управлял, приходилось учиться на ходу, и получалось неуклюже. Порой он сам повреждал здания и начинал пожары. Марк сожалел об этом, но изменить ничего не мог. У него даже не было времени оглядываться по сторонам. Оставалось лишь надеяться, что жители поселка сами догадаются сбежать. Он проигрывал и знал об этом. Да, Марк пока не получил ни одной травмы, и усталость была незначительной по сравнению с тем, что он испытал в день атаки хазаров, но утомление все равно накапливалось, причем только у него. Существо вряд ли было способно на такое. К тому же улицы и площадь поселка уже были заполнены разрушенными роботами, а активных машин в зоне доступа оставалось все меньше. Если бы он продолжил вести битву так же, как сейчас, все завершилось бы предсказуемо. Марку срочно требовалось поменять правила игры, даже если инстинкты кричали, что сейчас нельзя отвлекаться, нужно все внимание сосредоточить на драке. Он использовал больше роботов, чем следовало бы. Он отвлек существо, хотя знал, что лишает себя ресурсов. Марк сделал опасный выбор. Он сосредоточился на анализе ситуации, доверив большую часть битвы автопилоту. Скоро существо вырвется, и нужно к этому моменту разобраться, что оно собой представляет. Оно великолепно дерется, это явно передовые технологии, и все-таки его основная цель не драки. Это робот-разведчик, которому много месяцев полагалось притворяться беременной женщиной. Что это означает? Его внутренний компьютер должен был посылать ложную информацию на любые сканеры о состоянии здоровья матери и ребенка, об истории запросов, обо всем, что превращало его в Нелю Григорьеву. Порой проверки были сложными и запланированными, как те многочасовые осмотры в больнице, порой внезапными. Сканер безопасности настроен спонтанно изучать жителей поселка на болезни и хранение запрещенных устройств. Попадаться разведчику нельзя, поэтому автоматический ответ на любой запрос — одна из его базовых настроек. Проще говоря, он реагирует на связь с другим оборудованием, даже если не хочет этого. Вот что нужно использовать. И Марк использовал. Он перевел большую часть боевых роботов на автопилот, уже понимая, что до полного их разрушения осталось от силы минуты 3, но он готов был пойти на такое. Его внимание было сосредоточено на основных системах города, тех самых, которых с базовым модулем невозможно даже коснуться. Он заставил их посылать существу запросы, и задействовал он все системы сразу, а не только те, что работали с людьми. Теперь компьютер настойчиво интересовался, здорова ли Неля. А как дела у малыша? Нет ли в городе пожара? Какова статистика получения солнечной энергии за последний месяц? Нужно ли чистить улицы возле обновленных домов? Если один прибор был способен посылать запрос другому, теперь он посылал этот запрос существу. Все варианты были хороши, все выполняли свою роль, но одна команда даже в нынешней критической ситуации отзывалась в душе Марка вроде как неуместным сейчас весельем. «Докажите, что вы не робот». Этот тест в последнее время использовался редко, в основном для того, чтобы проверить, насколько пьян оператор. Точнее, оператору вообще полагалось быть трезвым, но случалось всякое. Систему интересовало лишь то, может ли человек функционировать, не полагаясь на автопилот.
Операторы получали запрос и, чертыхаясь и проклиная все железяки мира, рисовали цветочки, дополняли трехмерные модели домиков и придумывали окончания простеньких сказок. Доказывать свою человеческую природу приходилось посильным творчеством. Именно этим и вынуждено было заниматься высокотехнологичное существо. Оно, в отличие от автопилота, легко доказывало, что оно не робот, только чтобы получить новый запрос. И оно было вынуждено рисовать, сочинять и предоставлять информацию. В иных обстоятельствах оно уже изменило бы собственные базовые настройки, но сейчас Марк попросту не позволял этого сделать. Атаки не прекращались ни на миг, перегружая процессор существа. Очень легко проигнорировать один укол иглы, не так уж он и страшен. А если уколов будет 1000? А если 1 000 000? Существо продолжало сражаться, но Марк подозревал. Его нынешнее состояние похоже на попытку сосредоточиться в момент, когда прямо тебе в уши кричат десятки впавших в истерику людей. Оно сбивалось, пропускало удары, а когда прямо ему в грудь попал разрывной снаряд офицера, оно все-таки отступило. Хотелось радоваться, признать свою победу, но Марк не мог себе такого позволить, не сейчас так точно. Он выиграл битву, целью которой была его смерть. Но единственная ли это цель? Он тут же подключился к системе видеонаблюдения поселка, чтобы посмотреть, куда рвануло существо. Он догадывался, что ничего хорошего не увидит, и, увы, не ошибся. Вместо того, чтобы направиться к дороге и затеряться где-нибудь в пустоши, оно побежало к солнечной ферме. Это было плохо. Фермы ведь и были его целью, как и другие источники энергии. Его основная миссия не закончена, смерти оно не боится, так почему бы не устроить грандиозный финал своей механической жизни? Марк понимал, что ничего уже не изменит, нужно признать чудом то, что он справился сейчас, и затаиться. Он даже допускал, что Геката это одобрит, но поступить правильно он все равно не мог. Он поспешил в сторону фермы, понимая, что может погибнуть там. Он двигался медленнее, чем существо, и когда он добрался до стеклянных тоннелей, оно уже начало подготовку к последнему нападению. Марк знал, что оно способно на многое, и все равно существо сумело превзойти его ожидания. Оно не собирало вокруг себя роботов, применявшихся на солнечной ферме. Они были для него бесполезны. Оно конструировало собственного робота, нового. Таких в Черном городе раньше не было, и ведь элементы находились здесь с самого начала. Прямо на глазах у Марка преобразовывались, меняя форму и объединяясь, грузовые транспорты, предназначенные для перевозки солнечных батарей. Теперь он наконец понял, почему неведомая ему сила выбрала для подмены именно Нелю Григорьеву. Не случайно, и не потому, что ее муж полицейский, даже не потому, что она была беременна, а это отличный способ объяснить любую странность поведения. Нет. Все дело в том, что Неля работала специалистом по логистике. Она подбирала маршруты для грузовиков. Она следила за их количеством, она обеспечивала регистрацию. Именно она могла создать идеальные условия для подмены машины, сделать так, чтобы ни один транспорт не выглядел подозрительно. Она устроила все так, что здесь собралось десяток фальшивых грузовиков, а никто даже не заподозрил этого. Сейчас все оказалось на виду. Машины менялись так, как обычные транспорты не могут. Это был тот же принцип конструкции из модулей, что и у существа, но в совершенно ином масштабе. Прямо на глазах у Марка вырастал гигант, отдаленно напоминающий какого-то зверя, похожего одновременно на льва и буйвола. Странная смесь, черт! И даже это объединение выглядело искалеченным, как животное, лишенное шкуры и значительной части мышц. Собственно, незаконченным оно и было. Это Марк тоже понял сразу. Он заставил существо действовать раньше запланированного срока, и для завершения робота деталей не хватило. Но и того, что уже привезли, было достаточно для большой беды. Наблюдая за рождением гиганта, Марк не сразу заметил существо. Ему казалось, что оно отыграло свою роль, а оно эту роль сменило. Когда металлическое тело было по большей части готово, из него появилась паутина проводов, окружившая имитацию человеческой женщины и поглотившая ее. Это было проделано так безупречно, что не осталось сомнений.
Такой финал был запланирован для существа с самого начала. Оно собирало данные, сколько получалось, вербовало агентов, сбивало с толку службу безопасности Черного города, но это не могло продолжаться вечно, и когда все грузовики были бы доставлены в поселок, оно стало бы центральным компьютером несокрушимой машины. У него почти получилось. И даже сейчас Марк не был уверен, что его вмешательство так уж много изменит. Он замер у входа в тоннель, пытаясь понять, что еще может сделать, а потом стало слишком поздно. Гигант его заметил. Глаз у робота не было даже символически, да и зачем ему это? Он полагался на камеры, раскиданные по всему телу, и сканеры. Марк сейчас оставался единственным живым существом в пустыне, обнаружить его было не так уж сложно. Он думал, что сможет продолжить битву, а вместо этого сам у себя отнял с трудом добытую победу. Он оказался в предельно неудачной точке. Рядом нет роботов, способных его защитить, да и не сумеют малые машины фермы навредить такому гиганту. Стеклянный тоннель тоже не мог спасти. Ничего не могло. Марку только и оставалось, что беспомощно наблюдать, как на него опускается гигантская металлическая лапа. Но до того, как все закончилось, выжженное небо прямо перед ним закрыли стальные крылья. Пожалуй, они думали, что создали для нее серьезную дилемму, пусть и преодолимую, но непременно требующую жертв. Спасти Марка, на которого Геката возлагала очень большие надежды, однако потерять при этом трофеи. Или защитить трофеи, которые критически важны для Черного города, но потерять человека, замену которому найти невозможно. Им наверняка казалось, что третьего пути просто нет. А Геката терпеть не могла делать то, что от нее ожидают, особенно если ожидает этого враг. Поэтому охрану трофеев она поручила двум другим воплощениям, оказавшимся в тот миг рядом с ней. «Если мы будем торчать возле этого грузовика, червяков быстро убить не получится. Они расползутся по жилым объектам», — попробовал спорить с ней император. «С каких пор тебя интересуют жилые объекты?» — удивилась Геката. «Да ты жертвуешь сначала ими, потом чистотой собственных ногтей. Слушайте, червяков мало. Большую часть вы уничтожите, не покидая эту точку, она удобная. А объектам просто пошлите предупреждение, чтобы ввели чрезвычайный режим. Их ресурсов хватит, чтобы защититься от такой угрозы». «Разумно», — кивнул суд, проигнорировав недовольный взгляд императора. «У нас нет острой потребности в твоей помощи, но я все равно не вижу смысла рваться обратно в объект 803. Если это действительно ловушка, твой ресурс уже мертв». «Его зовут Марк», — отмахнулась Геката, активируя нужную команду в центре хранения грузовика. «Можете запомнить его имя уже сейчас. Проще будет знакомиться». «Я не знакомлюсь с мертвецами», — фыркнул император. «А он не из тех, кто легко умирает». Одна из тайных панелей хранения открылась, позволяя Гекате забрать крылья. Устройство было отличным. 8 лезвий из лучшей стали, подходящие и для полета, и для боя. Быстрые, легкие, смертоносные. Геката любила их и одновременно не любила. Ей нравились те возможности, которые давало подключаемое к модулю оборудование, и нравилось чувство полета, при этом она понимала, что использование прямого порта в позвоночнике — огромная уязвимость для того, что осталось от ее человеческого тела. Поэтому чаще всего Геката скользила по воздуху на таких же антигравитационных панелях, как другие воплощения, но сейчас этого недостаточно. Крылья донесут ее до объекта намного быстрее. Она понимала, что уже может быть слишком поздно, и что она рискует, отправляясь туда без плана, без подготовки, без толкового оружия, и все равно она готова была попытаться. Уже подлетая к поселку, она получила доказательство того, что ее догадка не была пустой. Среди улиц поднимались столбы черного дыма, там полыхали пожары и выла сирена, но это было не так уж плохо, если задуматься. Марк действительно не сдался без боя, и этот бой не был простым для второй стороны, раз противники метались по улицам, преследуя друг друга. Вопрос в том, чем этот бой закончился, и закончился ли. Расспрашивать перепуганных людей Геката не собиралась, знала, что в такой ситуации их рассказ будет состоять по большей части из рыданий и причитаний.
Она подключилась к архиву, нашла среди записей наблюдения нужные кадры, посмотрела список команд, переданных системе. Надо же! Марк оказался даже лучше, чем она ожидала. Да, ему остро не хватало навыков и опыта, но он вытянул максимум из того, на что способен его нейромодуль, и придумал удачный трюк с перезагрузкой системы. После такого следовало остаться в поселке, но он почему-то решил поиграть в героя. Геката давно уже подозревала, что у него частичная социопатия. Способность к эмоциям снижена, а не отсутствует, иначе он не пошел бы туда. Но иначе он и не был бы, пожалуй, именно таким, как нужно Гекате. Как бы хорош он ни был, сейчас он принял вызов, который ему не по зубам. Геката подозревала, что он и с двойником бы не справился, если бы тот блокировал перегрузку, а возле фермы поджидало нечто большее. Во всех смыслах. Таких роботов Геката прежде не видела, хотя подозревала, что они родственны классу Колосс. Ничего похожего на шок она не испытала, уже ведь ясно, что по технологиям их противник примерно на одном уровне с Черным городом. Теперь она старалась оценить гигантскую машину до того, как снова станет жарко. Похоже, эту дрянь готовили для прямой атаки на Черный город. И Геката вынуждена была признать, что атака получилась бы разрушительной. Нет, город бы не исчез, но ему был бы нанесен серьезный урон. Машина крупная, великолепно оснащенная, с отличным панцирем брони, такую еще попробуй останови. Но это при условии, что ее удалось бы собрать полностью. Марк неожиданно оказал Черному городу огромную услугу. Он заставил диверсантов напасть раньше, чем они планировали. Геката уже видела, что деталей не хватает. В броне остались бреши, кое-где просматривались внутренние механизмы робота, даже если они модульные и чинят сами себя, многими видами оружия их можно уничтожить. Проблема в том, что двойник, теперь управляющий гигантом, тоже это понимал. Он даже не собирался двигаться к Черному городу, он развернулся к солнечной ферме, готовясь нанести удар по ней. Но прежде он планировал уничтожить Марка, и вот теперь Геката вынуждена была вмешаться. Она уже просканировала гиганта и отметила для себя все точки уязвимости, в основном места, на которые не хватило внешней брони. Одним из таких мест как раз был манипулятор, потянувшийся к Марку, но здесь разобраться было просто. Подлететь достаточно близко, крутануться в воздухе, рассечь крылом тугое переплетение кабелей. Как и ожидала Геката, робот тут же подался назад. Ему требовалось несколько минут на устранение повреждения. Она использовала эту паузу, чтобы подлететь поближе к Марку. Он, конечно же, сначала не узнал ее. И не ожидал, и солнце било ему прямо в глаза. Он уставился на нее, как на ангела небесного. Даже приятно получилось. Потом он сообразил, кто перед ним, и растерялся еще больше. «Ты? Как ты тут оказалась?» «Морем приплыла, очевидно», — закатила глаза Геката. «Укройся где-нибудь, чтобы мне не пришлось еще о тебе беспокоиться». «Что ты собираешься делать?» «Импровизировать». Тут она ему не соврала. Плана у нее не было, приходилось придумывать на ходу. Гигант быстро отреагировал на появление Гекаты, сообразил, кто перед ним. Хорош был бы разведчик, если бы не знал в лицо все воплощения. Это заставило его отказаться от преследования Марка и сосредоточиться на основной цели — уничтожение солнечной фермы. Не катастрофа, но очень паршиво. Геката пока не была уверена, что получится помешать, однако попытаться стоило. Во-первых, это важный для Черного города объект, уже хорошая причина, хотя для Гекаты куда большее значение имело во-вторых. Она не знала, уцелеет ли поселок вместе со всеми жителями, если ферма будет уничтожена. Марк при всех своих способностях на уровне тела уязвим, как самый обычный человек, и ей нужно было сохранить его, так или иначе. Плохо, что приходится действовать без толкового оружия. На ферме размещались только сервисные роботы-наладчики класса «Универсал». Такие против гиганта использовать все равно, что Черный город муравьями забрасывать. Своих роботов Геката оставила на дороге, а дополнительного оборудования, такого как дроны листья возле башни, здесь и не было никогда. Упущение, если задуматься, ведь ферма важнее башни, но сейчас ничего уже не исправить. Надеяться она могла только на себя и на уязвимость гиганта.
Он не собирался упрощать ей задачу. По Гекате уже шел огонь из всех орудий, вынуждающих ее постоянно двигаться, усложняющий сканирование. Но если он думает, что это ее остановит, то очень зря. Она стала воплощением не за красивые глаза. Не было у нее тогда уже красивых глаз. Она обнаружила крупное отверстие в броне на середине туловища гиганта. Это ей подходило отлично. Геката сняла с пояса несколько малых термоснарядов и рванулась вперед, сложила крылья, чтобы достигнуть максимальной скорости, и резко расправила их прямо перед тушей робота. Затормозила удачно, быстро, хотя вдоль позвоночника все равно пролетела резкая боль. Ничего, не страшно, она выдержит, она и не такое выдерживала. Она бросила снаряды в незащищенную часть туши и тут же отлетела в сторону, мысленно отсчитывая секунды до взрыва. 3, 2, 1. Ах, хорошо так полыхнуло. Геката очень надеялась, что заденет один из генераторов. На этом все могло бы закончиться, но нет. То ли не повезло, то ли робот перестроился, закрывая самые уязвимые места. От взрыва он пошатнулся и зашел черным дымом изнутри, однако на ногах устоял. Он двинулся к скоплению панелей. Его система признала, что робот не будет сохранен, вопрос лишь в том, кто его уничтожит и когда. Геката знала, что сканеры Черного города уже обнаружили столь масштабную угрозу и наверняка выслали подкрепление. Но знала она и то, что роботу собственная гибель безразлична, значение имеет только миссия. К этому он как раз приступил уверенно. Навалился на ближайшую панель, наклоняя ее, выламывая вместе с основанием, обрушивая на соседние, чтобы увеличить масштаб разрушения. Там, где он сейчас находился, стоял такой жар, что любое живое существо погибло бы за секунды. Или почти любое. Но роботу высокая температура не вредила. Не сразу так точно. Металл раскалялся, и не более того, гигант продолжал путь разрушения. Геката терпеть не могла такие условия. Жар ей на пользу не шел. Но и не убивал ее, если она активировала верно подобранную защиту человеческого тела, так что она могла там находиться. Марк не выдержал бы. Для него эта долина — верная смерть. Причем тут вообще Марк? Какой смысл о нем думать? Она видела, что гигант замедлился, часть орудий после ее диверсии отключилась. Но того, что осталось, хватало для атаки, и это Геката планировала исправить. Она снова рванулась к манипуляторам. Пролетела предельно близко, куда ближе, чем при недавней защите Марка. Рискнула, расправила крылья, целясь в узкую щель в броне. Она попала. Это Геката обнаружила, отдалившись на безопасное расстояние. Отлично получилось. Манипулятор даже не гнется теперь. Один отключен, один поврежден и не восстановлен до конца. Еще 2 убрать, и все. Полностью робот-ферму уже не уничтожит. Хотя это только звучит просто. Геката понимала, что риск получится грандиозным. Ей этого риска точно не хотелось. Да что там, даже по протоколу выживание воплощений всегда было основным приоритетом. И Черный город наверняка будет отсчитывать ее за то, что она все-таки осталась, а она так и не сумеет объяснить ему, почему иначе не могла. Но это будет потом. А сейчас Геката на всякий случай попыталась перехватить контроль над роботом и снова потерпела неудачу. Из двойника, которого спугнул Марк, получится отличный центр управления, да и код был совершенно незнакомый. Ничего, придется поднапрячься. Она выбрала момент, когда робот навалился на новую панель и снова сложила крылья. Геката идеально все просчитала. Она была уверена, что успеет. Она просто неправильно оценила скорость его восстановления. Манипулятор, который она считала поврежденным, рванулся к ней, перехватил в полете. Секунда! И она была поймана гигантской металлической лапой. «Думаешь, это завершится так просто?» — хмыкнула Геката. «Да черта с два!» Она пустила всю энергию в крылья, игнорируя новую вспышку боли в позвоночнике, куда более сильную, чем раньше. Злость сейчас помогала, делала эту боль неважной. Она не собиралась погибать так глупо. Она все-таки расправила крылья, и сталь оказалась крепче того металла, из которого был сделан гигант. Геката рассекла манипулятор так, что восстановить точно не получится. Она вырвалась, даже взлетела, но взлетела ненадолго.
Система сразу же сообщила ей о критической ошибке, а секундой позже Геката обнаружила, что левое крыло искрит, безнадежно искореженное, частично вырванное. Не только гигант получил повреждения, которые невозможно восстановить. Она тоже допустила ошибку. Геката должна была упасть, и она упала. Глава 10. Безопаснее всего было вернуться в поселок и дожидаться финала битвы там, но Марк так и не ушел. Не сумел просто. Он не мог помочь ей, зато мог видеть. От этого становилось чуть легче, хотя ярость, вызванная собственной беспомощностью, даже не думала утихать. Когда существо двинулось к солнечным панелям, Марк вошел в тоннели, только так он мог наблюдать за схваткой и дальше. Немногочисленный персонал, работавший здесь, давно уже разбежался, еще при появлении на горизонте гиганта, но это к лучшему. Помочь люди все равно не могли, только путались бы под ногами. О том, что он и сам уязвим в стеклянных тоннелях и, по сути, путается под ногами у Гекаты, Марк предпочитал не думать. Он верил в нее непривычной слепой верой, просто потому, что голос рассудка сейчас оказался не на их стороне. Геката вроде как не могла победить. Она смотрелась слишком маленькой, слишком хрупкой на фоне металлической туши, закрывающей половину неба. Да и с оружием тут беда. У нее только и было, что крылья, которые, кажется, размером превосходили ее тело. Но она не отступала, поэтому он мог в нее верить. Марк хотел бы помочь и искал способ без единой паузы, каждую секунду наблюдения. Беда в том, что такого способа просто не было. Да, они сейчас находились возле одной из самых могущественных технологий Черного города — солнечных панелей. Такие панели не только преобразовывали свет, они могли направлять жар, если развернуть их под правильным углом. Но был и подвох, который заключался даже не в том, что Марк — хирург, прежде не работавший с солнечными панелями. Это как раз ерунда. Он за последние дни и не такие технологии освоил. Истинная проблема таилась в том, что с солнечными панелями нельзя было управлять удаленно. Они подчинялись только прямому контролю. Нужно подойти и нажать на кнопки, тогда система заработает. Делалось это, вероятнее всего, для защиты от захвата вражескими нейросетями, но теперь сыграло против них. Ничего, Геката справиться должна. Она бы не вступила в битву, если бы не была уверена в своей победе. Верно ведь? Однако оказалось, что неверно. Он понял это предельно ясно, когда она попала в ловушку. Марк, не отрывавший взгляда от битвы, не упустил момент, когда на ней сомкнулась лапа гиганта. И то, что он почувствовал при этом, было странным, сильным, не похожим на то, с чем он сталкивался раньше. Он не знал, что это за чувство, и ему было все равно. Ему важно было лишь то, что происходило там, на высоте. Геката все-таки вырвалась. Она бы никогда не проиграла так глупо, но она пострадала. Марк даже издалека видел, что крыло сильно повреждено. Она упала на раскаленную землю, не камнем рухнула, вынужденно спикировала и все же на ногах не устояла. Гигант тут же попытался раздавить ее, но это он зря. Даже сломанные крылья не были бесполезны. Они разделились на несколько лезвий, двигавшихся ловко, как лапы паука. Геката примерно так их и использовала. Она перемещалась на них, отбивалась, уклонялась. Но теперь она боролась за выживание, не за победу. И даже эта борьба могла закончиться очень плохо. Зато про Марка существо позабыло. Хотя нет, роботы не забывают. Оно просто прекратило преследование, считая, что он безопасен и бесполезен. И в чем оно неправо? Марк был способен лишь на то, чтобы беспомощно наблюдать за чужой битвой. Гигант мог себе позволить игнорировать его. Если не станет Гекаты, существо доберется и до всех остальных. Или хотело бы добраться, но не сможет. Сначала Марк понял это, потом начал подбирать пути осуществления цели. Состояние снова было странное. Эмоции, совсем недавно накрывшие его волной, вдруг отступили вообще, позволив одному лишь разуму править бал. Сознание разом прояснилось, и в этот миг Марк не так уж сильно отличался от компьютера.
Если компьютеру поставить цель спасти Гекату, он не будет доказывать, что это невозможно. Он будет искать средства, предупреждая о том, что шансы на успех невелики, однако не отказываясь действовать. У Марка не было ни времени, ни энергии, ни ресурсов. Но время он проигнорировал, ресурсы получил, а энергии не жалел, ничего не припасая на собственное выживание. Он не мог управлять панелями и не мог быть в нескольких местах одновременно. Точки контроля отделялись друг от друга десятками метров стеклянных тоннелей, но ведь у него были роботы. Почему он так рано и наивно поверил, что они совсем уж бесполезны? Марк взял контроль над всеми, до которых дотянулся. Получилось 17. Он не позволил этой цифре иметь значение, хотя раньше она шокировала бы его. Промежуточный результат не важен, хвастаться тут некому. Ставка предельно проста. Победа или поражение. Проигрыш, при котором он был молодцом, тот же проигрыш. Он направил роботов к ближайшим пунктам управления. Марк смотрел теперь на мир через камеры, установленные на машинах. Удерживать внимание на 17 точках сразу было сложно, приходилось быстро чередовать их, и от этого кружилась голова, но он не позволил себе ни замедлиться, ни тем более остановиться. Только так он мог выиграть гонку со временем. Стало быть чуть легче, если бы он смог отстраниться от собственного тела, переключиться только на камеры, но и этот вариант оказался под запретом. Для того, чтобы правильно настроить панели, ему нужно было наблюдать, куда перемещается гигант. Казалось бы, как можно не попасть в нечто настолько огромное? Однако Марку требовалось развернуть панели так, чтобы жар стал предельно возможным, да еще и прицелиться в тот бок, который не защищен броней. Он не знал, что будет с Гекатой, если робот загорится рядом с ней. Не знал, что будет с ним самим. Сейчас от смерти его защищал только стеклянный тоннель. Но Марк должен был рискнуть, и все 17 роботов активировали настройки одновременно. Панели развернулись. Марк представлял, как это будет, но представлять и наблюдать своими глазами все-таки разный опыт. На фоне движения чего-то столь грандиозного даже робот терял свое прежнее величие. Многое действительно познается в сравнении, и теперь технологии черного города подавляли чужую машину и уничтожали ее. Марк все-таки сумел все рассчитать верно. Белый луч, отраженный несколькими панелями сразу, ударил прямо в незащищенный бок механического существа. Казалось, что кто-то выстрелил из крупного лазерного орудия. Поверить, что это всего лишь солнце, было куда сложнее. Хотя почему всего лишь? Это было само солнце, сжигающее любую жизнь, питающее города, то милосердное, то разрушительное. Сегодня оно было всем сразу. Марка оно пожалело, а его противника нет. Гигант вспыхнул, и на этот раз пожар потушить не удалось. Он не взорвался, но это и к лучшему. Взрыв как раз повредил бы панели. Робот просто перешел критический предел повреждений, он начал заваливаться, он был повержен. И он знал об этом. Но прежде чем центральный процессор отключился, Марк неожиданно увидел среди неоновых строк, сиявших перед глазами, сообщение прямо от него. «Одна миссия будет выполнена». Догадаться, о какой именно миссии идет речь, было несложно. Гигант последний раз дернулся в движении так, чтобы своей массивной тушей разбить стеклянный тоннель, в котором прятался Марк. Самого Марка он бы не раздавил, но это оказалось и не нужно. Как только стекло исчезнет, жар завершит дело. Ни один человек такое не переживет. Марк и не надеялся выжить, но страха все равно не было. Он не знал, почему сложилось именно так, не раздумывал о том, справедливо ли это, не сожалел, потому что не видел смысла в сожалении. Он просто закрыл глаза, поднимая лицо к небу и надеясь, что смерть будет быстрой и безболезненной. Но не сбылось все сразу. Боль он все-таки почувствовал, только это была не смерть. Жар хлестнул на доли секунды, а потом отступил, побежденный неожиданной тенью. Открыв глаза, Марк с удивлением обнаружил, что неба перед ним больше нет, есть только тесный купол из стали, теперь защищавший от всепоглощающего солнца двоих. Ему не нужны были вопросы и разъяснения. Он видел, что в купол превратились крылья Гекаты.
Сама же Геката победно улыбалась, обнимая его. Иначе было нельзя, слишком мало осталось пространства, не отстраниться. Впрочем, не похоже, что она хотела отстраниться. Марк понятия не имел, как она нашла его, как успела, но это казалось правильным. То, что она смогла. «Ты ведь понимаешь, что только что победил вражеского колосса?» — поинтересовалась Геката. «Это было целью. То, что я выжил в процессе, приятный бонус. Очередной подарок? Можешь рассматривать это так, хотя было бы обидно позволить тебе умереть вот так бездарно и совершенно неэстетично, когда мы даже не отыграли тот сценарий». «Какой сценарий?» — растерялся Марк. «Тот, на который ты согласился, помнишь? Тот, где не нужно ждать смерти, глядя в никуда. Есть занятия поинтереснее». Он так и не сумел вспомнить, о чем она, но Геката и не собиралась дожидаться. Она поцеловала его. И не кокетливо прижалась на миг губами к щеке, как порой делали не самые умные из медсестер, а по-настоящему поцеловала. И это почему-то казалось более невероятным, чем все битвы и чудесные спасения, настолько, что в первые секунды Марк замер, как застигнутый врасплох малолетка, но быстро опомнился, прижимая ее к себе, отнимая контроль. Он понятия не имел, почему она это делает. Не из-за любви, так точно, потому что нет там никакой любви. Может, просто ради развлечения или шутки, а может, у нее свои причины, так ведь и у него есть свои. Начать хотя бы с того, что этот поцелуй развеял его сомнения. После встречи с безупречной копией человека он против воли сомневался, а не окажется ли воплощение черного города таким же роботом. Нет, не окажется. Геката определенно прошла какие-то изменения, оставила в прошлом настоящее имя, стала другой, но человеком она все равно быть не перестала. И целовал он сейчас человека, а не имитацию, он чувствовал это. Так что ответить стоило хотя бы ради получения знаний, а еще ему просто хотелось. Это был напряженный момент. Страшный даже. Куда более страшный, чем сражение с гигантским вражеским роботом, если задуматься, потому что Геката впервые в жизни спорила с черным городом. Его требование было предсказуемым и понятным. После того, что сделал Марк, он просто не мог остаться незамеченным. Человека с такими способностями следовало привести в город, провести через полное обследование, представить другим воплощением и направить на обучение мастерству контроля. Геката знала, что это необходимо, и все равно не хотела. Она прекрасно понимала, не всем воплощениям понравится потенциальный конкурент. Марка неизбежно втянут в какие-нибудь дурацкие интриги, и это точно замедлит процесс обучения. Да и потом, не только Черный город оценил его потенциал, и их враги тоже многое знают. Предатель сейчас может появиться где угодно. Они столкнулись с действительно серьезной угрозой. Гекате было куда выгоднее спрятать Марка до того, как он сумеет защитить себя в любой ситуации. Она объяснила это Черному городу, только так у нее был шанс поступить по-своему. Внутри Гекату трясло так, как не трясло ни в одной битве уже много лет. Но внешне она оставалась невозмутимой и смотрела на черный экран с легкой улыбкой человека, который ни в чем не сомневался. Ответом ей был тот специфический голос, которым общался Черный город. Не мужской и не женский, объединяющий в себе все и сразу. «Поясни», — велел он. Она не стала раздражаться и напоминать, что она вообще-то только что все пояснила. Он ее слышал, и ему просто этого оказалось недостаточно, но и настаивать на приказе он пока не стал, значит, решение не принял. «И еще это нужно лично мне», — неохотно добавила Геката. «Я хочу изучить Марка, понять, что он за человек. Того, что я узнала за эти дни, недостаточно, я ведь не была уверена, что он важен. На его подготовке это не отразится, я потренирую его в пустошах. Он прибудет в Черный город готовым, я ручаюсь». «Это все?» Черный город завершал сбор данных, и она могла бы согласиться на финал разговора, но, чуть подумав, Геката тихо добавила.
Я прошу об этом как о личном одолжении. Поясни. В отличие от других воплощений, я никогда не собирала свиту из мастеров контроля. Я никогда ни о чем не просила. Я не брала даже то, что мне предлагалось. Я сразу сказала, что буду делать лишь то, что на пользу черному городу, и у меня не было ничего, что стало бы моим. По-настоящему моим. Но это я прошу. Я не хочу делить найденный мной ресурс с другими. При этом я могу поклясться, что он принесет пользу черному городу. Мои убеждения не изменились. Мне просто важно, чтобы он был только моим. Хотя бы сейчас. Вот и все, что она могла сказать. Ответа не было, но это нормально. Геката знала, что сейчас черный город анализирует каждое ее слово, каждую интонацию, взгляд, выражение лица. Хотелось что-нибудь добавить, но она подозревала, что это будет лишним, и заставила себя промолчать. Наконец, со стороны экрана, все это время остававшегося неизменным, снова зазвучал голос. «Хорошо. Разрешение предоставлено. Остальные воплощения будут поставлены в известность». Благодарю. Результаты необходимо предоставить не позднее, чем через год от настоящего момента. Они будут раньше, заверила Геката, и это были не пустые слова. Она прекрасно помнила, как быстро Марк овладел основными возможностями модуля. Информация принята. Конец связи. Вот теперь Геката позволила себе облегченно рассмеяться. Может, это и было странно, то, что она сидела в пустой комнате и смеялась, но ее такое давно уже не волновало. Она покинула здание администрации, позволив вернуться туда угодливо улыбающемуся и старательно скрывающему злость Эдуарду Сурнину. До сих пор бесится из-за лапок своего сына, надо же, как будто не понимает, что Марк спас его деточку от куда более сурового наказания по закону. Ольга Сурнина умнее, она уже не раз благодарила Гекату вполне искренне. Денис научился держать рот закрытым, спасительное умение в его случае. В объекте 803 теперь стало шумно и людно. Сюда прислали дополнительный персонал и технику, чтобы поскорее восстановить солнечную ферму. Кроме того, рядом с поселком установили мобильную лабораторию, чтобы полноценно исследовать и хазаров, и гиганта, уничтоженного Марком. Безопасность при таком раскладе тоже усилится, это хорошо. Но Геката все равно не любила такие крупные скопления людей. Она надеялась уехать сегодня же. Для этого ей выделили скоростной транспорт, возле которого и дожидался Марк. Он даже не знал, что его судьба под вопросом. Да и смысл ему говорить, если Геката сама до последнего сомневалась, чем дело решится. Забавно было бы, если бы он выбрал не ее, но выбор пока оставался не за ним. Она не была уверена, правильно ли поступила там, в разрушенном тоннеле, с тем поцелуем. Геката тогда особо не раздумывала, поддалась моменту. Волнение пришло уже потом. Что, если Марк поймет ее неверно? Сейчас сложный период, нужно быть осторожной даже в мелочах. Однако Марк вел себя так, будто между ними ничего не произошло, и пока это было лучшим раскладом. Других воплощений в поселке не было, но Геката не сомневалась, они выяснят все, что произошло здесь. Чем больше они гадают и меньше знают наверняка, тем лучше, особенно при том, что она и сама не разобралась до конца. Ни в чем. «Как прошло?» — спросил Марк, когда она подошла поближе. «Теперь ты официально мой, по крайней мере, на год». Он и глазом не моргнул. «То есть ничего нового?» «Ты наглеешь или взрослеешь? Не могу понять». «Адаптируюсь», — усмехнулся он, но быстро посерьезнел. «Есть данные о том, кто все это устроил». «Я тебе и так могла это сказать, причем сразу. Устроили это наши милые соседи, а какие именно, будут разбираться вон в той лаборатории». Геката указала на внушительный шатер из металлизированного полотна. Все диверсии, произошедшие на территории Черного города, старались выдать за случайности. Нападение хазаров — результат всем известного вируса, породившего их. Появление гипермутанта — его каприз. Захват башни — дело рук повстанцев.
Но тут их враг перестарался, когда случайностей накапливается слишком много, на случайности они больше не тянут. Так что Геката давно уже, еще до решающей битвы, вычислила, что это какой-то другой город поднакопил сил и теперь осторожно пробует почву. Стоит объявить войну за ресурсы или еще рановато? Сейчас они крепко получили по зубам и 10 раз подумают, прежде чем сунуться снова. Но будут другие. И будут настоящие хаотичные нападения со стороны порождений пустоши, с которыми тоже нужно что-то делать. Так что на этот год у Гекаты были серьезные планы. Когда транспорт двинулся с места, Марк не спросил ее, куда именно они едут, и это тоже впечатляло. Геката прекрасно знала, насколько трудно человеку принимать неизвестность. А может, ему как раз не трудно? Он сам признал, что у него ничего нет, и вот это «ничего» не так уж сложно оставить. Лишь когда они отдалились от поселка и свернули на дорогу, протянувшуюся к старому лесу, Марк наконец спросил. «Ну, и что будет дальше?» «О, дальше будет многое. Разрушенные города, которые зовут заполненными призраками. Хотя на самом деле это не призраки, а полноценный элемент нынешней пищевой цепи. Дороги, занятые машинами, которые не знают, что они машины. Земля, которая научилась пожирать все, что оказывается на ней. Формы жизни, которые не могут существовать, но умеют удивлять. Сообщества, образовавшиеся стихийно, но считающие, что они неуязвимы, до знакомства с нами, разумеется. А еще то, о чем я не знаю, потому что пустоши меняются каждый день». Она наблюдала за ним, ожидая, когда он хотя бы волноваться начнет, но Марк воспринимал ее рассказы все с той же невозмутимостью, что и раньше. Геката наконец не выдержала. «Тебе совсем не страшно?» «Нет. Тебе же не страшно?» «Я другая». «Даже если так, ты со мной». Она смутилась, но смущение показывать было нельзя, и Геката лишь раздраженно закатила глаза. Судя по многозначительному взгляду, Марк не обманулся. Да уж, год пройдет сложнее, чем она ожидала. «И ты обещала рассказать, как на самом деле устроен мир, когда отпадет прямая угроза», — напомнил он. «Она тут никогда не отпадает». «То есть не расскажешь?» «Я не настолько милосердна, чтобы и дальше позволять тебе неведенье», — усмехнулась Геката. «Только что-то мне подсказывает, очень скоро ты начнешь скучать по временам, когда черный город был для тебя действительно городом. Так что постарайся приготовиться ко всему. Мы начинаем». Влада Ольховская. «Черный город». Читал Вячеслав Булавин.